Кто не помыл ручки? Кто не помыл? Ты не помыла? Иди помой ручки. Так, доброе утро, дорогие коллеги. Так, звуки, пожалуйста, проверяем. Я сейчас звук включила. Пожалуйста, проверяйте, Ольга Николаевна. Сейчас кто у нас первый выступает? Так, я всем включила звук, разрешила. Так, гимназия номер 33 здесь, да? Эржена Балдановна. Так, хорошо, пока готовьтесь, пока проверяйте друг друга, проверяйте связь, проверяйте звук, настраивайте свои компьютеры, чтобы все было готово. 9:00 начинаем.
Будет слышно, нет? Друг мой. Алло, включила ее. Раз, раз, раз. Включен же звук, да? А нет. Да, включен, вас слышно. Хорошо, спасибо. Мгм. Так, доброе утро, дорогие. Еще раз, коллеги. Так, Балсанова, Дамдинова готовы? Так, докладчики. Самые первые, номер 1. Так, у нас сейчас, видите, решили в 9 часов начать, поздно предупредили. В 9 часов, да, хорошо. Так, готовы, Балсанова, да? Ага, все, хорошо, Иржина Богдановна. Так, Батуева Иржена Доржевна здесь? Гимназия номер 33. Так, пожалуйста, дозвонитесь до коллега.
Так, 33-я гимназия, пожалуйста, у вас 2 выступления друг за другом. Так, 58-й детский сад. Золушка здесь? Так, Золушка здесь, 58-й детский сад. Гибай, Оксана Михайловна. Так, в общем, всем быть наготове. Грибанова здесь, Оксана? Оксана Павловна. Так, Елизарова Ксения Рудольфовна. Так, у нас выступающие все есть или нет? Или никого нету? 11 номер Ульяна Ольга Николаевна здесь. 9 номер, 62-й сад тоже здесь. 58-й здесь сад. Так, все, вот я всем отправляла. Так, 58-й, это кто фамилия? Здесь 58-й Гибай. Я здесь. Все здесь, да? Так, А. 33-я гимназия, Ржена, Доржина здесь? Батуева, Ржена, Доржина. Здравствуйте, 33-й Балсанова, Дамдинова здесь. А, Иржена, Доржиевна. Она еще не зашла, видимо. Так, вы позвоните ей, пожалуйста, пусть она будет готова через 10 минут. Хорошо. Я всем отправляла, пожалуйста, без опозданий. 9 Она часов. знает, а у нее просто урок идет. Сейчас она с урока выйдет и зайдет. А, все, хорошо, хорошо, хорошо. Мгм. Так, Грибанова здесь, Оксана Павловна. У нее тоже идет урок, она вот буквально... Она минут все через выйдет, 10 все хорошо. зайдет. 33-я Ага. гимназия у нас с утра прямо, ага, хорошо. Мгм. По 10 минут четкая инструкция. Да, хорошо, минуты через 2-3 начнем. Все, готовимся, все камеры, все, микрофоны, все готовим. Так, Кордонова. Кордонова здесь, Мария Борисовна? Угу. Так, хорошо, пока не начинаем, сейчас подождите. Буквально минуты 2-3. Хорошо. Мгм. Может, кто здесь начнет уже, чтобы время не терять?
Доброе утро, дорогие коллеги, дорогие Здравствуйте. друзья. Здравствуйте. Всех вас я приветствую в нашей всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Современное начальное и дошкольное образование. Актуальное развитие. Взгляд в будущее». Поздравляю всех коллеги с таким праздником, с таким событием. Сегодня в нашей конференции почти 600 человек заявили, желающих услышать наши темы, наших выступающих. И я думаю, что сегодня будет у нас великолепный день. Мы сегодня с вами поделимся нашим опытом, услышим друг друга, кто как работает, кто как решает задачи сейчас современного образования. И давайте мы с вами начнем. Всем желаю нашим докладчикам, всем еще раз приносим извинения. Мы решили вчера очень поздно, 9 часов начать, и в срочном порядке пришлось вчера менять программу и начать с 9 часов утра, потому что у нас очень много выступающих, у нас самая большая секция, самая интересная, самая актуальная, наверное, самая такая очень горячая тема – это цифровизация образования начального и дошкольного образования, современные вызовы и тренды. Так, ну и сейчас мы с вами приступаем к нашим выступлениям. Прошу всех выключить микрофоны. Мы предоставляем, у нас очень активное участие сейчас принимает учителя начальных классов из гимназии номер 33 города Улан-Удэ. Пожалуйста, мы сейчас слово предоставляем Балсановой Иржене. Так, это кто у нас выступает? Гуражапова, да? У нас по графику первый выступает Балсанова. Да. Так, презентация не та, да? Так, хорошо? Нет, мы сейчас включим. Ага, все, хорошо. Так, слово предоставляется Балсановой Иржене Балдановне, психологу, Нет, Дамдиновой я Туяне, учителя начальных классов, Дамдиновой Туяне Батмацареневне, учителям начальных классов, МАО гимназии номер 30 города Улан-Удэ по теме «Использование потенциала цифровой среды в образовательном процессе начальной школы». Так, пожалуйста, вам слово. Пожалуйста, слушаем вас. Доброе утро, уважаемые родители. Тема у нас... Коллеги. Ой, коллеги. Уважаемые коллеги, тема наша «Цифровая среда в работе с младшими школьниками». Цифровизация – это внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства. В современном мире образовательные учреждения обращаются к цифровым технологиям, чтобы сделать учебный процесс четче, прозрачнее, эффективнее. Цифровизация в образовании – это переход на электронную систему обучения. Мы можем сказать, что настала эпоха перемен. Перемены действительно идут. Современный ребенок живет в мире электронной культуры. Без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. Одной из основных задач, поставленных перед современной школой, является подготовка учащихся в жизни в быстро меняющемся информационном обществе. Главную роль в решении этой задачи играет владение современным человеком информационно-коммуникационными технологиями. Информационная компетентность – это один из основных терминов ГОС, начального общего образования, и необходимых условий современного образования. Так как в современных условиях, не обладая умением находить и обрабатывать информацию, решать задачи с использованием средств ИКТ, невозможно стать востребованным специалистом. Начальная школа создает фундамент ключевых компетентностей, которые составляют основу образования на протяжении жизни. Вовлечение информационно-коммуникативных технологий в образовательную деятельность обучающихся – это не просто требование времени, это процесс формирования универсальных учебных действий, которые необходимы для реализации своих возможностей в современном обществе. Таким образом, активное использование ИКТ, компьютерного и цифрового оборудования современных цифровых образовательных ресурсов в урочной и неурочной деятельности увеличивает возможности для формирования УУД как важнейшего результата реализации стандарта. Тем самым ИКТ-компетентность становится фундаментом для формирования универсальных учебных действий в современной массовой школе. Наша цель – научить младших школьников использовать разнообразные цифровые
ресурсы для своей учебной деятельности. Формируя УУД в своей работе, мы используем ИКТ в качестве дидактического средства обучения, разработки и применения готовых компьютерных программ, проведение уроков с использованием ИКТ, использование ИКТ для закрепления и контроля знаний, организация групповой и индивидуальной работы урочной и неурочной деятельности. Использование готовых предметных презентаций, которые можно найти в свободном доступе в интернете или создать самим, это самый распространенный способ сделать свои уроки наглядными, красочными. Электронные приложения к учебникам, обучающие диски с материалами для внеурочной и учебной деятельности используются многими учителями. Мы вместе с тем открыли для себя возможности онлайн-энциклопедий, словарей, библиотек. Так, уважаемые коллеги, пожалуйста, максимально сокращаемся, хорошо? Пожалуйста, показываем только практику, поменьше воды теории. Показываем конкретно. В своей работе мы используем. Большая просьба. Максимально быть кратким, максимально показываем только свою практику, меньше воды. Теорию Мы нам не надо хотели читать. сейчас показать онлайн-энциклопедию и детскую библиотеку онлайн, но у нас что-то, какая-то проблема с интернетом, перестала грузиться, хотя до этого все работало. В урочной и внеурочной деятельности мы активно используем мультимедийную доску. Это позволяет нам увеличить количество иллюстративного материала, реализовать выполнение детьми на уроке интерактивных заданий, например, соедини пример и ответ. Или, допустим, распредели птиц по группам. Это очень нравится детям. Интерактивные задания можно проводить разной направленности. Также можно проводить оперативно мониторинг знаний учащихся в классе. Ну и использование презентаций, интерактивных игр способствует развитию положительной мотивации к изучению предмета. Одним из инструментов цифровой среды являются онлайн-тренажеры, используемые нами для закрепления навыков, например, табличного умножения, деления, для обучения слабо успевающих детей. На этом слайде представлены тренажеры с готовыми заданиями. Вот так. А на следующем слайде онлайн-тест-пад – это удобная платформа для создания тестов, кроссвордов, опросов, и там есть возможность оценки знаний учащихся. Предыдущий опыт предыдущих 2 учебных лет заставил нас обратить внимание на инновационные IT-технологии. Это сервисы Web 2.0 или Google сервисы. Из сервисов Google нас больше всего привлекают Google формы. Форма Google – это инструмент, который обеспечивает обратную связь, отличный помощник учителя. С помощью формы можно проводить различные опросы, викторины, создавать тесты, анкеты. Готовую форму можно передать ученикам для заполнения, отправив ссылку или QR-код к ней в любой удобный мессенджер. При создании формы автоматически создается таблица Google, в которой накапливаются результаты заполнения таблицы. Таблица предоставляет удобные возможности хранения и обработки собранных данных. В настоящее время организация учебно-воспитательного процесса невозможна без использования современных технологий обучения. Наиболее актуальной задачей обучения и воспитания можно назвать развитие обучающихся компетентностей, которые раскрываются через формирование универсальных учебных действий. Для решения
Обозначенные задачи применяем в учебном процессе ИКТ, интегрируя их с другими современными образовательными технологиями. Например, при изучении темы строения растений по окружающему миру мы использовали технологию перевернутый класс. Дети изучили материал по учебнику, посмотрели обучающий ролик на видеохостинге YouTube, подобранный учителем. В классе работали по группам, делились информацией. Итогом стала защита небольшого проекта. Таким образом, видеохостинг YouTube тоже используется в нашей работе как источник качественного обучающего контента, число которого в последнее время увеличилось. Также осваиваем онлайн-платформу «Цифровой образовательный контент», который представляет собой единый каталог онлайн-курсов от ведущих образовательных платформ, в том числе Учи.ру, возможностями которой пользуемся давно. В частности, Учи.ру привлекает нас тем, что можно создавать свои проверочные работы, задавать индивидуальный образовательный маршрут хорошо успевающим или, наоборот, слабым детям. Основное преимущество образовательной платформы – автоматизации проверки знаний. Все вышесказанное становится особенно актуальным в связи с ситуацией в мире. Вынужденный переход на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса требует от учащихся и педагогов серьезных навыков работы с цифровыми устройствами и в онлайн-режиме. Все, спасибо за внимание. Все, хорошо, спасибо большое, спасибо. Так, ну мы с вами сейчас увидели, как работают учителя начальных классов по формированию цифровой образовательной среды, какие они ресурсы используют, какие источники. Так, спасибо. Так, следующее слово предоставляем, буквально мы даем сейчас 5-7 минут, давайте будем сокращаться, максимально показываем свою практику, поменьше воды. Еще раз большая просьба. Так, сейчас слово предоставляем Батуевой Иржене Даржиевне и Гуражаповой Мадыкме Петровне, учителям начальных классов гимназии номер 33 города Улан-Удэ по теме «Интерактивные технологии веб-квест как способ развития метапредметных компетенций младших школьников». Очень интересная тема. Так, пожалуйста. Да. Угу. Уважаемые коллеги, добрый день. Уже добрый день. Сегодня мы хотели бы представить с вами одну из форм интерактивной технологии, это веб-квест-технология. При ее использовании процесс формирования положительного отношения к учению заключается в том, что ребенок постоянно получает удовольствие от самой деятельности, значимости для личности непосредственного ее результата. Поэтому в целях повышения мотивации к изучению того или иного предмета эта форма работы могла бы сыграть немалую роль. Что это такое, мы сейчас с вами на практике постараемся показать. Интерактивные технологии веб-квест – это проблемные задания с элементами целевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы. Девушки, вернее, уважаемые коллеги уже рассказали нам, ресурсы интернета, то есть у детей есть какая-то нерешенная задача, проблема, загадка, с которой они должны были поработать. При этом есть персонажи или история, которая сопровождает решение этой задачи. Сам веб-квест состоит из заданий различных форматов, то есть работа с тестом, с текстами, работа с видео. И здесь, как это происходит, многое зависит, конечно же, от технических условий. Если компьютер один, это часть квеста, можно попробовать перенести в офлайн. Так, то есть распечатки, учебники, книжки. Важно подумать, какие уже задания эффективнее онлайн или какие-то офлайн. Тут уже нужно обязательно что делать? Выбирать. В работе с веб-квестом дети получают, конечно же, возможность активно работать как в группе, так и самостоятельно, осуществляя поисковую деятельность. Поэтому мы сейчас сокращаемся. Что такое веб-квесты? Могут быть очень разными. Все зависит от того, какая у нас цель использования, и оно может быть монопредметными, то есть и математика, окружающей биологии, или же межпредметными, и математика с каким-то предметом, либо литература и история. Результатом веб-квеста может быть творческий продукт. Вы знаете, что
в нашей гимназии, вернее, простите, может быть, кто-то не знает, активно мы работаем, как в группах дети работают у нас и самостоятельно ищут поисковую какую-то деятельность, но теорию мы сминусуем. Так, дальше, я сказала уже, что веб-квесты бывают краткосрочные и долгосрочные. То есть краткосрочные – это 1-2 занятия, долгосрочные – это несколько занятий в месяц. Я сейчас хотела бы с практической частью познакомить нашего доклада, познакомить Эржена Доржиевна конкретно. Она уже на практике работает, что результат веб-квеста может быть и творческий продукт, и компиляция, и разные решения задач, да, проблемные квесты, изучение материала. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сейчас я вам продемонстрирую наглядно работу, которую мы выполняли в рамках интеграции путешествий по Бурятии. Данная разработка является авторской. Да? Вы все, что вот слышали в теории, мы показываем вам сейчас на практике. Этапы реализации, этапы работы над веб-квестом. Смотрите, да, здесь дается четкая инструкция, дети видят, читают эту инструкцию, знакомятся. Вот так, да, здесь есть критерии оценивания, все этапы прописаны. Затем идет распределение ролей. У каждой группы есть своя роль. Тут есть историки, фотографы, социологи, музыканты, экскурсоводы, ну и получается 5 групп. Например, мы заходим в группу историки. Что и для них дается? Дается задание, то есть они читают, потом смотрят видеоролик, знакомятся с заданием. Задания даются на разных сайтах. Да, вот что примечательно, что веб-квест – это такая игра, в которой нужно выполнить задание на различных сайтах. Вот. И итогом данной работы будет продукт в виде презентации. Они загружают, дети сами создают презентацию и загружают мне через ссылку, которую я им потом предоставляю. Вот такая работа выполнялась в нашей гимназии. Угу. Дальше. Ну и тут дается, конечно же, коллегам какая-то небольшая информация, методические материалы. Для родителей тоже есть методические материалы. Вот такой квест мы создали. А еще бы мы хотели рассказать вам про квест, который мы создавали на основе готового сайта, на сайте, образовательный сайт Learnis. Думаю, что многие из вас слышали про этот сайт. Вот я немножко пару слов про него скажу, что это за сайт. Вот. Это сайт отечественный, да, то есть он на русском языке. Как он выглядит? Здесь несложная регистрация, нужно только ввести фамилию, имейл, пароль и номер телефона. Все. Самый простой сайт. И здесь есть 4 задания, 4 направления. Одно из этих направлений – это выбраться из комнаты. Комнаты даются разные, да, в зависимости от сложности заданий. И в чем преимущество данного сайта? В том, что задание очень легко туда грузится. Вот, например, да, вот смотрите. Дети нажимают на определенные кнопки, и у них выходит задание, которое они собирают, разгадывают и выбираются из комнаты. И вот сейчас я бы хотела вам продемонстрировать видеоурок, отрывок, фрагмент из моего урока, который я давала в рамках конкурса, для городского конкурса «Раз ступенька, 2 ступенька». Сейчас вы посмотрите, и вы сразу поймете, о чем мы говорим. Так. Уважаемые коллеги, все видно? Да, все видно. Угу. Сейчас попробую, чтобы со звуком было у вас. Угу. Еще раз напоминаю, что это веб-квест. Дети, ученики 3 класса, урок математики, тема урока «Порядок действий». Они сейчас разделены на группы и будут выполнять работу в веб-квесте. Им нужно выйти из комнаты. Задания зашифрованы, примеры на порядок действий. И вот вы сейчас увидите, как они с этим справляются. Посмотрите, ребята, у вас должна быть нагружена комната. Ваша задача, ребята, сейчас выбраться из данной комнаты.
А чтобы выбраться, надо решить все выражения. Итак, ребята, слушайте внимательно задание. Чтобы решить правильно все выражения, вы должны читать подсказки. Да, помогаете друг другу, вы же работаете в команде. Если вы не можете конкретно решить пример, значит, надо записать в тетради. И все ответы вы должны по порядку записать где? В рабочем листе. Так, все, ребята, вы уже, я вижу, начали. Находите ответы. Так, ну вот вы видели, да, на примере того, как мои дети работают в веб-квесте. Задания очень легкие, детям это очень нравится, во-первых, потому что это все в игровой форме происходит, ну и самый большой плюс, то, что происходит именно проектная работа. И самое важное, что упор делается на коммуникативные технологии, то есть дети между собой общаются. И сейчас, мне кажется, это самое важное в работе в нашей работе. Ну вот, в принципе, и все, что мы хотели вам рассказать и показать. Все Спасибо хорошо, за коллеги, внимание. хорошо. Так, Эржен Доржиевна, Фатыма Петровна, вот мы сейчас с вами видели ваш сайт, на Google сайте он создан, замечательный проект. Да. Проект, как метапредметный проект, есть такая технология паркового урока, вы, наверное, сталкивались, да? Да, Вот это близко к технологии проектной деятельности, технологии паркового урока, то есть мы с детьми путешествуем по городу Улан-Удэ и выполняем задания из разных предметных областей и работаем с интерактивными рабочими листами. Да, вот если все это загружать в интерактивные рабочие листы, сейчас сервисов очень много, поэтому вот это первое. Второе, вы сейчас показали работу создания веб-квестов на платформе Learnis. Сейчас это Learnis перешли на Животеку, Джатеку. Видели, да? Обновилась платформа Джатека. Я сейчас даю эту платформу на курсах своих. Очень классная платформа, что мы предлагаем всем, и учителям начальных классов, и педагогам дошкольного нашего образования, нашим воспитателям. Она вообще шикарнейшая платформа. Платформа сейчас, вот эта Джатека, она обновилась, и там можно, если на Learnis мы должны создавать готовые картинки, да, там нужно, там немножко трудно, да, нужно создавать картинки, задания нужно пропечатать, это писать, создавать, потом фотографировать, это все загружать. А в Джатеке намного стало проще, там можно загружать эти готовые тесты, можно уже печатать. И там появились новые комната, кабинет физики, читальный зал, в гостях у бабушки. Еще мы последний раз были в комнате у мага, волшебного мага. Очень сложные комнаты, мы там на курсах учителями решали. Поэтому вы, как сказать, вы в тренде, гимназия номер 33, молодцы, используйте активно вот квесты, вот такие Google технологии, Google сервисы, это замечательные инструменты, очень много мы увидели, очень много полезного именно для всех. Спасибо вам. Спасибо большое. Следующее выступление. Так, пожалуйста, сокращаемся максимально, коллеги. Пожалуйста, большая просьба, мы с вами так без обеда. Тема очень у нас актуальная. Так, роботизация в ДО как одно из направлений цифровизации. Выступает Гибай Оксана Михайловна, воспитатель БОУ номер 58, Золушка, город Улан-Удэ. Так, пожалуйста, Оксана Михайловна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мой доклад, он немного по-другому звучит. Робототехника как одно из направлений цифровизации в детском саду. И в своем докладе я хотела бы кратко упомянуть теорию поколений. И вот согласно этой теории, детей, которых мы сейчас воспитываем, это дети поколения Z, то есть цифровые дети или дети будущего. Поэтому к ним нужно подобрать совершенно иной подход, вот, например, в проведении образовательных ситуаций в детском саду. А демонстрацию экрана можно нам включить, да? Презентацию мы можем... Все, конечно, можно. Все, демонстрация экрана включайте, пожалуйста. Так вот, как же найти подход к этим детям? Для цифровых детей важна визуализация. То есть все занятия они должны быть яркими, наглядными, насыщенными и включать как использование уже
традиционных инструментов и также новых технологий обучения. То есть дети, они понимают в картинках или в видеороликах лучше, эффективнее, чем либо они услышат, если они слышат на слух. Да? Главная мотивация поколения Z – это интерес, то есть отсутствие скуки и захватывающей задачи. Это часть состояния комфорта поколения детей Z. И хочу вам рассказать об одном из направлений в области цифровизации, как раз актуально для наших детей. Это использование робототехники. Робототехника, она занимает сейчас широкий пласт в нашей жизни, начиная от беспилотных космических кораблей до домашних помощников и детских игрушек. И особенно, конечно, она популярна у детей дошкольного возраста и младшего дошкольного возраста. Она позволяет детям в увлекательной форме развивать пространственное мышление, логику, позволяет мыслить творчески и анализировать. Сейчас мы вам покажем вот первый слайд. Да? Для того, чтобы подготовить детей к занятиям с мини-роботами, биботами, мы учим детей ориентироваться на плоскости. Вот здесь вы видите плоскостные поля, на них нарисованы тематические картинки в зависимости от того, какую тему мы изучаем. Роль бибота здесь выполняет стрелочка, и задача ребенка научить стрелочку двигаться по полю, то есть своего рода они выполняют математический диктант. Например, начинаем движение, вот где нарисована стрелочка, да? 2 шага вперед, поворот направо, 3 шага вперед, поворот налево, 1 шаг. И вот если ребенок дошел до цели, он получает фишку, тем самым мы его мотивируем, и детям очень интересно это занятие. Также вот следующий слайд, там я придумала такой способ, как вот мы на полу разлиновываем пол при помощи скотча. И вот тоже и обыгрываем различные ситуации. Вот в данном случае здесь у нас занятие по развитию экологических представлений, и вот роль бибота выполняет девочка, она у нас осень, она собирает признаки осени. Тут различные признаки, она должна именно свои собрать, да? Но прежде чем дойти до своего признака, она продумывает ход, озвучивает его детям и затем только выполняет. Это занятие интересно в том плане, что тут ребенок не игрушку двигает, а сам вот ощущает своим телом, как бы ориентируется в пространстве. Да? Повороты направо, налево здесь очень хорошо отрабатываются. Еще вот здесь у меня слайда нет, но в этом плане интересно пособие Воскобовича. Там уже готовый ковер, он разлинован на клеточки, и дети тоже могут следить, например, за полетом пчелы в уме, либо проводя пальчиком вот по воздуху. Все это подготавливает детей к занятиям с биботами. Да? И вот здесь уже после этих занятий мы знакомим детей с мини-роботами, показываем его функции, все кнопочки, где что расположено, как он двигается, и начинаем занятие. Вот на слайде вы видите, мы изучаем геометрические фигуры. Да? На следующем слайде здесь мы изучаем в занятиях, вот бибот, вообще занятия с биботом лучше проводить в пределах, чтобы детей было не больше 5, потому что каждому это интересно, и каждый хочет попробовать поиграть. Да? Можно проводить занятия по правилам дорожного движения. Вот здесь мы изучаем знаки. Также развитие элементарных математических представлений. Ну, вообще бибот, он незаменим, можно применить к любому занятию. Также мы изучаем английский язык, грамматику, развитие речи. Детям игрушка очень нравится, она у них развивает мышление, логику, они стали лучше ориентироваться в пространстве, развивает речь. И самое главное, это как бы они проходят азы программирования.
И в дальнейшем это является основой, фундаментом для дальнейшего изучения математики, информатики в школе. И поэтому вот мы рекомендуем этих роботов. Они прямо у нас стали другом детей у нас в группе. Вот очень интересные занятия проходят. Спасибо за внимание. Спасибо, спасибо. Так, ну вы сейчас видели, да, дорогие коллеги, очень интересная презентация в формате на сайте Prezi. Видите, как интересно, да? Это уже необычная наша презентация PowerPoint, которую мы с вами избитые, правильно? Очень классно есть такая платформа. А можно? Да. Можно я добавлю? Вот эту презентацию я сделала на прошлой неделе, прошли курсы цифровизации образовательной среды у вас при Бриопе, Бурдуковская Людмила Николаевна. Вот если они смотрят, то им, наверное, будет приятно, что я прошла их курсы и вот смогла сделать такую презентацию. Очень полезный, доступный вообще. Да, очень полезный, интересный сервис. Видите, да, вот выделяем, нажимаем, и как красиво представляем, да, уже можно здесь. Поэтому используйте различные новые формы для презентации. Так, и вы видели, да, вот работу очень интересную по робототехнике, работа с пчелами. Действительно, я вот смотрю, да, вот на выступлении вот воспитателей, да, наших коллег из детского сада. Я смотрю, это уже новое образование, надо практически новые курсы проходить, чтобы вот так на таком уровне работать. Действительно, это новые совершенно компетенции, вот современные вот воспитатели, вот как работают вообще. Мы недавно проводили фестиваль на очень высоком уровне. Спасибо большое, желаю вам успехов. Я думаю, насколько интересно детям сейчас, да, в детском саду вашем, вот с такими инструментами, с такими роботами. Больших успехов дальнейших. Спасибо большое. Следующее слово предоставляем Грибановой Оксане Павловне, учителю начальных классов из гимназии номер 33. Гимназия номер 33. Молодцы, коллеги. По теме формирования познавательной активности младших школьников средствами интерактивного сервиса WordWall. WordWall, да, правильно я сказала? WordWall. Я же английский. Так, все хорошо, пожалуйста. Хорошо, у меня будет возможность тоже воспользоваться? Конечно, конечно. Вы все демонстрируете экран, всем это нужно. Итак, здравствуйте, уважаемые коллеги. Надеюсь, наш опыт нашей гимназии будет вам полезен. Итак, я бы хотела рассказать... Видно экран? Видно. Я бы хотела рассказать немного об использовании возможностей платформы WordWall для формирования познавательной активности младших школьников. Перед нами время ставит новые совершенно задачи, и у общества возникают новые потребности. Они нашли свое воплощение в новых требованиях ВОЗ, и учителя вынуждены искать новые пути решения, новые реализации этих требований и осваивать новые педагогические технологии. Использование цифровых технологий является одним из приоритетов образования. Внедрение инновационных технологий призвано прежде всего улучшить качество обучения, повысить мотивацию и ускорить процесс усвоения знаний. Сейчас существует достаточно много различных цифровых платформ, учителя активно ими пользуются, и я хотела бы рассказать о такой платформе WordWall. Это сервис для создания интерактивных учебно-методических пособий по разным предметам. Здесь есть где развернуться и творческим учителям, и талантливым ученикам. Что же представляет из себя такой сервис WordWall? Это, ну давайте для того, чтобы говорить предметно, вот мы сейчас перейдем, надеюсь, это будет недолго. Так, на сайт вы перешли вместе со мной? Так, еще пока черный экран. Еще пока черный экран. Давайте тогда сейчас, секундочку, я отключу, остановлю презентацию. Давайте вот так вот сделаем лучше. И заново включу демонстрацию экрана. Коллеги, товарищи, наши спикеры дорогие, отправляйте ссылки, пожалуйста, в чат. Вот те же ссылки на интерактивные задания, да, на платформы, на различные сервисы, которые вы сейчас показываете, пожалуйста. Вообще научитесь, пожалуйста, загружать презентации в этом Google Диск, Google презентации, и прямо саму презентацию, ссылочку прямо в чат. Открыли доступ, давайте учиться, или в Яндекс.Диск, да? Да. Давайте учиться быть интерактивными. Хорошо. Итак, вы увидели, да, сейчас сайт. Это сайт, который позволяет создавать различные интерактивные модули. Ну, например, сейчас мы с детьми изучаем тему «Определи спряжение глагола», и я сделала для них вот такое задание – игра «Погоня в лабиринте».
То есть здесь, значит, игровой персонаж должен пробежать в соответствующую комнату, определив спряжение, и спастись от монстриков, которые их догоняют. Видите, да? Мы должны найти глаголы с окончаниями «а-я». Этот персонаж бежит, прячется в соответствующей комнате. Ну и так далее. То есть для того, просто чтобы вам было понятно, что это такое. Это такие мини-игры на решение конкретных образовательных задач. Понятно, вот мы попали в нужную комнатку, заработали определенные очки. Так, продолжаем демонстрацию уже со слайда. Ну, как вы видите, здесь создана еще другая игра, и вообще количество таких игр очень большое. Значит, это все игры созданы на базе платформы WordWall. Это комплекс модулей, который непосредственно включается в содержание обучения, изменяется или создается в оперативном режиме. Не включен в этой причине ни в какой-то конкретный сценарий, ни в какие-то конкретные программы. Его главная ценность – это интерактивность. То есть вы можете буквально на перемене перед уроком создать соответствующий комплекс. Вы можете использовать готовые задания, тренажеры, можете на их основе использовать свои задания, получать текстовые ссылки на задания и в виде QR-кода для вставки на свою веб-страницу. Интересная особенность, что каждое из этих заданий может быть создан в печатной версии, в формате PDF. Можно публиковаться в соцсетях, работать индивидуально и в групповых версиях. На платформе есть множество шаблонов, которые помогают создавать различные игры. Эти игры уже детям обычно знакомы. Ну, например, такие игры, как «Сопоставить», «Найди пару», «Совпадающие пары», ну вот «Погоня в лабиринты», игры наподобие «Поле чудес», наподобие «Своя игра» и так далее. Ну, как я уже сказала, каждая из игр может быть представлена в виде печатной версии. Они могут быть использованы как вспомогательный материал, как в качестве самостоятельных учебных заданий. Интересная, ну, можно сказать, фишка этой платформы. Вам следует поработать и загрузить только один какой-то языковой материал. И на этом комплексе вы получите сразу же целый комплекс пособий. Например, посмотрите, если вы создали учебное задание на основе сопоставить фигуры, например, найти название каждой геометрической фигуры. Переключением одной только кнопки это же самое задание с этим же материалом, который вы загрузили, превратится в кроссворд. Точно так же переключаете, может превратиться в викторину. Вот, например, задание «Самый большой остров в мире». Да, дети должны найти. Вот здесь вы видите сбоку кнопочки, можно переключить на этот же шаблон, на игру «Откройте поле», на самолет, на случайное колесо. Вот тут вот вы видите печатные версии викторины. Ну вот как пример. У меня, видите, здесь зелененькая игра, это игра «Путешествие по джунглям». Здесь дети должны были пройти лабиринт, определив спряжение глаголов. Вот эта зеленая игра. Изменив игровое поле, с тем же самым языковым материалом мы получаем квест в стиле Хэллоуин, да, и рождественский квест. Дети выполняют похожее задание на том же языковом материале. Изменив сам шаблон, мы получаем вот такую конвейерную ленту, то есть дети с конвейера забирают глаголы в нужную группу. Вот тот же самый лабиринт, про который я вам рассказывала. Вот такая забавная игра, которая называется «Поймай хомяка». То есть мы ищем хомяка, на котором написано слово определенного спряжения. Понимаете? То есть вы загружаете всего-навсего один языковой материал, получаете вот такой комплекс игр. Они все направлены на отработку одного и того же навыка. Игры, которые мы создаем и которые есть на сайте, можно их уже использовать. Есть обучающие, информационно-поисковые, демонстрационные, контролирующие, учебные, игровые. Эти игры пользуются большой такой популярностью у детей. Ребята проходят игры, получают определенный результат, там набирают количество очков и с удовольствием хвастаются своими достижениями, значит, в нашем групповом чате в Вайбере. Таким образом, использование шаблонов сервиса WordWall повышает учебную мотивацию, поскольку задания яркие, интересные, в игровой и занимательной форме. Возможно включение игровых упражнений. Эти занятия вызывают эмоциональный подъем.
Некоторые упражнения включают элемент соревнования. Я эти игры использую в качестве разминки, например, в качестве устного счета, орфографических 5 минуток и так далее в начале урока. Эти игры создают ситуацию успеха. Ребенок обязательно выполнит задание правильно, не боится ошибиться, количество попыток не ограничено и параллельно закрепляет какой-то учебный материал. Таким образом повышается качество знаний за счет интенсификации самостоятельной работы и увеличивается объем выполненных заданий. Эти задания способствуют интеллектуальному творческому развитию детей за счет простоты использования, и даже ребенок самостоятельно может создать игровые упражнения. Восполняется дефицит источников учебного материала, развиваются навыки и умения. Хорошо, хорошо, пожалуйста. Давайте теорию поменьше, девушки, Хорошо. коллеги. Ага. Ну, Замечательный сервис. Да. Я хотела об этом рассказать, да, о том, что использование подобных сервисов позволяет разнообразить урок, сделать его увлекательным, а процесс обучения простым и доступным для понимания. Да, Оксана Павловна, спасибо вам за такое открытие. Я увидела здесь замечательные возможности. Вот вы видели, да, вот как сейчас проводить уроки, да, именно давать знания, уроки использовать на своих по разным предметам, именно с детьми поколения Z. Видели, да? Вот они играют же игрушки, да, у нас компьютерные игры. Видели вы настоящее воплощение компьютерных игр, только познавательные, только уже используем их в образовании. Спасибо вам большое. Надеюсь, в следующий раз вы откроете нам еще раз какие-то новые интересные сервисы. Для меня это вообще первый сервис, я вообще очень шикарный, я его буду пробовать. Так, пожалуйста, коллеги, отправляйте в чат. Оксана Павловна, учителя гимназии номер 33, вот у вас очень замечательная платформа, покажите Learn свои задания, вот это Google сайт, который вы делаете, да, проект, вот «Моя Бурятия» вы делаете. Все это, пожалуйста, в чат отправляйте, будьте добры. Угу. Хорошо, сейчас так, все хорошо. Вот показывайте коллегам задания, именно конкретно примеры своей работы, да, проекты, именно ссылки. Так, Ксения Рудольфовна здесь, гостья нашей Свердловской области. Доброе утро. Доброе утро, сейчас хорошо. Мы вас рано разбудили, наверное, да? Пришлось. Да, мы встали рано утром. Хорошо. Добрым утром, Ксения Рудольфовна. Мы сейчас слово предоставляем Елизаровой Ксении Рудольфовне, воспитатель МАДО номер 43 города Сухой Лог из Свердловской области. Это наши гости издалека по теме очень актуальной теме. Организация дистанционного обучения детей дошкольного возраста. Давайте мы послушаем, как наши коллеги организовывают дистанционное обучение в детском саду. Так, пожалуйста. Презентацию видно? Видно, все видно. Произошедшее событие недавнего времени, введение режима самоизоляции, отрыв детей дошкольного возраста от естественной образовательной среды поставили вопрос о введении новых средств и методов образования, в том числе дистанционного образования с использованием компьютерных и электронных средств связи. Эта форма работы регламентирована и приказом Министерства образования и науки номер 816. Казалось бы, режим самоизоляции закончился, и все стало на свои места. Ребята снова посещают детский сад. Но остается одно большое «но». Группы продолжают закрываться на карантины. Во многих группах присутствуют часто болеющие дети. И перед нами встает новая задача — поддержать детей и родителей, которые оторваны от учебного процесса. Сделать образовательный процесс непрерывным для всех субъектов образовательных отношений. Для реализации данных задач мной и коллегами была выстроена система работы, которая позволяет охватить воспитанников образовательным процессом на расстоянии. В своей работе мы использовали проведение онлайн-занятий с использованием видео-интернет-связи. Для организации образовательной деятельности в онлайн-режиме был проведен опрос в групповом чате для выявления примерного времени проведения занятий, выявления способов связи. Исходя из результатов опроса было составлено примерное расписание и определены сервисы. Для нас это стал Zoom и WhatsApp, то, что могли использовать родители.
Онлайн-занятия проводились ежедневно. Организуя онлайн-занятия, учитывала возрастные индивидуальные особенности детей. Особое внимание уделила адаптации детей к новой форме работы, так как это ребята, дошкольники, дала возможность вначале пообщаться, немножко похвастаться, показать свои игрушки, домашних питомцев. А потом уже, когда ребята привыкли к общению, мы стали изучать инструменты платформы. Помимо занятий в режиме онлайн проводились викторины по безопасности, репетиции, родительские собрания, встречи с ребятами детского сада в рамках реализации проекта «Малыши на диване». Данная форма связи помогла нам и в учебное время, так как определенный период нельзя было проводить экскурсии, детским садом были организованы онлайн-экскурсии с Сухоложским многопрофильным техникумом. Совместно с учителем-логопедом организовали подключение к Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи имени Крапивина, где смогли посмотреть на встречу с детским писателем Юлией Ивановой и задать свои вопросы о книгах. Неоднократно проводились онлайн-встречи со Свердловской государственной академической филармонией в рамках проекта «Виртуальный концертный зал». По итогам занятий По итогам проведенных занятий пришла к выводу, что занятия по художественно-эстетическому развитию в таком формате проводить неэффективно. У каждого ребенка свой темп выполнения работы и свой уровень саморегуляции. И выход был найден. Занятия по лепке, аппликации, рисования стали проводиться в формате видеоуроков и видеомастер-классов. Преимущество использования таких видеороликов в сравнении со стандартными презентациями в том, что они способны дать много более сильный эмоциональный эффект, надолго отложиться в памяти детей, получить максимально эффективную обратную связь. В работе использовались как видеоуроки, найденные в интернете, так и созданные самостоятельно. Для создания видеоуроков и мастер-классов внимательно подбирала весь обучающий материал, небольшое введение по теме, информативную часть, отрабатывала все сложные слова и действия, технику выполнения и только потом приступала к записи и монтажу. Все видеоуроки размещались в свободном доступе для удобного использования родителями на личных страницах ВКонтакте, Инстаграме и на личном YouTube-канале. На данный момент такой формат получил очень большой эмоциональный отклик от детей. Если ребятам понравилось занятие, они просят, чтобы я засняла его в форме видеоурока и отправила ссылку, чтобы уже дома на выходных они смогли выполнить работу еще раз со своими родителями. Для закрепления пройденных тем систематически создавались упражнения на онлайн-платформе Learning Apps. Интерфейс сервиса понятен и прост, его легко усвоить самостоятельно. Огромным преимуществом является большая коллекция готовых упражнений по разным темам, а после регистрации есть возможность создавать и добавлять собственные упражнения. Начинать работу на сервисе необходимо создание своего класса, в котором можно добавить всех воспитанников группы. Для учета индивидуальных особенностей можно создать несколько классов, учитывая одаренность, особенности развития и их интересы. У каждого класса своя классная комната, в которой воспитатель размещает задания, а воспитанники его видят и могут выполнить его. Все задания отмечаются в статистике. Это позволяет отследить выполнение задания и его время. Педагог может самостоятельно сделать приложение, выбрав один из 20 вариантов макетов. После этого будет предложено ознакомиться с примерами подобных упражнений, чтобы понять логику задания. Дальше остается только заполнить необходимые поля и загрузить нужное изображение. Все формы снабжены подсказками, поэтому трудностей с созданием заданий не возникает. Работая в данном сервисе, у учащихся повысилось восприятие и запоминание изученного материала на онлайн-занятиях. У воспитанников развивается самостоятельность, ответственность, так как большинство заданий выполнялись детьми самостоятельно, без помощи родителей. Не оставались в стороне и проекты, которые реализовывались в течение года. Так как к концу учебного года необходимо было подвести итог по проекту «Швейное ателье» по ознакомлению с профессиями людей, работающих в ателье. В качестве завершения мы решили создать свой мультфильм дистанционно. Вся работа проводилась совместно с родителями и детьми. Воспитанниками предложила нарисовать героев мультфильма, швейные инструменты. Родителям предложила подобрать к героям мультфильма стихотворение. Затем дети совместно с родителями засняли кадры для мультфильма, записали озвучку и отправили мне для последующего монтажа.
Такая работа сплотила детей и родителей. Работая над героями, ребята развивали воображение, творчество, озвучивая видеоролик, решались логопедические задачи, а общий результат сплотил детей и родителей. Таким образом, применяемые мной цифровые технологии и ресурсы стали важным и неотъемлемым компонентом в дистанционном образовании. Ребенок имеет контакт с педагогом, происходит эмоциональное и мотивационное вовлечение ребенка в образовательный процесс, делая образовательную деятельность непрерывной. Благодарю за внимание. Постаралась сократить время выступления, чтобы мы вложились в тайминг. Ксения Рудольфовна, вы показали настоящую работу. Огромная работа, которая ведется вот на этих слайдах, да, вот казалось бы, слайды мы прошли с вами за 5 минут, да, за 10 минут, да, но здесь заложена огромная работа, все согласны. Мы увидели настоящую работу, да, вот воспитателя с интернет-ресурсами, с каналом YouTube, видеоуроки, сервисы Learning Apps вы активно используете, да? Да. Это на самом деле очень самый удобный, самый простейший, самый старинный ресурс, очень-очень простой в использовании, что мы рекомендуем всем учителям разных ступеней. Мы увидели с вами и создание мультфильма. Это тоже огромная работа, Ксения Рудольфовна. Спасибо вам за замечательное выступление. Я думаю, что коллеги наши тоже многое намотали на свой ус. Да, коллеги? Онлайн-уроки, онлайн-встречи. Вот это все надо учиться сейчас. Мы с вами находимся уже в жесточайших условиях пандемии, коронавируса, дистанционного. Хотим мы, не хотим, нужно осваивать дистанционные формы. И вот, пожалуйста, спасибо за такую полезнейшую информацию. Спасибо вам и желаем вам дальнейших успехов. Я думаю, что на следующей конференции, на нашем фестивале вы придете еще с новыми интересными наработками. Спасибо. Пожалуйста, у вас есть свой личный сайт, Ксения Рудольфовна? Да, сайт есть. Да. Ну, он в общей вот этой платформе мультиурок. Нет, нужно делать отдельный сайт, коллеги, отдельный сайт. Вот, пожалуйста, на своем блоге, на своем сайте, пожалуйста, размещайте ваши видеоуроки, ваши все встречи, ваши записи, ваши задания интерактивные, ваши все ссылка на страницы в Инстаграме, на канал и так далее, и так далее. Вот сейчас каким должен быть современный педагог, да? Обязательно без блога сейчас, вообще я говорю, блог это где мы собираем, правильно, всю информацию. Так, спасибо. Спасибо. Спасибо большое за полезнейшую информацию еще раз. Так, сейчас следующее слово мы предоставляем Кордоновой Марии Борисовне и Патракеевой Надежде Александровне. Это заместитель заведующей по ВМР, старший воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад номер 4» города Черемхово с Иркутской области. Это наши соседи, наши гости. Спасибо вам, что вы пришли к нам за участие по теме формирования бережной цифровой среды как эффективное условие личностного развития детей дошкольного возраста. Все, пожалуйста, слово предоставляем нашим. Добрый день. Иркутянам. Нас видно, нас слышно? Все видно, все, экран виден. Все отлично. Тогда мы начинаем. Каждый день мир меняется, и наши дети будут жить еще в более скоростном мире и реализовываться в нем. Такие компетенции, как критическое мышление, тайм-менеджмент, командообразование, креативность выходят на первый план. Важнейшим акцентом личностного развития детей дошкольного возраста, которые начинают конкурировать с семьей и образовательными организациями, сегодня является активное внедрение цифровых технологий. И перед нами встает вопрос, кто в педагогике станет авторитетом – педагог, родитель или социальная сеть? Педагогические исследования позволяют сделать выводы, что дети дошкольного возраста зачастую лучше взрослых разбираются с гаджетами, понимают интерфейс, могут скачать музыку. Электронные устройства, цифровые инструменты, интернет стали привычными для детей средствами, которые создают особую социальную ситуацию развития и новый образ жизни современного ребенка. Современный ребенок, какой он? Писатель из США Марк Пренски утверждает, что современные дети имеют особые способности, так как окружены инновационными технологиями с самого рождения. Ребенок познает мир через экран монитора, и именно компьютер становится для него источником знаний. Доктор педагогических наук Ирина Евгеньевна Емельянова считает,
что цифровизация вошла во все сферы жизни человека, в том числе и в образование. С помощью цифровых инструментов мы можем получить образование, подобрать индивидуальный маршрут развития ребенка, организовать цифровую образовательную среду. Из этого следует, что одним из основных направлений деятельности детского сада в современных условиях становится личностное развитие ребенка, сопровождающееся формированием бережной цифровой среды. Для этого необходимо системное совершенствование цифровой образовательной среды в образовательной организации в сочетании с традиционными культурными практиками, позволяющие обеспечивать становление развития дошкольника. Так что же такое бережная цифра? Это формирование предпосылок самореализации ребенка в цифровой среде, построенное на принципах природосообразности. Она должна учитывать индивидуальные предрасположенности ребенка и обеспечивать интеграцию технического средства с реальным жизненным миром, с реальным объектом, которое можно подержать в руках, изучить, проанализировать. Все зависит от правильного применения цифры. На экране вы видите маркеры бережной цифры. Цифры плюс реальные объекты. Необходимо использовать реальные объекты для того, чтобы ребенок исследовал, изучал, а цифра помогает систематизировать и обобщить полученные знания, сохраняя самосознание ребенка. Обучение в движении – это не гаджет, перед которым мы застыли без движения, а цифровые инструменты, с помощью которых дети будут двигаться. Игры на коммуникацию командообразования способствуют умению договариваться, анализировать и делать выводы. Проекты и исследования – это изучение предметов окружающего мира с помощью экспериментов в сочетании с цифровыми инструментами. Образовательные квесты про жизнь. Здесь необходимо обратить внимание на то, чтобы ни в геймификации, ни в квестах про жизнь не придумывать ничего лишнего, а брать проблемы те, с которыми сталкиваются дети в реальности. Сегодня мы представляем вам те цифровые инструменты, которые помогают нам в личностном развитии детей, но при этом соответствуют понятию «бережная цифровая среда». С помощью сервиса Google Classroom на платформе Google для воспитанников и их родителей разработан курс развития речи. Google Classroom – один из сервисов Google в качестве бесплатной системы дистанционного обучения. Он доступен как на компьютере, так и на смартфоне. То есть этим курсом могут пользоваться не только наши воспитанники и их родители, но и все те, кто заинтересован в развитии речи своих детей и имеют доступ к курсу. Такой подход позволяет нам охватить большее количество детей. Курс развития речи для детей и их родителей реализуется с помощью модели смешанного обучения «Перевернутый класс». Данная модель подразумевает, что дети совместно с родителями в домашней обстановке выполняют задания, смотрят видеоролики, предложенные педагогами, то есть самостоятельно проходят материал по лексической теме. А на занятии дети вместе с педагогом выполняют практические задания, закрепляя теоретические знания. Курс развития речи включает в себя несколько вкладок. Главная страница курса – лента, задания пользователя. Во вкладке «Лента» отображаются новости курса, добавленные педагогом или другим пользователем. Во вкладке «Задания» представлены задания в виде интерактивных игр, видеороликов, презентаций по разным лексическим темам. Игры разделены на две группы, созданные в программе Learning Apps и онлайн-игры. В каждой игре есть инструкция для детей и рекомендации для родителей. Кроме того, во вкладке «Задания» имеются методические рекомендации для родителей по постановке и автоматизации звуков, что позволяет им оказывать помощь педагогу в данном вопросе. Еще одним цифровым помощником для нас является виртуальная детская энциклопедия «Немного об интересном», разработанная педагогами нашей организации. Это увлекательная форма работы с детьми, педагогами и родителями в онлайн-режиме. Дети получают знания в детском саду, в семейном кругу или самостоятельно. В виртуальной энциклопедии много полезной информации по лексическим темам. Домашние животные, дикие животные, обитатели морских глубин, одежда и другие. Есть возможность скачать интересующую информацию и выполнить задание. Для обучающихся дошкольных образовательных организаций города Черемхово педагогами нашей организации был разработан и проведен муниципальный веб-квест по страницам истории любимого города. Сетевая игра была организована для детей старшего дошкольного возраста с целью изучения особенностей родного города и его истории.
Дети, выполняя задания вместе с родителями, закрепили свои знания о городе Черемхово, его достопримечательностях и людях-тружениках. Не секрет, что современного ребенка сложно удивить обычными традиционными средствами наглядности, картинками, игрушками, так как с раннего детства он включен в видеосреду. Как же заинтересовать ребенка, привлечь его внимание, чтобы он с удовольствием ходил на занятия? Игры Мерсиба – это палочка-выручалочка для воспитателя и логопеда, так как они многофункциональны, занимательны и современны. Учителя-логопеды и воспитатели групп компенсирующей направленности создали картотеку игр, которая включает в себя игры на развитие фонематического слуха, звукопроизношения, моторики, памяти, внимания, грамматики. В приложении интернет-сервис Learning Apps содержатся готовые интерактивные упражнения, которые можно применять на занятиях или в индивидуальной работе. Также сервис позволяет создавать собственные игры, типа «Найди пару», «Хронологическая линейка», «Классификация», «Кроссворды», «Пазлы». Генератор ребусов – один из многочисленных интернет-сервисов, которые можно и, на наш взгляд, нужно обязательно использовать в образовательной деятельности. Генератор ребусов прост и быстр в использовании. Для создания ребуса необходимо зайти на страницу сервиса сайта rebus1.com, ввести нужное слово, кликаем на «Создать ребус», выбирая предварительно ребус для детей или стандартный. Проверяем созданный ребус. Если что-то не устраивает, кликаем внизу на «Создать другой ребус» и сохраняем ребус как скриншот на рабочий стол, для чего используем кнопку «Print Screen». Открываем Word и вставляем изображение. Формирование бережной цифры как условие личностного развития детей дошкольного возраста в образовательной организации отвечает запросам современных детей и родителей, позволяет обучать движению и развивать навыки soft skills. Экономит раздаточный материал и время, оборудование соответствует стандарту и СНКИН. Но сегодня перед нами встает проблема. Идет расслоение общества по цифровому признаку. Ведь нам, педагогам, необходимо освоить новые компетенции, чтобы понять и достичь качественных результатов с теми, кто родился с гаджетами в руках. Спасибо, коллеги, за внимание. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Это только часть материала, который мы хотели вам представить. Ой, замечательное выступление, коллеги. Вот мне очень вот, то, что вот вы используете Google Classroom уже, да, у себя. Да. Это вообще, да. Вот я все хочу, вот Google Classroom, вот честно говоря, вот все хожу, вот никак не могу добраться его освоить. Так что я у вас поучусь по Google Classroom. Я думаю, что я вас приглашу на наши лекции, на наши курсы. Тогда поделитесь опытом, да? С удовольствием поделимся. Да, вы сейчас увидели, как используют наши коллеги из города Черемхово. Именно новые тоже интернет-ресурсы, Google Classroom, Мерсиба, различные ребусы, очень тоже полезные инструменты. Я думаю, что вы многие тоже открыли для себя нового. Да? Пожалуйста, пишите свои комментарии, свои как бы впечатления в чате. Давайте оживлять наш чат. Спасибо большое, коллеги иркутяне. Вообще я сама в Иркутском КРО тоже раньше работала. Иркутский институт очень работал сильно, кафедра информатики, ресурсный центр. Я вот с ними тоже училась, тоже с ними работала, это лет 10 назад. И я сейчас смотрю на выступления иркутян, очень сильно, очень высоко профессионально работают коллеги из Иркутской области. Я думаю, что это Спасибо большое за высокую оценку. Да, недавно тоже выступала в предыдущем фестивале тоже ваша коллега из Черемхова, по-моему, да? Тоже вот очень... Наш педагог, ваш педагог, да. Наш педагог-психолог. Да, Google инструменты вот показывали, как вы используете, да. Вот поэтому, коллеги, надо учиться осваивать Google сервисы. Вот вы сейчас увидели Google Classroom. Сейчас это сервис бесплатный, именно очень нужный для дистанционного обучения. Сейчас уже мы просто должны понимать, хотим мы, не хотим. Нужно учиться уже не то, что там это веление, это рекомендации, да, это уже необходимость. И вот мы еще раз говорим, да, каждый у нас выступающий говорит о том, что дети, у нас время уже другое. На дворе у нас какой век? Цифровые дети, цифровое время. Все уже, без него, от него уже никуда мы не денемся. Спасибо большое, дорогие наши иркутяне. Больших вам успехов дальнейших. В следующий раз, чтобы нас тоже удивили новыми открытиями. Спасибо. Спасибо. Так,
Следующие у нас выступающие. Слово предоставляем. Сейчас я еще хотела сказать. Я сейчас делаю таблицу Google Excel, Google таблицу общую. Я думаю, что наши выступающие, я думаю, достаточно компетентные, смогут разместить, да? Сейчас я сделаю общий доступ, и, пожалуйста, большая просьба, те, кто выступает, каждый спикер пишет свои фамилии, имя, отчество, должность, место работы, тему выступающего, и ссылки, которые вы сегодня показывали, ссылки на свои проекты, сможете в Google таблицу разместить с общим доступом. Каждый пишет свою графу, да, и размещает. Или сделать Google документ проще. Я, наверное, Google документ лучше сделаю. Google таблица немножко иногда там съезжает, да, как бы сказать, эти графы. Так, я сейчас размещу в чате, пожалуйста, чтобы каждый из нас, кто пришел на нашу конференцию, взял для себя вот эту таблицу, скачал и использует в своей работе. Так, хорошо было бы, если у вас всех были блоги, вы так раз блог свой отправили, да, все, да, вы заходили бы, собирали бы ваши блоги, да. Коллеги, делайте блоги, пожалуйста. Сейчас интерактивные вот эти все сервисы, они требуют, чтобы где-то их размещать, где-то их собирать, где-то их систематизировать. Так, сейчас мы слово предоставляем Лобовой Марине Владимировне. Так, педагогу МАДО номер 113 «Капитошка», городу Улан-Удэ, по теме «Работошка для дошколят. От игры к обучению». Так, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня хорошо слышно? Хорошо. Презентацию все видно? Хорошо. Все видно, все хорошо. Начинаем. Современные дети живут в эпоху активной компьютеризации, информатизации и роботостроения. Мы живем в мире, который совсем не похож на тот, в котором мы родились, и темп изменений продолжает нарастать. Современным дошкольникам предстоит работать по профессиям, которые пока не созданы, использовать технологии, которые также не созданы, решать задачи, о которых мы можем только догадываться. Поэтому важно уже сегодня формировать у них инновационные технологии, технические компетенции, профессии будущего. Наше дошкольное образовательное учреждение с 2017 года адаптирует и дополняет образовательный процесс современными развивающими технологиями по направлению моделирования, проектирования и конструирования. В результате этой деятельности у воспитанников сформировались первые творческие технические навыки, дальнейшее развитие которых требует новых современных творческих мастерских технической направленности. Опыт показал, что современные дети хорошо осваивают технические компетенции, поэтому перед нами встал вопрос системной подготовки детей на современном лабораторном оборудовании, использования новых инновационных технологий, привлекающих внимание детей и родителей. В 2019 году участие и победа попечительского совета нашего детского сада в конкурсе президентских грантов позволило создать Центр технического творчества «Работошка» для дошколят и приобрести оборудование для изучения конструирования, робототехники, схемотехники и 3D-моделирования. По данным направлениям нами была разработана программа, которая построена на сказочном сюжете, и при ее реализации используется большое количество игровых заданий и упражнений. Например, на начальном этапе обучения робототехники дети знакомятся с компьютером, учатся работать с мышью, используя программу G-Compri. G-Compri, я понял, именно так переводится название программы с французского. G-Compri – замечательная развивающая программа, свободная и бесплатная. По заявлениям разработчиков, она предназначена для детей от 2 до 10 лет. Содержит более сотен игр, развивающих память, внимание, музыкальный слух, обучающих владению мышкой и клавиатурой. Игры включают упражнения с цветом, звуком, буквами, словами, предметами и числами. Головоломки, несложные развлекательные игры, изучение физических явлений. Да что говорить, это целая мини-энциклопедия для детей. Программа имеет приятное музыкальное и речевое сопровождение. Закадровый голос ведет диалоги с пользователем, объясняет задания и оценивает выполнение упражнений. Эта программа включает в себя множество направлений для обучения. Основы компьютерной грамотности, чтения, арифметика, основы физики, географии, игры.
На слайде вы видите одно из занятий с использованием программы G-Comprint. Ну, как раз-таки это занятие. После того, как дети научились пользоваться мышкой, мы переходим к следующему этапу обучения – это программирование. В качестве визуальной среды программирования используется Robot Junior, разработанный на основе Scratch Junior. В программе Robot Junior дети учатся программировать посредством создания игр и мультфильмов. С помощью данной программы дети создают полноценные мультфильмы, и им это очень нравится. На моем YouTube-канале можно посмотреть работы детей, а также мастер-класс по созданию мультфильмов в программе Robot Junior. Ссылочку я отправлю позже, после выступления. Когда мы освоили программу Robot Junior, мы переходим к следующему, самому интересному для детей этапу обучения. Это непосредственно работа с роботом Robbo. Робо-платформа – это робототехнический конструктор, созданный для обучения как детей, так и взрослых программированию и робототехники с помощью программирования микроконтроллеров и обработки информации с различных датчиков. Базовая модель робо-платформы содержит датчики линий, касаний, света, дальномер и фонарик. На основе базового набора датчиков можно научить ребенка ездить по черной, не ребенка научить робота, можно ездить по черной линии, находить препятствия на расстоянии до 5 сантиметров, включать фонарик, когда робот заезжает в тень. На занятиях с детьми мы учимся управлять роботом, но при этом используем новые сказочные сюжеты. На робоплатформу мы устанавливаем персонажей, а затем разыгрываем сюжет. На игровом занятии дети защищают свои проекты и с использованием робоплатформы. На слайде вы видите проекты «Кукла-масленица» на санях и магазин мороженого на колесах. Хочется отметить помощника на занятиях – это робот Отто. Ведь именно он приходит на каждое занятие к ребятам с новыми заданиями, играми и упражнениями, провоцирует детей на эффективную работу, положительный результат. Таким образом, образовательная робототехника в дошкольном образовательном учреждении позволяет ребенку узнать, что такое персональный компьютер, познакомиться с понятиями программирования, программа, узнать, что такое робототехника, уметь составлять закономерности, уметь устанавливать последовательность событий, уметь действовать по аналогии, уметь работать в среде Robot Junior, уметь составлять программы, программировать робота, знать цифры от 0 до 9, знать такие понятия, как вертикально, горизонтально и так далее, знать геометрические фигуры, знать отношения на, над, слева, справа и так далее, иметь представление о точке, кривой, отрезке, ломаной. В результате нашей работы у детей значительно вырос интерес к занятиям. Дети осваивают не только новые знания, приобретают первые технические навыки, умение работать в команде, но и достойно показывать их на конкурсах российского уровня. По итогам участия в 5-м международном открытом робототехническом фестивале «Робо-2020» воспитанники получили диплом 2-й степени. Для эффективности работы, для повышения профессионального уровня педагоги проходят курсы повышения квалификации. Свой опыт работы транслируют коллегам других дошкольных образовательных учреждений. Проводим мастер-классы. Наша работа оценена золотой медалью международного конкурса «Новатор» в номинации «Робототехника» за пропедевтику инженерных знаний и навыков конструирования в детской среде и проект создания Центра технического творчества «Роботошка для дошколят». Таким образом, робототехника в ДОУ придает педагогическому процессу перспективный характер. И мы, взрослые, помогаем детям не только почувствовать себя маленькими инженерами, изобретателями и воплотить свои идеи в реальность, но и делаем их счастливее. Мы учим их
быть инженерами своего будущего. Спасибо за внимание. Ой, замечательно, просто бесконечное восхищение. Какие молодцы, видели, да, вот наши, ведется очень глубокая, очень серьезная работа по внедрению робототехники в детском саду «Капитошка». Татьяна Владимировна, да? Так, Марина Владимировна сейчас нам показала, какие высокие результаты, каких высоких результатов они добиваются, да? Международные победы на всероссийском уровне. Какие вы молодцы. Вообще вот для меня робототехника это вообще, ну, у нас, ну, не касалось, я как-то вот не работал в детском саду до сейчас, а вот для меня вот это как освоение новой профессии. Это нужно нам самим уже учиться у вас, понимаете, да? И насколько вашим детям, я говорю, да, интересно, у вас, наверное, очень высокий, наверное, большой конкурс, да, я думаю, что ваш детский сад, чтобы попасть. Да. Но на самом деле я уже говорила, да, о том, что на YouTube-канале есть мастер-класс. Каждый педагог может зайти на мой YouTube-канал, подписаться обязательно на него, поддержать меня. И там есть мастер-класс по созданию мультфильма в программе Робот Junior. На самом деле это сделать может любой преподаватель, да, педагог, и научить своих детей. Вот, дорогие коллеги, еще вам подсказываю, на YouTube-канале еще можно зарабатывать с пользой. Да, вы набираете очень большое количество подписчиков, да, создаете свой сайт, личный блог. Если у вас будет интересный, полезнейший, интересный ресурс, раскручиваете свой сайт и блог через Instagram, через Facebook, через YouTube-канал, к вам начинают люди подписываться. Пожалуйста, вот участвуйте в различных конференциях, ведете свои мастер-классы через группу ВКонтакте, ведете, раскручиваетесь. Когда у вас свой личный сайт, когда у вас на личный сайт будет приходить очень много людей, да, много коллег ваших, таким образом вы можете подать заявку на монетизацию своего канала YouTube. Записывайте интересный, полезный контент, видеоуроки различные, полезные, бесплатные, да, и начинаете зарабатывать на рекламе. Так что, уважаемые, пожалуйста, да. Это уже дополнительный источник дохода. Я думаю, никому они деньги лишние, не лишние. Поэтому я, как говорится, вам, да, вот рекомендую, подсказываю, что можно еще дополнительно зарабатывать на полезном контенте на своем канале YouTube, на своем даже блоге. Это все можно монетизировать, понимаете? Поэтому, так, спасибо. Так, я очень прямо горжусь вообще, что наши вот земляки, вот наши коллеги из нашей республики, да, достигают таких высоких результатов на таком высоком российском международном уровне. Дальнейших вам успехов. Так, следующее слово сейчас мы предоставляем. Так, вот сейчас, вот я разместила Google документ в чате. Пожалуйста, большая просьба. Все свои ссылки на свои каналы YouTube, на свои страницы в Инстаграме. Пожалуйста, вы можете загрузить свои презентации в Google. Презентацию преобразовать можете, да? В Google диск загрузить. Я думаю, что все уже это все умеют, это элементарно. И размещаете ссылку на свою презентацию, пожалуйста. Или в Яндекс.Диск, да, кому как удобно. Пожалуйста, размещайте свои работы, а потом после окончания конференции мы с вами все скачаем и себе сохраним и будем использовать для своей работы. Хорошо? Чтобы наша конференция была максимально полезной. Для чего мы приходим? Мы учимся друг у друга. И чтобы это не просто так прошло, там все, да, увидели там все одним глазом, посмотрели, забыли. А именно, чтобы мы учились, именно, чтобы мы пользовались материалами наших коллег. Так, сейчас у нас слово предоставляем Мадуевой Татьяне Дмитриевне, Евдокимовой Татьяне Демьяновне, Мадово детский сад номер 62, Малыш, комбинированного вида города Улан-Удэ, по теме включения дошкольников в образовательную цифровую среду «Пиктомир». Сейчас вы знаете, что у нас в Бурятии очень много детских садов. Сейчас находится в режиме эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды «Пиктомир». Так, пожалуйста, послушаем наших коллег, на каком уровне сейчас находится наш детский сад «Малыш», на каком этапе освоения, внедрения данной образовательной среды. Так, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, участники конференции.
Вас приветствует детский сад номер 62 «Малыш» города Улан-Удэ. И сегодня мы хотим поделиться опытом включения дошкольников в образовательную цифровую среду «Пиктомир». В настоящее время в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» особое значение приобретает решение проблем, связанных с онлайн-пространством, отвечающим потребностям и возможностям детей дошкольного возраста. Попытки обучать детей программированию принимались неоднократно и создавались методические разработки, и даже детские языки программирования. Но, однако, большинство детей дошкольного возраста, не умеющие читать или писать, естественно, это накладывало ограничения на возраст обучающихся. И научные исследовательские институты разработали такую программу в среду «Пиктомир». Возможность детям создавать, опираясь на свои навыки, на работу с текстами. Вместо текстовых команд в «Пиктомире» используется набор пиктограмм, с помощью которых дети могут собрать на экране компьютера или планшета несложную программу, управляющую роботом, виртуальным роботом и управление с пульта реальным роботом. В прошлом году наш сад был включен в сетевую программу по апробации и внедрению основ алгоритмизации и программирования цифровой образовательной среды «Пиктомир». Наши педагоги прошли обучение, прошли повышение квалификации, и мы приступили к реализации. На сегодня курс занятий рассчитан, начиная со среднего возраста детского сада. И в нашем детском саду включены 2 группы, которые реализуют эту программу на данный момент. Основной целью внедрения учебно-методического комплекта является формирование у детей готовности к изучению основ алгоритмизации и программирования в цифровой образовательной среде «Пиктомир». Включение дошкольников в образовательную цифровую среду помогает решить следующие задачи. Прежде всего, организовать предметную игровую среду, пространство с основами алгоритмизации и программирования, адекватную современным требованиям к интеллектуальному развитию детей и их возрастным особенностям. Развивать методическую компетентность педагогов в области IT-творчества детей дошкольного возраста. Развивать IT-грамотность и IT-компетентность самих воспитанников, дошкольников. Обеспечить освоение детьми начального опыта работы в цифровой образовательной среде «Пиктомир» на основе игрового оборудования и способствовать формированию готовности к обучению в школе. Сам робототехнический набор включает в себя такого реального робота-ползуна с пультом управления. Он радиоуправляемый, выполняет всего 3 команды: вперед, назад и вперед, направо и налево. Остальные роботы, робот-вертун, двигун, зажигун, вертун, они виртуальные роботы, то есть с ними играть дети будут уже на планшете, играют или на ноутбуке, на ноутбуках. Но изначально мы начинаем, естественно, играть с игрушками виртуальных роботов. Сначала мы играем в мягкие игрушки, они тоже входят в комплект, и входит в комплект игровое поле, которое мы создаем из ковриков, и комплект магнитных карточек. Пиктомир имеет несколько особенностей, делающих его подходящий для программирования с дошкольниками. Во-первых, он имеет очень привлекательный для детей интерфейс. Во-вторых, задания, имеющиеся в Пиктомире, наполнены для дошкольников смыслом. Ведь им необходимо не просто написать что-то отвлеченное, а создать программу управления роботом, действие которого можно увидеть либо на экране, если это управление виртуальным роботом, либо вживую, если это управление реальным роботом. Кроме того, Пиктомир является таким разговорным языком, потому что выполнять можно команды как полное, так и пошаговое выполнение. И, конечно же, как уже сказала Татьяна Дмитриевна, это бестекстовая программа. То есть уметь читать детям не нужно. Это бестекстовая программа, которая не требует данных умений. Курс занятий рассчитан на детей с 4-летнего возраста.
И он как бы делится на два блока, скажем так, да. Сначала у нас в первой половине образовательной деятельности дети играют и выполняют различные упражнения без использования электронных средств обучения. То есть это без планшетов и без ноутбуков. Мы учим команды, учим с пульта управлять вот этим нашим реальным роботом. Вот он, вот эта вот коробочка с колесиками, он разговаривает, говорит, выполняет команды. Закрепляем с детьми такие понятия, как командир, программист, компьютер. Значит, затем уже во второй части мы переходим к работе с виртуальными роботами. Виртуальные роботы, они в принципе в свободном доступе есть на сайте Пиктомир, играть онлайн. Можно даже скачать, посмотреть, не скачивая, просто зайти без всяких приложений и играть с детьми на планшете или, или составляют программу там уже на планшете. Там уже команды, конечно, посложнее. Какие же изменения в нашем дошкольном учреждении мы планируем при внедрении данной образовательной среды? Прежде всего, формирование у детей готовности к изучению основ алгоритмизации и программирования в цифровой образовательной среде, на уровне, понятное дело, дошкольного образования. Грамотно выстроенный курс обучение программированию влечет за собой развитие важнейших когнитивных навыков, таких как умение планировать и организовывать свою деятельность, а также развитие математических представлений. Кроме того, занятия способствуют формированию особого типа мышления, который называется алгоритмическим. Этот тип мышления подразумевает умение планировать структуру действий, разбивать сложную задачу на простые и составлять план решения задачи. Данная перспектива как раз и стала основополагающим мотивом включения нашего детского сада в работу именно данной сетевой инновационной площадки по апробации и внедрению основ алгоритмизации программирования для дошкольников и начальной школы в цифровую образовательную среду. Все, спасибо за внимание. Вот здесь у нас есть ссылочка, где можно онлайн посмотреть, какие есть, как можно играть виртуально. В принципе, может это каждый зайти, найти и попробовать. Замечательно. Скажите, пожалуйста, вы довольны, что вошли в этот проект? Мы очень довольны, у нас очень довольны дети. Наш главный критерий – это наши дети. Они довольны. Самое главное. И вот сейчас, коллеги, пожалуйста, вот вам сейчас вот показал, да, детский сад у нас «Малыш», показали вот свой опыт по внедрению данной цифровой образовательной среды. Этот проект, эксперимент начался в прошлом году, и они также продолжают сейчас набор на второй год следующего года. Пожалуйста, записывайтесь. Курсы стоят, по-моему, где-то 3 500, да, по-моему? Да, 3 500. Платные. И вот наши коллеги, пожалуйста, первыми, кто включились, уже вовсю уже внедряет. Вы сегодня это увидели. Поэтому это очень полезная, очень нужная цифровая образовательная среда. Сегодня еще будут об одной среде рассказывать коллеги, по-моему, с другого города. Так, все, большое спасибо. Желаем вам дальнейших успехов по освоению Пиктомира. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Так, сейчас мы слово предоставляем Пантелеевой Светлане Николаевне, заведующая до МАДО Анахойского детский сад «Колобок» Республики Бурятия по теме «Социальные сети как эффективный инструмент формирования положительного имиджа образовательной организации». Светлана Николаевна у нас уже выступала на фестивале и показала действительно образцовый, посмотрите, пожалуйста, всем рекомендую для просмотра, образцовый работу по социальным сетям своего детского сада. Пожалуйста, посмотрите, как оформляется канал YouTube, как оформляется, какая ведется работа в социальных сетях по формированию имиджа своей образовательной организации. Так, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно? Все слышно, все видно. Спасибо. В настоящее время практически все российские образовательные учреждения ставят перед собой задачу формирования положительного имиджа. Значительное внимание при этом уделяется процессам плановым и неплановых проверкам соблюдения лицензионных требований, проведению мониторинга показателей качества, характеризующих деятельность организации и влияющих на положение ДОУ в различных системах рейтингования. Однако рост конкуренции на рынке образовательных услуг, широкие возможности современных информационных технологий и средств коммуникации требуют применения все новых средств и инструментов формирования имиджа дошкольной организации.
Практически каждое образовательное учреждение должно реализовать стратегический подход к решению этой задачи, поскольку мнение об организации будет сформировано в любом случае под воздействием новых технологий и других внешних и внутренних факторов. В настоящее время сеть интернет представляет многообразные инструменты, позволяющие реализовать маркетинговый подход к формированию положительного имиджа образовательного учреждения. Уже традиционными стали веб-сайты, развитию которых способствовали законодательные и нормативные акты. Многие проблемы, с которыми столкнулись образовательные учреждения на первом этапе создания сайтов, дизайн, наполнение контентом, обеспечение видимости сайта в сети интернет и другие, в основном преодолены. Слабым местом остается низкая посещаемость сайта и возможность взаимодействия заинтересованных групп, участвующих в образовательном процессе. Распространенным для многих организаций, в этом числе и образовательных учреждений, стало присутствие в социальных сетях. Социальные сети имеют ряд преимуществ перед веб-сайтом организации. Ключевое преимущество – бесплатное использование. Кроме того, сети – это самый близкий путь до потенциального потребителя. Современный человек большую часть своего времени находится онлайн, часто заходит на новостные ленты социальных сетей. На сайт организации человек попадает значительно реже и зачастую по ссылке, опубликованной опять же в аккаунтах социальных сетей организации. Вероятность того, что целевая аудитория организации увидит необходимую информацию в социальных сетях, выше, нежели чем на сайте. Наиболее популярными в России социальными сетями являются ВКонтакте, Инстаграм и YouTube, как следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Поэтому для продвижения своего учреждения мы обратили свое внимание именно на них. Каждая из выделенных групп ориентирована на различные категории пользователей и использует многообразные инструменты, представляемые веб-технологиями. Инстаграм для нашего учреждения – это важное дополнение к имеющимся аккаунтам. Статистика посещений говорит о том, что пользователи чаще заходят в Инстаграм, чем ВКонтакте, поэтому донести главную информацию до целевой аудитории через эту социальную сеть проще. Кроме того, Инстаграм – приложение для фото и видеоконтента, поэтому оно позволяет упаковать деятельность организации в визуальную форму, тем самым формировать ее имидж. В Инстаграм созданы разделы актуальных историй, конкурсы, праздники, прогулки, занятия, творчество. Во время локдауна был создан раздел «Сидим дома с пользой», предназначен для родителей, воспитанников с целью создать полезный досуг в период нахождения на самоизоляции. Наш профиль является профессиональным. Это позволило нам получить доступ к множеству новых функций, среди которых профессиональная панель позволяет отслеживать свои результаты, получать доступ к профессиональным инструментам и ознакомиться с образовательной информацией от Инстаграма. Контактная информация. В верхней части профиля профессионального аккаунта находится кнопка «Контакты». В разделе с контактной информацией добавлена ссылка на YouTube-канал, номер телефона и электронный адрес. Статистика. Возможность доступа к статистике Инстаграм позволяет нам отслеживать статистику конкретных публикаций, узнавать, насколько они эффективны. ВКонтакте функционал сети очень широк и разнообразен. Здесь мы публикуем официальную информацию о мероприятиях и воспитанниках. В обсуждениях можно найти информацию и задать вопросы. На платформе YouTube мы создали собственный канал детского сада «Колобок». Основной контент составляют видеоролики образовательных мероприятий с участием детей и педагогов. Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранные и делиться видеозаписями, не нарушая правила и политику пользования сервисом. Таким образом, основную информацию мы укладываем в формате социальных платформ, предоставляя подписчикам выбор переходить по ссылке для получения подробной информации на официальный сайт детского сада. Только регистрация социальных сетей для повышения рейтинга сайта в сети интернет недостаточно, поскольку поисковая система учитывает множество параметров, к числу которых относятся наличие положительных отзывов, время пребывания на сайте и другое, но, несомненно, влияет на выдачу информации в поисковых системах.
Исходя из основной цели продвижения и позиционирования образовательного учреждения в социальных сетях, построения положительного имиджа, целевой аудиторией являются родители воспитанников, в том числе и потенциальные, поскольку зачастую именно они принимают решение, в какой детский сад пойдет их ребенок. Соответственно, в социальных сетях они должны получить интересующую их информацию. Какие программы реализуются, какие есть дополнительные кружки, секции, проводимые мероприятия, экскурсии и так далее. Педагогический состав, использование современного оборудования и успехи воспитанников. Главный принцип ведения социальных сетей организации – это связка их между собой и с официальным сайтом. Связка между социальными сетями и сайтом организации, помимо содержания, выступает еще и ссылка в сообщениях социальных сетей на сайт организации за подробной информацией. Таким образом, позволяя избежать слишком объемных по размеру текстов в просторах соцсетей и заменить их эффективными краткими текстами или визуальным контентом, фото или видео. Удовлетворены ли подписчики присутствием детского сада в социальных сетях? Для ответа на этот вопрос была выбрана наиболее крупная и значимая группа в социальных сетях. Для оценки удовлетворенности был проведен опрос среди подписчиков Instagram. Анализ выполняется по следующим направлениям: полезность информации, интересность информации, оформление, готовность рекомендовать. Анализ ответов показал, что в среднем оценка удовлетворенности составляет 95%. Респонденты позитивно отмечают дизайн, информационно представляемая им интересная, информация, предоставляемая им интересна и полезна. Готовы реализовать нас 88% подписчиков. Для преобразования представительств сети интернет в полноценный инструмент формирования имиджа детского сада следует выполнить ряд преобразований, обеспечить обратную связь с родителями, сформировать контент, повышающий заинтересованность пользователей сети интернет к посещению сообществ детского сада. Поддержка актуальных данных в интернет-представительстве трудоемкая и кропотливая работа. Она требует не только отслеживания интересов и потребностей пользователей, но и креативных решений, уникальных предложений, позволяющих обратить внимание пользовательских сообществ на наш детский сад. Таким образом, подводя итоги вышесказанного, можно отметить, что социальные сети в данный момент наиболее эффективный медиа-инструмент для решения задач продвижения организации, формирования ее имиджа. Спасибо за внимание. Так, ну сейчас Светлана Николаевна вам рассказала, как нужно работать, правильно формировать свой бренд. Мы сейчас, это очень важно, потому что мы с вами находимся в условиях очень высокой конкуренции, да? Ссылки я скинула. Да, нужно уметь правильно представлять себя в сети. Это очень важно сейчас в наше время, как вы себя будете показывать, как вы себя умеете красиво представить, да? Вот, достойно представить. И социальные сети на самом деле они дают огромную вот эту возможность напрямую сразу общаться с родителями и вести сразу мониторинг. Это удобно же ведь, да, Светлана Николаевна? Да, это очень удобно. Да, очень удобно через социальные сети. И вот связывать свой сайт, официальный сайт, который есть сейчас у каждого образовательного учреждения, и связывать свой сайт с социальными сетями. Потому что, когда заходишь на некоторые сайты, там вообще нету никаких официальных каналов, YouTube. Это сейчас уже не пройдет. Обязательно нужно создавать личный, своему сайту, своей образовательной организации, да, привязывать нужно все ссылки на социальные сети и вести эти социальные сети. И самое популярное сейчас, наверное, Светлана Николаевна, это Инстаграм, да? Да, больше всего посещаем, да, больше всего сейчас работает в Инстаграме. Да, раньше было ВКонтакте мы сидели, в Одноклассе, сейчас больше всего сейчас, конечно, популярен Инстаграм. Пожалуйста, ведите правильно социальные страницы и, пожалуйста, учитесь у Светланы Николаевны, у Нахойского детского сада, правильному ведению своих личных страничек в социальных сетях. Спасибо большое за образцовую работу, Светлана Николаевна. Много вам подписчиков. Да, вообще нужно это дело раскручивать в интернете, подписываться друг к другу, писать комментарии. Вот сейчас у нас каналы YouTube разместили, да, наши коллеги.
Пожалуйста, заходите, поставьте лайк и напишите комментарий. Давайте будем поддерживать друг друга, да? Это очень важно. Писать комментарии, очень важно, чтобы на вашем канале были именно эмоции, положительные эмоции наших коллег прежде всего. Так, спасибо большое. Так, сейчас мы слово предоставляем Ульяновой Ольге Николаевне, учитель начальных классов Бичурской школы номер 5 Республики Бурятия по теме «Цифровизация образования в условиях модернизации современной школы». Так, давайте мы с вами увидим, как работают учителя начальных классов Бичурской школы. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня представлю доклад на тему цифровизации образования в условиях модернизации современной школы. Слова Генри Форда подтверждают сегодня школу в новом свете. Современная школа представляет изменения в целостной системе образования. Эти изменения связаны с цифровизацией образования. Предметом концепции является цифровая дидактика профессионального образования и обучения как одна из отраслей цифровой дидактики. В процессе цифровизации меняется структура обучения и организация образовательного процесса. Это начальное звено новой школы для дальнейшего развития цифрового образования, которое опирается на основные образовательные стандарты, используя новый компетентностный подход, а приоритетом образовательного процесса и средств является метод и форма. Цифровизация образования предполагает главный способ конструировать образование одинаково качественным для всех. Поэтому принципом цифрового образования является учить нужно всех, каждого, многих и учить нужно сегодня. Цифры проще и быстрее сформировать подход к ученикам, легче внедрить индивидуальное дифференцированное обучение, которое учитывает потребности каждого. Цифровая среда способна создать равные возможности для детей с особенностями развития. В образовании цифровизация открывает новые возможности в обучении в любое удобное время, непрерывное образование, возможность проектировать индивидуальные образовательные маршруты, из потребителей электронных ресурсов стать создателем и становиться проводником целостного цифрового мира. Поэтому очень важно сейчас самоорганизация, как востребованный навык наряду с высокой обучаемостью и гибкостью. Вот почему важно сегодня учить детей самостоятельности, вот почему важно сегодня научить ребенка учиться. В связи с этим необходимо педагогу сегодня изучить новые компетенции цифрового образования, что является главной задачей в системе педагогической деятельности. Сегодня учитель может создать, трансформировать урок в новом свете, используя новые информационные технологии. И именно на данный аспект была направлена работа «Цифровая трансформация урока» как способ реализации системно-деятельностного компетентного подхода в обучении. Данный вид работы представлю с помощью платформы Коры. Образовательная платформа Коры дает возможность разработать и опубликовать авторский электронный урок по любому предмету, на любую тему. Урок может содержать редактирование, с помощью которого учитель может проверить знания учащихся. Дидактические аспекты урока электронного из Коры – это самостоятельная дидактическая единица, четкая структура, алгоритм учебных целей и задач, доступность, автономность и направленность. Электронный урок состоит из 3 блоков. Информационный блок, задания и тесты, и второе – рефлексия. Разработанный урок может пройти самостоятельно ученик в любое для него время. Данная платформа дает возможность поделиться, значит, ссылкой. Ссылку можно зафиксировать для учителя, также для ученика, чтобы пройти самостоятельно обучение, закрепить навыки и проверить свои знания. Вставка изображений, ссылок, таблиц, текстов, видео, упражнений дает возможность разнообразить урок, выполнить его более интересным, доступным. Это может быть разработанный материал учителя, либо готовый материал с образовательных платформ и интернета в целом. Так, я сейчас, наверное, Escape нажимаю и посмотрим. Вот здесь вот видно все, уважаемые коллеги? Все видно, все видно. Вот, допустим, мною, вот я первый блок открыла, уроки из Коры разработанные. Если открываем урок рисования, ребенок здесь прочтение стихотворения, картинки, проходит все этапы. Вот здесь видео сейчас загрузится, как поэтапно можно рисовать веточку, черемухи и так далее. То есть и точно так же любой урок математики
последующим его действием, вопросами, что нужно выполнить, какие работы нужно выполнить. Задание также применяю из Linux. Вот здесь вот сейчас загрузится. Ну и таким вот образом. И в конце урока математики проверяется тестирование. То есть ребенок может себя проверить, как усвоил материал и так далее. Вот. Теперь далее. Так. Далее. Точно так же, значит, наряду с электронным уроком можно использовать электронную тетрадь, так скажем, живая тетрадь. Данная тетрадь может содержать записи упражнений, включать разные задания из образовательных платформ, либо это задания учителя, а также контрольные и проверочные задания. А также и может включать электронные фрагменты из видео по данной изученной теме. Ученик может просмотреть видео в тетради и выполнить к нему задание, записывая ответы в электронную тетрадь. Чем полезна эта тетрадь, что ребенок буквально видит, значит, все фрагменты этой рабочей тетради, то есть он видит работу, он видит живых героев и может выполнить прекрасно определенные задания, данные учителем. Так, теперь далее. То есть это дает возможность работать по электронной тетради. Точно так же в электронную тетрадь можно включать и урок поэзии с цифрой. То есть когда ребенок видит в своей тетради электронной, как он читает стихотворение, данная работа способствует именно качественному прочтению стихотворения. То есть каждый раз он и рефлексирует свои навыки чтения совершенно по-другому, и с каждым разом читает стихи лучше. Это учит выразительному чтению и так далее. Проверку знаний можно провести в электронной тетради через интерактивный тренажер «Проверь себя», который можно также включить в электронный урок или электронную тетрадь. Ученик по порядку выбирает задание от А до Е и отмечает ответ «да» или «нет». Все задания можно пройти повторно, если учитель, конечно, отметит в программе урока разрешение повторного прохождения. Использование в учебном процессе электронного учебника, где разработаны упражнения на изучение нового материала, задания для закрепления пройденного. Данные уроки из электронного учебника также подтверждают положительную эффективность в процессе обучения младших школьников. Вот сейчас я это в своей системе применяю очень часто. Поэтому данный учебник – это готовое приложение, ничего разрабатывать не надо. Можно открыть и проверить, провести словарную работу, и провести какое-то данное упражнение. То есть разные виды упражнений, как бы дополнительный материал к уроку. Я не буду сейчас открывать каждое задание, чтобы как бы время не занимать. Так, теперь далее. В электронный урок я также использую, включаю готовые материалы учителя и задания из образовательных платформ, это из Learning Apps, которые являются действительно самой эффективной платформой и вообще в работе учителя это как палочка-выручалочка. Можно как разработать и готовые задания, можно, значит, использовать разные виды упражнений, вот, допустим, классы, 2, 3 классы, разные виды упражнений. Ну, вот здесь вот некоторые упражнения я открыла, чтобы система что-то сегодня с интернетом. Так, таким образом, разработанные электронные уроки, живые тетради, так скажем, электронные задания тренажера подтвердили эффективность в цифровом образовании. Гибкий вариант создания уроков, оперативная память, инструменты аналитики, просмотр индивидуальных и групповых результатов. Каждый вариант деятельности оказывает положительный эффект в процессе обучения младших школьников, особо в повышении мотивационного аспекта, и в то же время включает базовые принципы цифрового образования. Это индивидуализация, обучающийся сам определяет, как и чему он будет учиться, усвоение в полном объеме. Прежде чем перейти к новому материалу, обучающийся полностью овладеет нужными знаниями из предыдущих разделов. Среда высоких достижений. У каждого учащегося есть цель, к которой он стремится, и его учебная деятельность представляет сознательное движение к этой цели по определенному образовательному маршруту. Новая школа в цифровом мире зафиксировала главные составляющие аспекты тренда в 21 веке. Обучение по требованию. Принципиально новые компетенции
человека, гибкость и адаптивность, непрерывное обновление сетевых образовательных программ на основе анализа данных, сетевая управленческая культура, ориентированность на индивидуальные образовательные траектории, удаленное взаимодействие в образовательных сетях, мобильное образование, модульное построение сетевых программ, преобладание проектно-исследовательской деятельности, широкое использование технологий в процессе обучения, ранее профориентация, сетевая социализация. То есть каждый принцип цифрового образования подтверждает эффективность в процессе обучения младших школьников. Благодарю за внимание, уважаемые коллеги. Так, Ольга Николаевна, да, спасибо вам за такую очень подробную, очень грамотную презентацию и за новую платформу Коры. Вот я Коры тоже не слышала. Я смотрю, она очень такая шикарная платформа, да, смотрю, с большими возможностями. Да, вот единственное, что вот как бы платформа Коры дает возможность учителю заранее ставить урок и отправить по ссылке. То есть ученик может просматривать несколько раз, пока, ну, как бы не закрепит пройденный материал. Либо родитель это может, ну, то есть как... Да, Ольга Николаевна, скажите, как вообще вам работа вообще с цифровыми инструментами? Насколько эффективно в работе с детьми? Ну, конечно, это, во-первых, экономия времени, это, во-первых, повышение результата обучения, и повышается и мотивационный аспект деятельности учащегося. Это намного интереснее. Намного интереснее. Конечно. Я думаю, что намного стало сейчас интереснее работать в школе, чем раньше. Да, коллеги? Да. Цифровыми инструментами намного интереснее стало работать. Учителю даже самому, да? Да настолько, это особенно если учитель творческий, так это вообще, это можно оттуда туда уплыть, и можно оттуда не выплыть. Согласны, коллеги? Я думаю, что уже многие наши творческие учителя уже просто, я думаю, от такого обилия информационных ресурсов, цифровых инструментов, я думаю, просто в восторге и работают на очень большом таком, как сказать, творческом порыве, да, творческой волне. Так. Спасибо, Ольга Николаевна. Так, пожалуйста, коллеги, большая просьба презентации разместить в Google презентацию. Так, вот у вас очень хорошая вот презентация, да, очень много ссылок. Видите, да? Наша презентация уже не просто как раньше обычно, да, мы PowerPoint загрузили, все отправили. Теперь наши презентации, они все интерактивные. Согласны? А для того, чтобы все эти ссылки наши открывались, нужно их куда размещать? Их нужно размещать в сеть. Соответственно, очень удобный ресурс – это Google презентации. В Google здесь загружаете, преобразовываете в Google презентацию, открываете доступ, только не забудьте открыть доступ. И размещаете ссылку, пожалуйста, в нашу таблицу. Так, спасибо. Так, Ольга Николаевна, Спасибо. дальнейших вам успехов. Спасибо. Так, сейчас мы слово предоставляем Филатовой Ирине Александровне, учителю логопеда МАДОУ детский сад номер 3 «Колобок», городу Улан-Удэ, по теме использования онлайн-конструктора Learning Apps для создания интерактивных игр. Вот тот же наш знаменитый Learning Apps. Пожалуйста, посмотрите. Кто не слышал, пожалуйста, учитесь и берите себе просто сейчас прямо на вооружение. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу сегодня с вами поделиться опытом создания интерактивных игр на платформе Learning Apps. Все знают, что эта платформа очень универсальна, и сегодня с вами вместе мы создадим одну из игр. Чтобы начать создавать игры, в поисковике вбиваем на английском, на русском языке, находим, нажимаем и заходим на саму платформу. Чтобы там создать личный кабинет, нужно обязательно зарегистрироваться. Сама регистрация очень проста. Вводишь свое имя, электронную почту и придумываешь пароль. Ничего сложного в этом нет. Создали, у вас появился свой аккаунт, свой личный кабинет. Входим в свой личный кабинет. На данный момент мы вошли и уже начинаем работать. Что здесь есть? Есть все упражнения, да, по всем предметам. В данной
Что касается логопедии, мы находимся в разделе «Психология», заходим, нажимаем «Логопедию» и видим все игры, которые создают коллеги из разных регионов. Если вы зарегистрированы и у вас есть свой личный кабинет, ваши игры также будут размещены в данной категории. Чтобы создать новые упражнения, да, или новые, как у них называется, приложения, мы заходим, да, и видим, сколько здесь шаблонов. Выбираем шаблоны, исходя из возраста детей, из того, что мы хотим сделать, какие знания и умения закрепить. Выбираем нужные, например, вот нам пазл «Угадай». Смотрим, да, здесь есть 3 примера заданий. Выбираем тот пример, который мы будем использовать. Выбрали «Создать новое упражнение». Название упражнения. Обязательно вводим, как будет называться наша игра. Так, у нас игра будет называться «Назови звук Р». Назови звук Р. Обязательно указываем название нашей игры. А дальше вводим описание. Что здесь? Здесь мы даем инструкцию для детей и для родителей, потому что они выполняют вместе с родителями, что нужно сделать. Даем им инструкцию. Назови предметы, правильно произнося звук Р, и расставь картинки по группам, так, чтобы в первой группе были слова со звуком Р в начале слова, во второй в середине и в третьей в конце слова. Одновременно мы закрепляем звук Р, правильно автоматизируем, и уже работаем над определением позиции в слове. Здесь у нас в данном упражнении есть задний план. Потому что мы собираем пазл, и когда мы собрали, мы должны видеть, что у нас получилось. Можно вставить картинку, можно вставить видео. Видео мы вставляем из YouTube. Если нужно в ленте, нажимаем «Искать видео». Так, ну что, например, нам нужно капитан Краб. Так, что мы? Ну вот, например, у нас сейчас зима, возьмем, да, снежную зарядку. Итак, чтобы нам сказать, нажимаем правой кнопкой на видео и копируем, нажимаем «Копировать видео». Вставляем ссылку «Вставить» и нажимаем на «Использовать видео». Вот у нас отобразилось, да, можем посмотреть, да, загрузилось. Теперь работаем по группам. Использовать картинки можно из интернета, можно с Википедии, можно с
папке, которую мы создаем всегда на компьютере, да? Итак, первая группа у нас с вами, мы должны найти слова со звуком «р» в начале, да? Заходим, находим нашу папку. Так, выбираем, да, в начале слова. Нет, она должна так ставить. А картинка вставилась, да, будет у нас стоять она вверху, чтобы ребенок видел, да, потому что они графическое изображение понимают, где какой звук искать. Дальше мы вставляем те картинки, которые нам нужно на данную категорию, да. У нас это будет рак. Так, дальше добавляем второй элемент. Заходим. Роза. И чтобы нажимаем добавить следующий элемент, добавляем столько элементов, сколько нам нужно. Так, где у нас ракета? Получится. И еще картинку. Группа со звуком «р» в начале слова у нас готова. Приступаем к второй группе. Вторая группа – это у нас ищем позицию в слове, где у нас находится «р» в середине слова. Вставляем обозначение. И уже по такому же принципу мы выбираем картинки, да? Например, Ирина Александровна, время. Покажите самый главный, первый момент. Да. Аналогично делаем вторую, третью группу. Выбираем размер карточек средний, большой или маленький. Мы выбираем средний. И обязательно пишем обратную связь для ребенка. Когда мы все сделали, завершить и показать в предварительном просмотре. Видим задание у нас, нажимаем. И здесь, если ребенок ошибается, компьютер ему выдает, что ты сделал не то, попытайся еще раз. Вот сегодня почему-то у нас виснет. Здесь мы не угадали. Окей. То есть, когда мы все у нас сегодня почему-то не видно. Все, ребенок сделал все правильно, и за это ему как бы небольшая награда, он выполняет снежную зарядку. Данную игру мы сохранили, разместили у себя. Мы нажимаем «Сохранить упражнение», сохраняем в своих классах.
видим, да, вот она ссылка, мы ее копируем, отправляем или родителям, или на сайт, где хотим поделиться. Видим результаты. В моих классах, да, создаются, уже показывали, да, аккаунты учеников, куда мы прикрепляем в папку класса игры, которые мы создаем и которые нам нужно, чтобы дети ходили. И смотрим на статистику. Это было одно из упражнений. Хочется сказать, что работать с данной платформой легко, было бы желание, и нужно всегда стремиться и узнавать что-то новое. Спасибо за внимание. Так, Ирина Александровна, спасибо. Ирина вам, Александровна, показала настоящую инструкцию по работе с Learning Apps, как нужно создавать упражнения, каким образом вставлять видео, вставлять картинки, создавать, сохранять, как работать со статистикой. И вот я думаю, что Learning Apps, я думаю, что всем сейчас, многие уже знают об этом ресурсе, многие используют. Он на самом деле очень универсальный и очень простой в использовании. Спасибо. Вот именно работа логопеда, да, мы увидели именно работу логопеда, использование Learning Apps в практике логопеда. Спасибо, Ирина Александровна, побольше вам интерактивных заданий. Вы можете создать вообще целый ресурс по логопедии. Коллекцию очень интересную, очень нужную и полезную. Так, коллеги, вот когда вы создаете какие-то сервисы, задания, вы, пожалуйста, их систематизируйте, хорошо? Вставляйте вот типа электронного учебника. И потом, пожалуйста, вы можете это все использовать. Именно нужно показывать в системе. Так, сейчас следующее слово мы предоставляем Черных Любовь Александровне, воспитателю МАДО номер 64 «Колокольчик», городу Улан-Удэ, по теме «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования для дошкольной цифровой образовательной среде Пиктомир». Так, пожалуйста, еще один опыт по внедрению Пиктомира, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Черных Любовь Александровна. Я работаю в детском саду 64 «Колокольчик». С 2020 года в нашем саду, наш сад стал инновационной площадкой в цифровой образовательной среде Пиктомир. Но все мы знаем, что научно-техническая революция стала основой процесса информатизации всех сфер жизни общества, в том числе и образования. Именно поэтому одной из приоритетных задач развития образования в России является создание единой образовательной информационной сети. Целью программы является развитие творческих способностей детей, умение анализировать, сравнивать, сопоставлять, логического мышления, первоначальных умений и навыков решения логических и алгоритмических задач через игровые ситуации по программированию. Занятия у нас проводятся один раз в неделю. Используется специальный, в саду был закуплен специальный набор карточек, где есть пиктограммы. Дети управляют роботом, это видно, да, на презентации. Сейчас использование компьютерных технологий в работе с детьми дошкольного возраста является пока, мы все знаем, нетрадиционной методикой, но с ее помощью можно более эффективно решать образовательные задачи, которые будут способствовать подготовке ребенка к обучению в школе в дальнейшем. Да? Вот на данном этапе мы с ребятишками уже прошли, какие бывают роботы, они научились, вступили в клуб, который называется Крохософт, где есть свои правила, они их соблюдают. Знают такие команды, кто такой программист, что за программа команд, командир, исполнитель команда, заполняя специальные карточки продвижения бонусов. После их заполнения мы уже приступим к виртуальной игре Пиктомир на специальных планшетах. Планшеты сейчас, наш тест обещал закупить. Вот здесь мы с ребятами создаем робомир. Изучаем программы, управлять роботом-ползуном.
Мгм. Так, здесь вот мы прошли задание, и ребята наклеивают наклейки. Также у нас занятия проходят, пока наша группа находится по ветрянке на карантине, мы занятия проводим пока в группе. Но я использую все пространство, также использую пространство спальни. Ну, мы делимся вот на такие команды, и на ковриках как бы ребята из вот этих сочленяемых ковриков, ну вот зеленый, красный, желтый, делают, выполняют задания, и по которым дорожки, по которым и ходит робот, ползун наш друг. Здесь они уже самостоятельно управляли, поделились на команды, используют специальные браслеты, мы одеваем, и ребятишки по браслетам делятся. Также мы не только управляем роботом, но и создали вот такое вот виртуальное игровое поле. Мы роботы двуногие, где дети выполняют такие команды, как вперед, назад, вправо, влево, поднять левую ногу, поднять правую, да. Один ребенок командир, другие дети исполнители команд. Так, и вот сейчас вашему вниманию представляем небольшой видеоролик, где мы управляем роботом. Есть этот ролик на YouTube. На телефоне установлена специальная команда «Планшет», и с помощью этой планшета этого ребята управляют роботом. Ну, им очень нравится. Ну, каждому ребенку охота просто, Меня слышно? Слышно, 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 только не видно, звука не слышно по Ютубу. По Ютубу звука не слышно. Да. Ну, вот, видимо, что-то... Тут связь, просто я в кабинете нахожусь, сейчас на работе, ребятишки немножечко, там шумно было бы. Почему-то... Ага, громкость при показе. Хорошо. Ну, и хотелось бы, вот, как бы я вот, уже выступала на слете молодых педагогов, да, сказать, как бы, как уже, я говорила, что у современных детей интересы связаны с современным развитием техники, а вот для ее реализации этих интересов необходимы сложные навыки и компетенции. Ну, важно не только знать и уметь, но также исследовать, изобретать, и необходимо одновременно развиваться как в науке, в математике, в технологии, инженерии, которые можно, как бы объединить одним словом STEM. Я сейчас вот по этой программе, по пиктомиру, получается, в январе буду проходить повышение квалификации. Спасибо за внимание. В таблице там все заполнила в чате. Сейчас еще проверю. Может быть, есть какие вопросы? Ой. Хорошо, вы молодой педагог, да? Экран забыла, извините, пожалуйста, экран забыла включить. Нет, экран виден. Скажите, пожалуйста, Любовь Александровна, вы молодой педагог, да? Сколько работаете уже? Ну, я 4-й год работаю. 4-й год. Нравится вам ваша работа? Нравится, но вот в этой программе как бы, мы недавно, вы знаете, да, что мы тоже инновационной площадкой стали, тоже учимся, тут же и детей обучаем, и сами учимся, есть свои сложности, наверное, были вот в приобретении вот этого комплекта.
Сейчас у нас стоит вопрос в приобретении планшетов для детей. Хотя бы 10 штук вот сейчас решает этот вопрос и с родителями, и заведующей. Как бы у нас. Замечательно, замечательно. Хорошо. Вот Ну таким и образом вообще я наши- сама люблю вот эти всякие новинки тоже. Да. Я люблю в компьютере все это изучать, ну, как бы повышать свою компетентность. Я думаю, нашим молодым педагогам действительно, да, если бы не было вот сейчас таких информационных возможностей, было бы, наверное, немножко неинтересно. Да, все Ну равно да, вот такие сейчас да. пришли такие возможности, такие интересные программы, такие программные интересные вот такие решения, которые очень повышают интерес вообще у самого педагога, прежде всего, к работе своей. Это же здорово работать с такими. Да. Ну и вот сейчас мы просто находимся на карантине по ветрянке, поэтому вообще у нас есть развивающий кабинет, вот в котором я сижу, да, здесь есть интерактивная большая доска, и ну, вообще мы хотели с помощью нее как бы все это показать на большом экране, чтобы у детей глаза как бы не уставали, делаем и гимнастики для глаз, и физические физкульт-минутки, все это проводим, ну им весело, конечно, вообще. Ну и я сама как ребенок тоже, если честно, до сих пор еще в этом варюсь. Игрушки, все Да, это, роботы, действительно, вот, настоящим роботом поуправляй. Ну, да, это же очень действительно. интересно. Спасибо. Век Дальнейших вам успехов цифровой. в освоении, да, Спасибо новых большое. интересных открытий. Мгм. Спасибо. Так, сейчас мы слово предоставляем тоже очень содержательному такому, сейчас очень содержательным выступлением по теме QR-код как информационный ресурс в образовательной среде выступит сейчас Шарапова Бальжима Юрьевна. Это тоже молодой педагог, да, Бальжима Юрьевна? Да, молодой педагог. Сколько работаете, Бальжима Юрьевна? 6 лет. 6 лет. 6 лет. Воспитатель МАДО номер 62, малыш, города Улан-Удэ, пожалуйста. Сейчас Бальжима Юрьевна нам покажет, какую огромную системную работу она сейчас ведет по внедрению QR-кода. Добрый день, уважаемые участники конференции. Вас приветствует детский сад номер 62 «Малыш» города Улан-Удэ. Сегодня мы хотим вам рассказать QR-код как информационный ресурс в образовательной среде. Одним из требований... Одним из требований к развивающей предметно-пространственной среде в свете федерального ФГОС, имеется в виду дошкольного образования, выступает насыщенность, в том числе и техническими средствами обучения. Уже давно в образовательное пространство детского сада вошли ноутбуки, планшеты, смарт-доски, интерактивные доски. Формирование у воспитанников познавательного интереса и создание предпосылок для его дальнейшего развития – важнейшая задача любой ступени общего образования. Стремительное развитие технологий влечет за собой необходимость модернизации методов и средств обучения и воспитания. В связи с происходящими переменами также возникает потребность в поиске новой эффективной мотивации детей к познанию окружающего мира. Таким нововведением для нашего детского сада стал QR-код. QR-код, то есть почему такое предпочтение? Потому что это доступность, экономичность, компактность, тиражируемость, результативность и универсальность. Хочу вам уже представить наш опыт работы в данном направлении. В работе с детьми QR-код мы используем в совместной игровой самостоятельной деятельности. У нас в детском саду началось все с детского вопроса, что это такое. Увидели магический квадратик на настольных играх. Потом в дальнейшем у нас появился сюрпризный момент, познавательные элементы деятельности. На организационно-мотивационном этапе образовательной деятельности использовали QR-код как предположение, о чем мы сегодня будем говорить, то есть сюрпризный момент. Вот вы можете посмотреть, у нас отправляли почту, дети сканировали QR-код и увидели нерпенка. Это у нас нерпенок Бата. В качестве поддержки детской инициативы у нас предлагаемый в настоящий момент, то есть, извиняюсь, у нас существует несколько альбомов, интерактивных плакатов. Вот у нас детские, как сказать, темы. У нас была тема «Космос», тема «Хохлома». Вот они предлагали, что такое. Вот у нас, видите, есть 3 столбика в таблице, видите вы картинку, на ней фотография, то есть фотоаппарат изображен.
кнопка play – это видео, то есть это на YouTube-канал можно выйти. И звук. У нас в космосе, к сожалению, нет звука, у нас есть других. Вот. У нас была в семье единый и первобытные люди, то есть здесь уже, например, про калмыков, здесь фотографии калмыков, песни калмыков, все здесь есть, все это интерактивное, очень интересное для детей. Также у нас есть интерактивные плакаты. В будущем мы хотим научиться работать еще с дополненной реальностью, мы хотим попробовать. Для таких вот интересных плакатов. Также у нас сейчас есть в уголке природы, мы QR-коды разместили на горшках для цветов. Там мы можем посмотреть, как называются цветы, как за ними ухаживать. Также есть картотеки с птицами, со звуками, про пчел. Очень много интересного. Также мы увидели, что на садах-придоньях есть интерактивная экскурсия в обзоре 360 градусов. Было очень интересно и познавательно для ребят. Также мы сделали с детьми QR-коды на аудиосказки, так как дети у меня не умеют читать. И вот мы можем с детьми сканировать QR-код и слушать, перелистывая сказку, смотреть и слушать сказку. То есть ребята уже работают с ноутбуками, планшетами, также могут индивидуально заниматься в наушниках. И также у нас есть колонки, если хотим группой слушать. Мои ребята изучают бурятский язык. Мы с учителем бурятского языка создали такой интерактив с QR-кодами. Ребята у нас создают мультфильмы на бурятском языке, могут они внимательно, вот закодированы здесь бурятские сказки, здесь нарисована бурятская шапочка, а на переводе вот на русском они могут посмотреть, там уже русская шапочка. Также 5 драгоценностей нашего народа, здесь тоже уже все сделано. Так, дальше это у нас патриотический уголок, здесь тоже QR-коды на флаге России, на гимне России. И вот все, здесь тоже ребята могут прослушать, посмотреть. Также у нас идет интерактив с учителем-логопедом. Вот, мы тоже создаем такую картотеку артикуляционных упражнений, то есть мы даем QR-коды детям домой, либо родителям, могут тоже посмотреть. К 27 ноября, к Дню мам, мы готовили мамины колыбельные, то есть составляли тоже картотеку аудиопесен, то есть наши мамочки записывали на диктофон свои песни, мы их кодировали. Теперь ребята во время сончаса могут прослушать, какие песни у нас есть колыбельные. Также мы с ребятами создавали открытку с QR-кодом. Видите, к Дню мамы. То есть открытка, сзади поздравления и QR-код. Очень родителям понравилось, были очень хорошие отзывы. То есть мы там кодировали информацию, фотографии, песню мы кодировали и нашу игру, что мы делали. Спасибо за внимание. Так, скажите, пожалуйста, почему вы решили работать с QR-кодами? QR-код – это вообще очень информационный ресурс, то есть в маленьком квадратике, да, такая может быть зашифрованная информация. Я могу на YouTube-канал отправить, на Google диски, на любой вообще ресурс. Очень хороший, мне вообще нравится. Для поиска, именно да, для поиска, да. Информации для удобства. В первую очередь, ребенок отсканировал, перешел, а попробуйте ребенку отправить ссылку на сайт, ссылку на блог, это же все очень сложно, правильно? А тут ребенок отсканировал, вот я в прошлый раз на фестивале я сканировала, у вас были QR-коды нерабочие. Сейчас я отсканировала, проверила, ваши ссылки все работают, все они правильно все размещены. Да, мы там просто сканировали, сейчас я уже в формате PDF поняла свою ошибку, все живые уже все, то есть это у нас живые QR-коды. Да, живые QR-коды. Да, видите, да, системную работу, вот, пожалуйста, воспитателя по бурятскому языку, с логопедом, работа с родителями, полностью нам показал огромную работу по кодированию. Так, пожалуйста, пользуйтесь QR-кодами. Вот как сейчас у нас
без QR-кода, с результатом на ПЦР, да, вот по ковиду с отрицательным, нас нигде не пускает. Сейчас уже Госдума разрабатывает законопроект о QR-коде, об использовании QR-кода в общественных местах. Сейчас ушел в разработку, вчера буквально вышел этот законопроект. Так что наша жизнь становится и QR-кодной еще к тому же. Понимаете, да? Куда мы с вами идем? Так, сейчас мы следующее слово предоставляем тоже нашим гостям из Иркутской области. Так, Адамчук Ларисе Александровне, Антоновской Елене Викторовне, учителям начальных классов БоУСОШ номер 18 города Братска из Иркутской области по теме применение КТ-технологий для развития логического мышления у детей дошкольного и младшего школьного возраста на основе головоломок с использованием авторских анимационных роликов. Очень интересная тема. Давайте мы слово предоставляем нашим гостям. Так, пожалуйста. Здравствуйте. Ольга, запустите видеоролик, я вам отправляла. Все, сейчас. Он у меня здесь готовый стоит. Ага, все готово. Так, хорошо. Ага. Так, сейчас демонстрация экрана открываю. Так, все видно, да? Собирать головоломки полезно и увлекательно. Это прекрасные тренажеры для мозга. Головоломки развивают у детей умение логически мыслить и анализировать, помогают выработать терпеливость и внимательность. Все новое, хорошо забытое старое. Рассказать мы хотим про известные, но незаслуженно забытые головоломки. Танграм, монгольская головоломка, Колумбово яйцо, квадрат Пифагора, задания со спичками. Это головоломки, а значит, это игрушки на все времена. В номинации «Цифровизация дошкольного и начального образования. Современные вызовы и тренды» представляем вам 3 интерактивных плаката на основе авторской анимации. Танграм и Колумбово яйцо, квадрат Пифагора и монгольская головоломка, живая спичка, на создание которых ушло 3 года. Представляем первый блок в головоломках «Силуэт животного». Часто можно встретить схемы сборки головоломок, уже разделенные на части. Но это больше похоже на мозаику, чем на головоломку. При такой работе с головоломкой ребенок уже не развивает свои мыслительные способности, а просто по шаблону выкладывает одну деталь за другой. Мы заменили рисунок из сегментов на цельный силуэт животного, собираемый ребенком. И здесь учащийся задействует такие мыслительные процессы, как анализ и синтез. Ребенок, рассматривая предложенный образ, анализирует его, находит, где спрятались геометрические фигуры из данной головоломки, и пытается собрать фигуру животного. Второй блок – анимашка. Блок анимашки позволяет детям в случае затруднения собрать выбранную фигуру при помощи анимации, где каждая часть головоломки выделена разным цветом. Мы называем свои головоломки живыми, так как они представлены в виде анимационных роликов, выполненных в программе GIMP. Анимация позволила оживить и одушевить рисунки, которые являются решением для головоломки. Длительность анимационных роликов составляет 10-20 секунд. Ребенок за это время не переутомляется, и у него не пропадает интереса к дальнейшей деятельности. Использование анимации считаем более продуктивным, так как ролик, который просматривает ученик, длится всего несколько секунд. За это время невозможно собрать готовую фигуру, но можно осмыслить ход своих будущих действий для решения задачи. Если с головоломкой работает сильный ученик, сумевший самостоятельно ее собрать, то анимашка является для него эталоном для сверки или просто приятным бонусом. Показ анимационного ролика в плакате «Монгольская головоломка» и «Квадрат Пифагора» сопровождается голосом животного, которое собирает учащихся, что помогает лучше узнать окружающий мир, развивает слуховое восприятие, память, образное мышление и фантазию. Третий блок – информационный блок из области общих знаний «Хочу все знать». Мало собрать головоломку.
Можно узнать о данном животном что-то новое и интересное. Так появился блог «Хочу все знать». Я хочу все знать способствует расширению кругозора в предметных областях, повышает способность к саморазвитию, самоанализу, самоорганизации, способствует непроизвольному запоминанию учебного материала, развитию творческих способностей, речи и умению выступать перед аудиторией. Данный материал позволяет школьнику на уровне игры получить новые знания о простых предметах из окружающего мира. Блог содержит следующие разделы: виды животных, другие, знакомство с многозначностью слова, геральдика, живопись, загадка, интересные факты, красная книга, литература, память, пословицы, потешки, ребусы, скороговорки, стихотворения, считалки, фразеологизмы. Например, если мы собрали головоломку зайцев, то в блоке «Хочу все знать» ученик сможет узнать, какие виды зайцев существуют, на гербе какого города или страны он присутствует, что заяц – это не только животное, но и созвездие и безбилетный пассажир, в каком городе ему поставили памятник, разгадать о нем ребус, узнать фразеологизм, прочитать пословицу, стихотворение, скороговорку про зайца и многое другое. Предложенная информация дана в небольшом объеме, и, заинтересовавшись тем или иным вопросом, ученик испытывает потребность в удовлетворении своего любопытства. В поисках информации ребенок читает, а значит, закрепляется интерес к чтению, который в данный момент у многих детей слабо выражен, и развиваются коммуникативные способности. Информационные материалы из блока «Хочу все знать» мы используем на уроках русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира, изобразительных искусств и на уроке русского языка материал, загадка, потешки, пословица можно использовать не только как материал для введения, для начала стандартного урока, такими видами деятельности, как списывание или выборочное списывание. Представляем головоломку рака. А также родителям, так как работать в школе и дома. Методические продукты позволят применять на практике инновационные педагогические технологии, которые оптимально заинтересуют будущих школьников информацией об окружающем мире в виде анимации, зрительного ряда и игры. Замечательно. Спасибо большое. Так, у нас, к сожалению, очень время, да, мы уже с вами уже немножко затягиваемся уже. Так, вот сейчас я увидела, вот мы сейчас с вами увидели, да, очень замечательную, сейчас, подождите, сейчас я выключу, замечательную, глубокую, очень системную работу по использованию очень интересной технологии и использованию в разных предметах, да, использование головоломок, плюс анимационные возможности, да, и плюс использование в разных предметных областях. Мы увидели с вами, это можно применять и с детьми младшего школьного возраста, и с детьми дошкольного возраста. Лариса Александровна, Елена Викторовна, огромное вам спасибо за такое содержательное и очень интересное, и очень инновационное выступление. Я думаю, что для многих коллег это открытие, да? Коллеги, я думаю, многие вы удивлены, да, таким интересным опытом. Вот я, например, еще не встречала, может быть. Вот это же очень такая... Здесь и различные вот именно... И формируется, и в математике можно использовать, да? Как можно и на разных других предметах. И вообще очень-очень интересно. Действительно, настоящие метапредметные компетенции здесь можно формировать при помощи вот таких головоломок. Можно пару слов еще добавлю? Да. Мы работаем уже 3 года с этими головоломками. Да. Постепенно материал добавлялся, но мы продолжаем всегда работать. Это и внеурочная деятельность, это и уроки. И на основе наших головоломок мы организовали и провели муниципальный конкурс, называется «Живая логика». То есть они у нас, кружок специальный ведем по выходным дням.
на основе головоломок. Поэтому они у нас ежедневно, ежечасно сопровождают нас всегда и везде. То есть детям хорошо знакомы такие слова, как Колумбово яйцо, монгольская головоломка, квадрат Пифагора, не говоря уже о такой головоломке, как танграмм. Замечательно, очень интересный опыт. Спасибо большое, спасибо. Так, иркутяне наши молодцы, нас вообще удивляет новыми интересными разработками, своим опытом. Так, и сейчас мы слово предоставляем нашим тоже, наши далекие гости из Республики Алтай. Мы торжественно встречаем. Так, Танзыкову Наталью Михайловну, воспитатель детского сада «Тополек», Паспаульская, СОЖ, герой Советского Союза Евгения Федоровича Трофимова, Чойского района, села Паспаульская, по теме использования дистанционных технологий и форм взаимодействия с родителями, педагогами в дошкольном образовании. Тоже тема очень актуальна. Дистанционное образование, взаимодействие с коллегами и с родителями. Так, пожалуйста. Добрый день, меня слышно? Все слышно, Наталья Михайловна, слышно. Так, уважаемые коллеги, добрый день. Слушая всех, было очень интересно. Действительно, опыт колоссальный. Я представляю Республику Алтай, зовут меня Танзыкова Наталья Михайловна. И хочу просто поделиться таким, может быть, еще не большим колоссальным опытом в использовании дистанционных технологий и форм взаимодействия с родителями и педагогами в дошкольном образовании. Конечно, все мы знаем, что дошкольное образование должно отвечать современным запросам, и все мы знаем и знакомы с федеральным государственным образовательным стандартом и с нормативными документами по применению, о том, как должна быть сформирована информационно-образовательная среда в дошкольных учреждениях. Конечно же, дистанционные формы и технологии, они стали актуальны в последнее, наверное, время для нас, для педагогов, и являются таким хорошим широким подспорьем для того, чтобы наша работа педагога была очень эффективна. Конечно же, получается, что изменение роли и функций дистанционных технологий, что собой представляет вообще современный педагог дошкольного образования. Это уже, наверное, не новое, когда педагог должен уметь создавать презентации, значит, размещать видео, какую-то информацию на видеохостинге YouTube, на других интересных тоже вот таких образовательных платформах работать. Значит, должен уметь отбирать этот материал, образовательный аудиоматериал для детей, и работать с разными фото и видео редакторами. Значит, для нас мы выделили два режима, в котором мы работаем. Но, конечно, у нас режим онлайн, это когда мы находимся вместе у автоматизированного рабочего места, не получается. И поэтому мы работаем в основном в дистанционном таком режиме офлайн, когда мы можем предложить материал родителям, и они могут воспользоваться в любое удобное время самостоятельно. Что происходит в нашем, значит, дошкольном образовательном учреждении? Как я представляю модель дистанционной педагогической работы с родителями и с педагогами. Но, конечно же, ведем сайт дошкольного образовательного учреждения, в сетевых сообществах стараемся... Простите, пожалуйста, простите, у вас презентация застыла на одном месте. Застыла, да? Да, вы проясните, пожалуйста, сопровождение. Так. Листается, нет? Нет. Застыло, перезагрузите, да? Выключите демонстрацию. Большая просьба выступающим. Поменьше воды, побольше практики. Каким образом вы, какие технологии, какие ресурсы, какие сайты вы используете? Только в таком ракурсе, без лишней теории. Хорошо? Теории мы везде знаем, все читаем, все везде полный-полный. Хорошо. Я постараюсь, да, я не буду рассказывать, конечно, теоретического. Сейчас видно экран?
Так, видно, видно, видно. Мгм. Наталья Михайловна, пожалуйста, покажите нам, какие технологии вы используете в дистанционной работе. Время, Хорошо. время. Поджимай время. Давайте побыстрее. Хорошо, Очень быстренько. Так, листается экран, Так, вот мы сейчас видим использование дистанционных технологий. и все, да? Да. Ну вот что-то у меня сегодня с экраном происходит, не знаю как. Так, ну вот вот так все буду. видно. Вот так тогда буду показывать, хорошо? Все, вот так Я нормально. хочу поделиться формами работы взаимодействия с родителями. Это проектная технология, которую мы используем в офлайн режиме и оформляем потом в виде фотосушек. Вы видите их на экране. Значит, на различные темы это взаимодействие взаимодействие родителей с детьми. И когда они нам присылают такие небольшие фотоотчеты, но для того, чтобы, конечно, оформить эти фотосушки, конечно же, родителям приходится взаимодействовать, не приходится, а даже с удовольствием включаются в эту данную работу. Происходит это при взаимодействии в чате мессенджеров, такой как WhatsApp, потому что более он у нас приемлемый, когда родители могут получать задания, и потом обратная связь от родителей. Вот, то есть это могут быть творческие работы с детьми, значит, ну и, конечно же, исследовательские. Также мы стараемся для родителей предоставить тоже такой более интересный информационный такой контент, когда мы просим их при взаимодействии и, конечно же, показываем свою работу. Вот на слайде вы видите, что здесь мы проводили проект полностью, который был в офлайн режиме. Такая вот интересная форма, когда дети участвовали в акциях, конкурсах, и реализован был такой очень грандиозный проект. Вот сейчас в этом году уже, конечно, другие ребята возрастной группы, когда они участвуют, присылают нам фотографии адвент-календарей, и мы тоже в обратной связи, значит, тоже показываем родителям такую вот значимость. Кроме этого, мы пытаемся сейчас только еще, конечно, используя на другой материал, использовать вот как QR-коды для родителей, это как постеры. Конечно же, еще пока только такая задумка, но, конечно же, интересно, и родителям это нравится. Веду я лично сама, значит, в Инстаграме взаимодействие с родителями, показываю значимость, значит, деятельности детей. Кроме этого, электронные вот такие журналы, это просто выдержки, дополнительное образование, как раз дошкольный возраст и на дети начального образования, когда происходит вот такая вот взаимосвязь, значит, дошкольного и начального образования в дополнительном образовании, которое потом мы знакомим родителей в виде вот таких электронных журналов. Значит, музеи тоже, посещение экскурсий, родители могут виртуально, значит, окунуться вот именно в такую интересную атмосферу, где собран большой материал по землякам именно Великой Отечественной войны и по героям Советского Союза, нашего земляка Евгения Федоровича Трофимова. Так, ну здесь, конечно, это все мы знаем, как сетевое педагогическое сообщество создается. Также с педагогами я остановлюсь, что мы тоже используем фотосушки, значит, участие в различном конкурсном движении, методических объединений взаимодействуем, конференции, ассоциации работников дошкольного образования Республики Алтай. Ну и хочу просто сказать о том, что, конечно, факторы успешной работы, все мы тоже знаем, педагоги, что это, конечно же, толерантное, креативное такое вот именно моделирование руководства сообществами. Не буду останавливаться на этом, потому что все используем. И еще я хотела вот заострить внимание, мы с педагогами в этом году именно на сайте у нас дошкольного учреждения расположен такой педагогический арт-объект, где можно использовать, значит, электронные рамки, электронные вот эти вот не текстовые материалы, которые можно спокойно познакомиться и использовать в своей работе. Ну, мы его так называем уголок уединения и релаксации. На самом деле, конечно же, здесь происходят у нас интересные
и взаимодействуем с другими педагогами. Интересные формы работы, как воркшопы, мастерские, практикумы и так далее. Так, ну и, конечно же, в заключении хочется сказать о том, что все вот эти формы, которые мы используем с родителями, с педагогами, они, конечно, приносят нам положительный результат. И эффективная работа нас, педагогов, конечно же, она нацеливает на то, чтобы развиваться и далее больше использовать и другие формы. Спасибо. Хорошо, Наталья Михайловна, спасибо. Итак, таким образом у вас дистанционная, у вас связь идет через WhatsApp, через почту, через Instagram. Инстаграм, да, и еще Zoom-платформа. Все, Zoom-платформа, хорошо. Но вам нужно просто создать свой блог, я еще раз говорю, да, нужен личный сайт. Дорогие коллеги, без сайта сейчас уже видите, да, всю эту работу вы ведете систему, да, вот все задания размещаете на сайте, все. Это очень удобно. Так, и канал YouTube у вас еще нет, да? Почему есть? Есть. Лично у меня есть, да. Все хорошо, на канал YouTube, пожалуйста, все уже все эти инструменты, уже необходимость. Так, Хорошо, большое спасибо, очень интересно, да. С родины героя Советского Союза Евгения Трофимова. Мы когда-то школа у нас была, в школе мы тоже были все пионерами. Школа у нас была отряда имени Трофимова, очень близко, да, это герои. Всегда будем помнить наших героев, да, вот с родины героя Советского Союза Трофимова. Спасибо. Да. И мы увидели действительно, какая огромная работа ведется в вашем детском саду, какие у вас вообще замечательные уголки, какое оформление. Это вы сами все делаете, да? Да, делается все своими руками. Какие вы молодцы, какие творения, какие шедевры у вас. Действительно, вот уголки ваши, вот именно по русской, вот по культуре, да? Да, вот, да, русской, алтайской культуре. Очень богатые у вас, да, очень богатые у вас уголки. Очень интересные. Спасибо большое. Да, воспитателям, что только не быть, и все нужно уметь, и рисовать, и творить, и лепить, и все, что, да, вот действительно, какие таланты вообще, вот я не умею, например, вот лепить, писать красиво, рисовать, вот не умею, да, я всегда восхищаюсь вот такими талантливыми людьми. Все, огромное спасибо вам, Наталья Михайловна, что вы к нам пришли на нашу конференцию, да, приняли участие. Желаем вам дальнейших огромных успехов. И еще я хочу вам сказать, WhatsApp – это очень неудобный этот самый мини-код. Да, но у нас, вот, я просто немножко сейчас скажу о том, что у нас родители, мы им предлагали другие формы взаимодействия, но вот они остановились только на этом, потому вот что… Вот WhatsApp, когда мы людей добавляем, не видна история предыдущая. Переходите на Telegram. Telegram – это очень удобный мессенджер. Telegram. Сейчас все сидят на Телеграме. В Телеграме очень удобно. Там и есть демонстрация экрана, там можно звонить, там можно группы создавать, каналы можно создавать. Переходите на Telegram. Спасибо большое, мы уже предлагали, да. Да, я всем рекомендую Telegram сейчас. И вообще Telegram, он даже и не прослеживается вообще по этим. Его трудно взломать, Telegram, он намного защищеннее. Да, в плане личного пространства. Так, я сейчас прошу прощения. Прошу прощения, я пропустила наших гостей из Братска, наших учителей начальных классов. Филатова Елена Владимировна, Нечаева Светлана Михайловна. Сейчас выступит по теме, это учителя начальных классов. Я когда-то была в городе Братске, тоже ездила, помню, с лекциями в Братск. Это было давно, тоже в 2012 году, наверное. Это очень с Иркутска, помню, на автобусе 8 часов ехала всю ночь. Никогда не забуду эту ночь в автобусе. Это очень далекий город, далекий край. Так, на берегу Братского моря, большой город. По теме применения КТ-технологий для развития логического мышления у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Использование интерактивного плаката. Русские писатели на уроках литературного чтения. Вот конкретно работа применения сервиса интерактивный плакат по предмету. Именно в начальной школе, по предмету по литературному чтению. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Скажите, пожалуйста, видно у меня плакат сейчас? Все видно. Да.
Сегодня уже много говорили о пользе цифровизации образования в условиях модернизации современной школы, поэтому от теории я сразу перехожу к практике. Учитель, приходя сегодня в класс, задает целый ряд вопросов. Как обычный урок сделать необычным, как рутинный материал представить интересным, как с современными детьми говорить на современном языке. И чтобы соответствовать современным тенденциям государственной образовательной политики, потребностям образовательной организации, социальному заказу, мы создали интерактивный плакат по литературному чтению «Русские писатели». Ну, интерактивный плакат – это способ визуализации информации на основе одного изображения, к которому в виде меток, то есть горячих точек, прикрепляются ссылки на веб-ресурсы, интернет-документы, мультимедийные объекты, видео, аудио, презентации, слайд-шоу, игры, опросы, ну и так далее. Интерактивный плакат по литературному чтению «Русские писатели» – это эффективное, многофункциональное, программное, дидактическое средство нового поколения. Цель нашего такого плаката, продукта – это обеспечить максимальную помощь в подготовке к урокам педагогов начальной школы в области литературы. Наш плакат имеет два раздела. Первый раздел – это «Русские писатели», и второй раздел – это «Работа с текстом». В первом разделе мы представляем 24 писателя, которые входят в программу УМК Школы России. Это полностью разработанные нами уроки, 97 презентаций, включая биографию писателей, и которые соответствуют, конечно же, требованиям ВГОС. Кликнув на иконку писателя, мы переходим к его творчеству. Вот я как раз сейчас расскажу на примере Льва Николаевича Толстого. Перейдя по иконке, мы пришли на все его произведения, которые изучаются в начальной школе с 1 по 4 класс. Знакомство с творчеством мы начинаем с его биографии. Нажимаем на клавишу «Биография» и переходим. Материал разноуровневый. И мы не видим переходов, ссылок, ничего не видим. Мы просто видим первый слайд, интерактивный плакат. Только первый слайд видите, да? Да. Так, ну тогда я... Так, сейчас тогда... Это у вас создана презентация PowerPoint, да? Так, это не презентация, это прямо это плакат, сам продукт, который мы вам представляем с интерактивными ссылками. Они, видимо, сейчас здесь у вас через Zoom, они не идут тогда, получается. Нет, они у вас должны быть, должны у вас открываться, и мы должны видеть. Мы же видим ваши... Вот, они у меня открываются, я иду, листаю. А мы не видим. Я вот выхожу и листаю, вот на каждую иконку выхожу. А вы сможете ссылку отправить на свой интерактивный плакат? Так, ну ссылку отправить, только это чуть позже сейчас получается тогда. Хорошо. Ну давайте я тогда коротко немножко так расскажу тогда про то, что у нас там есть, и все. Значит, мы материал разноуровневый, изучаем биографию. Затем, если нам достаточно этого материала, мы возвращаемся на иконку, нажимаем на домик в правом верхнем углу и вернемся к списку произведения. Выбираем произведение, которое мы изучаем на уроке, и нажимаем на вкладку. Таким образом мы переходим на урок. Каждому уроку у нас прописано ОУД. Урок мы начинаем с введения в тему. Здесь мы предлагаем загадки, ребусы, ассоциации, пословицы, поговорки, эпиграфы, интересные факты. Как сказала уже ранее, уроки соответствуют требованиям ВГОС, поэтому этапы урока разнообразны. Здесь все зависит от учителя, что он хочет взять у себя на уроке: словарную работу, выборочное чтение, синклейны, кластеры, характеристику героев, работу с пословицами, поговорками, с планом, с текстом и так далее. Для знакомства с текстом можно использовать как текстовый материал, так и аудио и видеоматериал. Проверить усвоение материала помогут тесты разного вида, например, в виде игры «да», «нет», либо с выбором варианта ответа. Тут же на уроке можно использовать взаимопроверку. И заканчиваем урок мы рефлексией разного вида. Конечно, мы могли заимствовать некоторые материалы, и для этого, чтобы не нарушать права, мы на каждом уроке указали источники. Второй раздел – это работа с текстом, это методические рекомендации, в котором содержатся такие разделы, как приемы работы с текстом, средства художественной выразительности, типы текстов, стили речи, виды планов с примерами, слова литературных терминов. Благодаря максимальной такой наглядности и интерактивности обучающий с огромным удовольствием включается в процесс познания. Облегчается восприятие и запоминание ими информации, сокращается время на усвоение учебного материала, создаются комфортные условия.
Практическая ценность данного плаката заключается в отборе систематизации современных технологий, обучении модернизации в реальных педагогических условиях. Применение компьютерной техники позволяет разнообразить подачу нового материала, сделать учебу яркой, насыщенной. Работа структурирована, последовательно, логично. И главное, самое интересное, что данный продукт представляет, ну, во-первых, он представляет интерес для педагогов начальной школы и не требует подготовки. Открывай и работай. Это полностью разработанные уроки. Продукт изучен и рекомендован к использованию в практике педагогической деятельности доцентом базовой кафедры истории, педагогики и психологии нашего Братского государственного университета, кандидатом педагогических наук Татьяной Иннокентьевной Блиновой. Но вот, к сожалению, хотелось, конечно же, все это показать, не получилось. Я тогда отправлю вам фильм сейчас по этому. Да, хорошо. Так, Фильм, чтобы могли ознакомиться. вообще, я думаю, что большая проблема учителей, да, вызвать интерес к чтению, правильно? Да, совершенно верно. Чтобы наши дети читали, чтобы им было интересно, вот именно нужно проявлять интерес к чтению, любовь к чтению через интерактивные технологии. Наши дети сейчас читают электронные книги, да, вот именно вот такие интерактивные плакаты. Если мы будем использовать, это будет очень интересно. Вот, знаете, мой совет – сделать интерактивный плакат в виде сайта. Чтобы не было вот на такой презентации, да, чтобы люди без проблем могли перейти, зашли на сайт, перешли, да. Все это должно быть оформлено максимально доступно, максимально интерактивно, и это будет настоящий у вас интерактивный плакат. Сегодня мы интерактивности, к сожалению, не увидели. Мы ничего, к сожалению, не увидели. Вот этого не должно быть. Если мы выходим на конференцию по цифровизации, да, мы должны показать все ресурсы, современность, удобство и интерактивность. Поэтому вот это размещение PowerPoint, это уже вчерашний век, да? Оформляйте свои проекты в виде сайтов, в виде блогов, в виде различных глогов. Есть для создания интерактивных плакатов есть ресурсы Галомео, там, Глог есть, да? Какие еще у нас есть? Зообурс мы раньше применяли, сейчас он, правда, не работает. Есть сейчас множество сервисов для создания интерактивных плакатов. Хорошо? Пожалуйста, вот этот содержательнейший свой, глубочайший материал по литературному чтению откройте, чтобы максимально он был полезным и применим другими коллегами. Хорошо, Елена Владимировна? Хорошо, хорошо. Да, он у вас открывается, а мы-то не увидели, понимаете, вот в чем дело. А это надо, чтобы все видели, это нужно на другом ресурсе разместить. Все, большое спасибо вам за участие, за то, что вы пришли на нашу конференцию. Дальнейших вам успехов и ждем вас на следующей конференции уже с настоящим интерактивным, супер интерактивным плакатом на новом ресурсе. Я говорю, вот наши учителя, да, есть очень много наших коллег, которые делают огромную работу, которые годами наработали полезнейшие материалы, которые вы просто так даже в интернете не найдете. Вот, пожалуйста, вот таким коллегам нашим, они более старшего возраста и немножко тяжеловато, да, вот поэтому надо помогать, это нужно помогать и их материал выкладывать грамотно и правильно в сеть. Согласны? Вот это у наших старших коллег всегда очень многому можно поучиться. Именно опыт, ихний опыт, да, ихняя наработанная методика, наработанные материалы, которые стоят, это вообще, это такие уникальные материалы можно найти. Пожалуйста, вот более молодые наши коллеги, которые работают в коллективах, помогайте более старшим товарищам. У молодых есть мобильность, есть умение работать быстро, а у наших старших коллег есть опыт, есть знания, есть глубочайшие методические материалы, которые наработаны годами. И это все нужно совместить грамотно молодежи и старшему нашему поколению. Но вот как бы так мои рекомендации. Поэтому вот эта интерактивность, плакат нужно сделать очень, я вижу там много материалов, да, по литературному чтению. Собрать по литературе это не так просто. Так и вообще, как по любому предмету. Так, сейчас мы слово предоставляем тоже следующим нашим гостям из Свердловской области. Очень активное участие приняли из города Сухой Лог. Так, сейчас мы слово предоставляем Семухиной Светлане Викторовне, заведующей МАДО номер 43 города Сухой Лог Свердловской области.
по теме использования цифровых образовательных ресурсов в мини-кванториумах дошкольной образовательной организации. Очень интересная тема. Давайте мы посмотрим, как работают в мини-кванториумах коллеги из Свердловской области. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представить опыт работы по теме использования цифровых образовательных ресурсов в мини-кванториумах дошкольной образовательной организации. Научно-технический бум охватил всю Россию, в том числе и Свердловскую область. В России создано 169 технопарков в 68 регионах страны. В Свердловской области открыто 7 технопарков. В Бурятии пока всего 1, но зная от того, что у вас один технопарк находится в стадии открытия. Работа по созданию детских технопарков соответствует задачам комплексной программы «Уральская инженерная школа» и указу президента. Детские технопарки, кванториум – это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, где дети учатся по принципу проектного обучения, от теории сразу к практике, которые создаются по проекту Минобрнауки и Агентства стратегических инициатив. Таким образом, реализуется проект «Новая модель системы дополнительного образования детей в России». В небольшом городе Сухой Лог пока нет своего технопарка, но у нас возникла идея на основе уже существующих детских кружков создать уникальную среду, оснащенную высокотехнологичным оборудованием для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. С сентября 2019 года в нашем дошкольном учреждении начал функционировать образовательный проект «Мини-кванториум». Мы организовали работу по 4 направлениям, оборудовав помещение под наноквантум, робоквантум, биоквантум, IT-квантум. Тем самым создали инновационную, образовательную, развивающую среду, способствующую развитию познавательно-исследовательской деятельности в соответствии с СГОС, которая оснащена цифровыми образовательными ресурсами. Кабинетом установлено необходимое технологическое оборудование, 3D-принтер, 3D-сканер, 3D-ручки, интерактивный стол, интерактивная система, ноутбуки, планшеты, цифровые микроскопы, разные виды конструктора. В мини-кванториумах дети занимаются бесплатно, начиная с 5 лет. Занятия организованы подгруппами по 8-12 человек, 1-2 раза в неделю. Дети осваивают самые передовые технологии, получают практические навыки, изучают точные науки и применяют знания на практике с помощью электронных средств обучения, не нарушая требований Санпин к продолжительности занятий. Руководят обучением педагоги дополнительного образования, прошедшие обучение на курсах повышения квалификации. Работа по реализации дополнительного образования технической и естественно-научной направленности в мини-кванториумах осуществляется при сетевом партнерстве с образовательными организациями и промышленными предприятиями города. В IT-квантуме апробируется дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования естественно-научной и технической направленности. Играем и моделируем в ЛГГМ. Автор Молодникова Алена Валерьевна. Сегодня вы с ней познакомитесь. Она выступает более в позднем времени. Программа направлена на развитие интереса к техническому творчеству и предметам естественно-научного цикла, ориентирует детей в игровой и познавательной деятельности на новые стандарты в сфере инженерного образования, связанные с концепцией цифрового производства и конвергенцией технологий. Дети создают различные модели в среде 3D ЛГГМ с использованием схемы моделирования ТРИС. Для моделирования в работе используем ноутбуки с ПК-версией 3D ЛГГМ по модели мобильного обучения. Один ребенок, одно мобильное устройство. Например, в преддверии Дня космонавтики ребята совершили интерактивное путешествие в космос, закрепили понятия «солнечная система», «планета», «станция», создали матрицу морфологического анализа и схему проекта. Затем создали объект в трехмерной среде ЛГГМ. В последующем перенесли сохраненную модель в виде файла на 3D-принтер. Затем наблюдали современный способ производства созданной модели путем послойного синтеза. Результатом длительного процесса стали модели ракет, распечатанная на 3D-принтере и дидактическая настольная игра «Ходилка-бродилка». Работая над проектом «Лаборатория звука», дети создали цифровые 3D-модели музыкальных инструментов, распечатали на 3D-принтере инструменты, издающие разным способом звуки с различными характеристиками – громкость, тональность, длительность, которые в последующем стали основой для шумового оркестра.
Посредством цифрового мобильного приложения Chatter Kids научили разговаривать музыкальные инструменты. При реализации проекта «Природная лаборатория цвета» посредством интерактивной доски и планшетов с веб-приложением «Хамелеон» дошкольники наблюдали за изменением цвета плодово-ягодных культур в период созревания. В ходе поисковой исследовательской деятельности дети расширили представление о значении цвета на объектах живой природы, создали цветовую ленту времени. С помощью цифрового фотоаппарата внедряем технологию создания мультфильмов, рисованных, пластилиновых, из конструктора, что позволяет детям освоить азы мультипликации и почувствовать себя в роли начинающих режиссеров. Используя 3D-ручки, дети создают различные виды транспорта, геометрические фигуры, предметы окружающей среды. После посещения экскурсии на пшеничные поля совхоза Соголожский дети нарисовали 3D-ручкой колосья пшеницы, которую в последующем использовали при создании мультфильма «От зернышка до каравая». Проект создания профориентационного мультфильма удостоен гранта и диплома победителя всероссийского конкурса имени Выгодского. Созданные мультфильмы дети помещают в QR-код, размещают их в самодельных закладках для книг и дарят друзьям. Педагоги закодированную информацию размещают в центрах активности, где ребенок с планшетом самостоятельно может раскодировать ее и получить ответ на вопрос, уточнить или узнать что-то новое и интересное. Например, в супермаркете срок годности сока, в ателье изучить инструкцию по эксплуатации швейной машинки. Лестничные пролеты также оформлены с помощью QR-кода. Поднимаясь или спускаясь по лестницам, дети совместно с родителями повторяют плоские и объемные геометрические фигуры, гласные и согласные буквы, закрепляют ориентировку в пространстве. Не менее интересно, педагоги используют технологию объемного изображения 3D-раскраску. С помощью приложения для мобильного устройства Devar Kids раскраски оживают. Дети знакомятся с различными профессиями, действиями, которые позволяют человеку данной профессии, орудием труда и многое другое. Интерактивный стол дает возможность проводить все образовательные программы на одном устройстве. В биоквантуме воспитанники занимаются научно-исследовательской деятельностью, работают с цифровыми микроскопами, лабораторным оборудованием, проводят опыты и эксперименты, изучают разновидности клубники, готовят компост, выращивают растения в флорариуме, гидропонной и аэропонной грядках, формируют промежуточные суждения и выводы. При работе над долгосрочным проектом «Откуда берутся бабочки» малыши наблюдали за жизненным циклом развития бабочки. На прогулочном участке дети нашли гусеницу и решили за ней понаблюдать. Принесли в группу, поместили в прозрачный бокс. Каждый день брызгали на листочке водой, так гусеница пила и ела. На 10-й день гусеница перестала кушать и ползать, просто свободно лежала в боксе. А через 2 дня гусеница превратилась в куколку. Куколка спала 3 недели. На 30-й день эксперимента куколка превратилась в красивую бабочку-траурницу. С помощью цифрового микроскопа малыши наблюдают за живыми и неживыми объектами. Дети не только рассматривают изучаемый объект на мониторе компьютера или интерактивной доске, но и фиксируют результаты исследований, используя компьютерные методы анализа и редактирования изображения, делают монтаж слайдов и шоу, и фотоальбомы. На квантуме дети с интересом получают первое знание в области физики, механики, учатся работать на современном оборудовании, узнают в интересной форме основы физических законов. Например, юные физики получили вакуумную присоску из картошки, разрезали пополам картофель, вырезали внутреннюю часть, прижали полученный результат к пластиковой пластине, затем подняли картофель. Пластиковая пластина поднялась вместе с картофелем. Экспериментируя, дети узнали, что давление наружного воздуха сильнее, чем оказываемое на пластик воздухом во внутренней части плода, так как картофель не позволяет воздуху проходить под него. В детском саду функционирует мастерская мини-завод «Форест», посещая который ребята узнали, каким образом наш небольшой уральский город участвует в процессе добычи нефти, познакомились с полным циклом производства пропантов. В наноквантуме ребята с помощью 3D-сканера смоделировали оборудование для экспериментирования в виде ступки и пестика. Распечатали модели на 3D-принтере. На новом оборудовании испытали пропанты на прочность. В робоквантуме дети знакомятся с основами проектирования, алгоритмизации, программирования.
осваивают навыки построения роботов, используя разные виды конструктора. В детском саду есть традиция проведения утреннего круга, где каждому ребенку представлена возможность высказаться на ту или иную тему. На одной из утренних встреч ребята рассказали о том, что они любят заниматься дома с родителями и чем. Один мальчик рассказал, что он любит замешивать тесто на блины, но самостоятельно пользоваться блендером он не может, так как это опасно для ребенка. От детей поступило предложение создать безопасный прибор из конструктора по замешиванию теста, смесительную машину. Из робототехнического модуля Технолаб дети сконструировали такой прибор. В мини-чашу положили муку, воду, сахар, соль, замесили тесто. Юные инженеры отнесли тесто на пищеблок, повар напек блины, дети угостили кукол. В столярной мастерской мальчишки смастерили стол под смесительную машину. Значимым результатом деятельности мини-кванториумов является успешное участие детей в проектной деятельности, в конкурсах научной и технической направленности, международных, областных и муниципальных уровней. Мини-кванториум мы рассматриваем как новую модель дополнительного образования, позволяющую дошкольникам расширить представление об окружающем мире, овладеть основами знаний по техническим дисциплинам, получить доступ к цифровым образовательным ресурсам. Мы видим, что использование цифровых образовательных ресурсов в детском саду – это не дело завтрашнего дня. Для нас это объективная реальность, которая позволяет расширить границы образовательного пространства и повысить его за рамки обычного обучения. Ой, ну вообще. Спасибо за внимание. Да, Светлана Витальевна, да? Викторовна. Вообще, Светлана Викторовна. Так, Светлана Викторовна. Но, конечно, мы в восторге от вашего кванториума. Спасибо. Нам такие нужны квантории, да? Кванториумы, коллеги, нужны? Приглашайте, мы можем поделиться более широко и более подробно данным опытом. Здесь все очень кратко. За тот промежуток времени 10 минут просто не рассказать того, что сделано у нас. Поэтому, конечно, очень быстро, очень торопясь, вот за 10 минут вот, попыталась рассказать. Алена Валерьевна, да, вот по ее проекту, правильно? Да. Алена Валерьевна будет выступать позднее наших коллег. Алена Валерьевна, вот на нашем фестивале она рассказывала. Вот сегодня вы еще раз ее услышите, кто не был, да? И вот вы сегодня увидели вот опыт внедрения вот этой модели, вот этой программной среды. Вот именно работа, настоящая работа кванториума. Видели, да, насколько все это очень глубоко, насколько это все очень серьезно, насколько все это действительно, ну, очень-очень-очень вообще. Мы просто в восторге. Мы тоже хотим... Спасибо. Кванториум. Спасибо большое. Спасибо. Так, сейчас мы слово предоставляем тоже коллеге с МОДО номер 43 лога, коллеги нашей Светланы Викторовны, Макаровой Светлане Витальевне и Гайнуддиновой Ирине Руслановне, тоже воспитатели данного же детского сада «Малыш», по теме создания детского цифрового проекта с использованием мобильного приложения, вот как переводится? Чаттер Kids. Чаттер Kids. Так, пожалуйста. Да. Это тоже по проекту Молодняковой, да, Алены Валерьевны? Нет, это наша. Да. Но вы вообще молодцы. Давайте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы вас познакомим с созданием детского цифрового проекта с использованием мобильного приложения Чаттер Kids. В соответствии с реализацией национального проекта образования, одна из задач которых создать к 2024 году современную и безопасную цифровую образовательную среду и обеспечить высокое качество, доступность образования всех видов, типов уровней и федеральных подпроектов, действующих в рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда. Успех каждого ребенка», в нашем образовательном учреждении были созданы условия и хорошая база по цифровизации. В современном мире трудно найти человека, который бы не сталкивался с цифровой средой в профессиональной деятельности либо в повседневной жизни. Актуальность использования цифровых технологий в настоящее время заключается в том, что данные технологии рассматриваются не столько как инструмент, а столько как среда существования, которая открывает новые возможности обучения в любое время, непрерывное образование, возможность проектировать образовательные маршруты и так далее. Владение информационными технологиями становится в современном мире в один ряд с такими качествами, как умение читать и писать,
На современном этапе одним из требований времени является необходимость эффективного использования информационно-коммуникативных технологий для формирования единой информационной среды сферы образования. Сегодня мы вам представляем свой опыт работы по применению мобильного приложения Chatter Kids в образовательном процессе. Данное приложение не требует вложения особых финансовых затрат, покупки дорогостоящего оборудования. Для применения данной технологии не нужно проходить специальные курсы повышения квалификации. Достаточно иметь под рукой планшет или смартфон. Чтобы скачать данное приложение, на iPhone подключение в App Store, для Android в Play Market. Дети это приложение осваивают очень быстро и с удовольствием используют его в различных видах деятельности. Например, Chatter Kids используем при проведении с детьми утреннего и вечернего круга, где дети инициируют выбор объекта, который становится центром процесса оречевления. Поддерживаемая взрослыми детская инициатива в поиске ответа на вопрос «Кто сегодня будет говорить?», «Кому поможем заговорить?», как правило, определяется главной темой дня или недели. Это могут быть объекты как по плановым темам, например, времена года, животные, профессии, так и ситуативно подходящие к учебной задаче. Игрушки, буквы, предметы окружающей обстановки, быта. Данное приложение помогает детям в развитии речи. Происходит активизация речевого словарного запаса, развитие монологической, диалогической речи, формирование навыков самоконтроля, потому что на этапе работы с приложением Chatter Kids ребенок может прослушивать и контролировать, делать оценку собственной звучащей речи, может после этого вносить изменения, сделать акцент на правильности произносимых звуков, исправить их в речи и снова записать. Используя мобильное приложение, мы можем помочь ребенку формировать планируемые функции речи, то есть последовательность высказываний, что сначала, что потом. Развивает эмоциональную, интонационную выразительность, то есть если ребенок озвучивает медвежонка, то одним голосом, если зайчонка, соответственно, другим. Chatter Kids развивает фантазию и творчество. Ребенок может придумать для своих героев какую-то интересную историю, а эти навыки можно использовать в коррекции речи и учителем-логопедом. Мобильное приложение используем на занятиях по ознакомлению с художественной литературой. Прочитали сказку или другое какое-то произведение про того же Колобка или Медведя, навели планшет на иллюстрацию или игрушку, сфотографировали и озвучили от лица ребенка этого героя. Chatter Kids применяем в театрализованной деятельности и в изобразительном искусстве. Например, нарисовали дети рисунок свой, навели на объект и озвучили. Интересно? Для ребенка, мне кажется, да. Например, девочки очень любят озвучивать своих принцесс, а мальчики – роботов. Мобильное приложение используем на занятиях по формированию элементарных математических представлений. Например, при ознакомлении детей с геометрическими фигурами озвучить круг или квадрат и от лица геометрической фигуры знакомить детей с ее формой, цветом и свойствами. Или при обучении счету, например, поспорили две цифры 8 и 9, какая из них более значима и главнее. На музыкальном занятии можно услышать от инструмента свою историю, где и когда он был создан и кем изобретен, которая была озвучена при помощи Chatter Kids. А на физкультурном занятии дети могут сами решать, какой предмет сегодня будет им давать задание – скакалка или мяч. С Chatter Kids можно поиграть и в эмоциональном центре, и в центре активности, и в центре книги. При участии в акции «Неделя добра» дети изготовили своими руками поделки «Цветик-семицветик» для пожилых людей и озвучили для них добрые пожелания через приложение Chatter Kids. Каждый год перед Новым годом, когда мы проводим акцию «Сбереги елочку», дети выходят на улицу и с помощью Chatter Kids агитируют людей беречь природу. В рамках Уральской инженерной школы в детском саду проводилось мероприятие «Совет
предпринимателей городского округа, где наши дети были спикерами и учили взрослых пользоваться этим приложением для озвучки поздравительных открыток для родных и близких. В рамках проекта «Путешествие в Арктику» дети создавали с помощью 3D-ручки фигурки Умки и его друзей для мультфильма и озвучивали их. Предлагаем вам познакомиться с последовательностью этапов работы приложения Chatter Kids. В преддверии новогодних праздников дети озвучивают новогодние пожелания от имени Деда Мороза для своих родителей. Приглашаем посмотреть видео. Так, видео не видим. Вашего видео нет. Да. Так, видео, смотрите, коллеги, когда вы приходите в интернет, в Zoom, да, нужно все видео размещать в YouTube. Пожалуйста, и у нас очень ограниченное количество, 10 минут. Пожалуйста, коллеги, давайте соблюдать регламент. Очень содержательные выступления, очень интересные. Скажите, можно всем прямо сегодня скачать, можно использовать, да? Да, можно скачать и использовать. И хотелось бы закончить, что таким образом данное приложение можно использовать не только в образовательном процессе, в дошкольном образовательном учреждении, но и в кругу семьи, дома, так как смартфоны и планшеты есть у всех. Да, спасибо вам за такое. Спасибо за внимание. Спасибо большое, коллеги, наши свердловчане, за новое открытие. Коллеги, вы знали, что есть такое приложение Chatter Kids? Кто уже использует? Первый раз, да, слышим? Я первый раз слышу. Пожалуйста, берем на вооружение. Может, кто-то использует наш из республики? Все молчат. Я думаю, что сегодня мы сделали открытие и мы вооружимся еще одним инструментом в своей работе. Да, коллеги? Спасибо огромное. Наши дорогие свердловчане за такой шикарный контент. Пожалуйста, у нас с вами это научно-практическая конференция. Готовьте доклады, статьи, не просто слизываем с интернета, а пишем своими словами, ссылками. Сегодня мы с вами будем учиться и научной деятельности, да? Мы с вами будем уже оформлять сборник, коллеги, да? Пожалуйста, готовьте заранее. Сборник у нас будет примерно в январе будем верстать. Вот, пожалуйста, новогодние каникулы, пожалуйста, есть время посидеть со статьями. И вот это все вы должны грамотно, все правильно оформить. Пожалуйста, дорогие свердловчане, в таблице нашей, в нашей таблице, вот где Google таблица в чате, да, разместите, пожалуйста, все свои презентации. Если вам трудно в Google разместите в Яндекс.Диск или Mail облако. В облака загрузите, пожалуйста, ссылочку. Хорошо? Чтобы мы с вами все увидели, скачали этот лист и пользовались. Так, также у нас идет прямой эфир. Вы потом можете все пересмотреть на канале YouTube. Так, сейчас у нас очень просит детский сад «Колокольчик». Так, просим прощения, надо к детям идти. Так, пожалуйста, кто это у нас детского сада «Колокольчик», пожалуйста, быстренько выступите и можете идти к деточкам. Мы немножко перестановочку сделаем, хорошо? Угу. Да, спасибо, впервые услышали. Так, кто у нас детского сада «Колокольчик» сейчас просит? Людмила Александровна, пожалуйста. Людмила Александровна. Детский сад «Колокольчик», пожалуйста. Вы где? Так, кто-то не отвечает. Так, просили сейчас. Так, в Google документе мы все, пожалуйста, докладчики. Так, и сейчас у нас по регламенту уже мы с вами опаздываем на целых 25 минут. Коллеги, максимальная просьба сокращаться. Самое основное. Так, слово предоставляем Соломенник Ирине Викторовне, учителю логопеду МАДО номер 43, из того же, да, знаменитого нашего детского сада, видите, детский сад номер 43. Какие результаты, какие успехи, какие молодцы. Коллективом всем принимает участие по теме лаборатории звука, ресурсы познавательного исследовательского проекта в работе с дошкольниками. Пожалуйста, Ирина Александровна,
огромная просьба максимально кратко. За 5 минут сможете уложиться? Постараюсь. Да, пожалуйста, постарайтесь. Спасибо. Лаборатория звука. Коллеги, я хочу вас привлечь внимание к тому, что мы сейчас уже все в лаборатории звука. Несмотря на то, что сегодня Светлана Викторовна уже рассказывала, мой руководитель, как здорово в среде детского сада «Малыш», сколько у нас кванториум. Вот в один из кванториумов и в одной из лабораторий мы сейчас можем с вами очутиться все вместе. Оглянитесь и прислушайтесь вокруг себя. Что вы слышите? Какие звуки вокруг себя вы ощущаете. И вот этот факт, окружение звуковое нашего мира, стал основой для работы с детьми, кстати, которые у нас занимаются в логопедической группе, это дети с нарушениями речи. И мы посмотрим, как сегодня кванториум и лаборатория звука помогла поработать и в плане решения цифрового образования, и в плане коррекции речи. Итак, есть несколько фактов, которые подтверждают, что направление звукового развития – это на сегодня один из таких ресурсных направлений, которые помогают как в развитии нормотипичного, так и особого ребенка. Наша структура работы выставлена примерно вот в такой схеме. Это тогда у нас, коль мы по времени ограничены, находится вот в такой иерархии. Эта тема, конечно, для отдельного разговора тогда будет. Вся основа лаборатории звука накапливается посредством больших наблюдений, которые мы с детьми берем из окружающей среды, из просмотра специальных мультфильмов, из экспериментирования, из наблюдения за звучащими объектами и предметами, которые находятся в наших кванториумах, которые находятся за пределами детского сада, среди экскурсий, дома, на экскурсиях, партнерские проекты и предприятия нашего города, района, например, в студию, телестудию городскую или в мебельный цех нашего города. Вот такие накопленные результаты, которые касаются именно впечатлений, ощущений, становятся базой для последующих детских выводов. И в структуре получается, что дети могут уже дифференцировать, что есть звуки природные, музыкальные, речевые, а также технические звуки. При этом мы накапливаем опыт и делаем выводы по поводу звуков. Как мне сказала одна мама, это же почти физика, это же почти школьная программа, но тем не менее дети достаточно свободно владеют и дифференцируют, что звуки могут различаться по высоте, громкости, тембру, полетности и так далее. Мы с детьми имеем возможность и знаем, как рассказать о наших наблюдениях, поделиться с другими друзьями, с ребятами, используем Google формы и сайты для того, чтобы представить проект. А дальше то, что касается цифрового контента. Вот то, что мы с вами понаблюдали, мы с вами постарались уложить с ребятами, те, которые занимаются не только в логопедической группе, но и в студии «Наукоград», совершенно в другую форму. Что получается? Дети, которые наблюдали и видели музыкальные инструменты, видели и понимали, дифференцировали их характеристики по звучанию, попробовали смоделировать в трехмерной среде подобие музыкальных инструментов, только с другими характеристиками. Дальше вот этот, то, что модель получается, они попробовали. Есть демонстрация экрана? Нет? Только на первом слайде остановились. Ага. Ну вот я-то на себя уже все посмотрела, у меня уже все прошло. Тогда смотрите, сейчас я просто продемонстрирую. Вы просто остановите демонстрацию еще раз. Давайте. Пробежитесь по слайдам. А знаете, я сейчас просто сделаю что? Вот хочу показать, коль у меня там, наверное, вообще полминутки осталось, да, я покажу, вот посмотрите, вот это вот что такое, да? Это у нас, по сути, прототип был музыкальный инструмент, коробочка, да, из музыкального зала, шумящий инструмент. Дети смоделировали в трехмерной среде и получили с другим звуковым содержанием, с другим звуковым контентом новый музыкальный инструмент. Далее взяли, смоделировали в трехмерной среде с использованием технологии TRIS новый инструмент, который сочетает функции и признаки юлы и шумового инструмента. А вот этот совершенно удивительный инструмент, который понятно, что всем по форме называется маракас. Дети могут не просто его моделировать и распечатывать, но и, используя наполнение различной
различное наполнение, различного объема, могут экспериментировать со звуком, создавая новые звуковые эффекты. И таким образом у нас с детьми родился новый, совершенно другой цифровой музыкальный оркестр, который решает задачи как звукового восприятия, как цифрового воспитания, овладения цифровых компетенций детьми. И в целом все это укладывается в структуру лаборатории звука, которая не останавливается на своем пути. И в следующих проектах, которых сегодня еще коллеги мои расскажут, конкретно это проект «Колокольчики», будет продолжение, можно будет посмотреть, какие практики еще мы используем с ребятками именно в развитии слухового восприятия, звукового восприятия в лаборатории звука. Я благодарю, я думаю, что я в 5-6 минут уложилась по вашей просьбе. Все, огромное спасибо, очень интересный опыт, лаборатория звука. Вот я смотрю, ваш коллектив находится в режиме вот эксперимента, да, вы работаете? Да. Да, очень глубокая, большая работа ведется. Сейчас у нас еще выступит двое коллег из детского сада, да, вашего данного детского сада из города Свердловска. Так, большое спасибо вам. Но у вас очень интересно, действительно, очень, инновации, конечно, у вас очень интересные. Так, сейчас мы слово предоставляем Акуловой Елене Владимировне, воспитателю МАДО тоже номер 43 «Малыш» города Сухого Лог. Детский и познавательно-исследовательский проект лаборатории цвета. Вот мы с вами сейчас увидели лабораторию звука, сейчас мы с вами услышим лабораторию цвета как опыт для реализации междисциплинарного STEM-проекта «Изучаем окружающий мир на основе технологии компьютерного 3D-моделирования лигограмм, да? Лигрогейм. Да. Так, пожалуйста. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада всех приветствовать. В нашем детском саду, как уже говорила Светлана Викторовна, действуют мини-кванториумы. И вот сегодня на одном из них я остановлюсь. Это работа в кванториуме IT-кванториума. С реализацией модели мобильного обучения Mobile Learning. Одно мобильное устройство и ребенок один. С апреля 2018 года мы реализуем как раз вот дополнительную общеразвивающую программу, играем и моделируем в Лигрогейм. Автор Молодникова Алена Валерьевна, фамилия которой уже много раз сегодня звучала, и она еще более подробно позже расскажет о своей программе. Программа основана на новые стандарты в сфере инженерного образования CDI, и программа реализует STEM-подход, включает в себя инженерию, технологию и математику. На базе программы мы с ребятами реализуем различные проекты. В процессе реализации у детей формируется умение создавать различные модели в сфере 3D Лигрогейм с использованием схемы моделирования, то есть ТРИС. Программа Лигрогейм, чем она замечательна, чем хороша, что она адаптирована конкретно для дошкольного образования. Да, извините, я про слайды забываю. Вот. Будем так. Видно презентацию? Все хорошо? Да, все видно. Спасибо. Итак, продолжим. Программа состоит из 3 модулей, и дети не сразу погружаются в цифровую среду, а на первом модуле мы изучаем окружающий мир на основе изучения предметов и признаков этих предметов. Для того, чтобы они были не просто замечены ребенком, а чтобы стали импульсом к его познавательному развитию, дети во время различных этих экспериментов и выполнения заданий находятся не в позиции зрителя, а в позиции исследователя. То есть они исследуют, они проводят эксперименты и делают сами выводы. Это очень важно. По задумке автора программы, учитывая, что ведущая деятельность у дошкольников – это все-таки игра, в программе за каждый признак отвечает определенный персонаж, с которым мы с ребятами играем. Но так как
я сегодня останавливаюсь на таком признаке, как цвет, то мы с ребятами познакомились с хамелеоном, да, почему с хамелеоном и почему он отвечает за признак цвет, наверное, объяснять не нужно, да, то есть хамелеон умеет изменять цвета, и поэтому вот в программе он отвечает за такой признак, как цвет. Мы с ребятами играли в цветных хамелеончиков, очень нравится ребятам эта игра дидактическая, когда они прячут разноцветных хамелеончиков на окружающих предметах в групповом помещении или где-то еще, даже на улице это можно сделать, и таким образом исследуют этот признак, получают более подробную информацию о нем. Это же свойство хамелеона преобразовано в веб-приложении, которое так и называется «Хамелеон». Используя это веб-приложение, мы с ребятами играли точно так же цветных хамелеончиков с объектами, которые нас окружают. На данном этапе у детей развиваются исследовательские компетенции и навыки логического мышления. Конечно, хотелось бы остановиться подробнее, но так как время ограничено, останавливаться на этом приложении не буду. Может быть, потом как-то будет возможность более подробно рассказать об этом приложении. Сегодня я хотела бы остановиться на проекте, который мы реализовали с ребятами старшего возраста. Это природная лаборатория цвета. Это долгосрочный проект. В ходе проекта, в процессе увлекательных опытов и экспериментов мы с детьми проводили различные простейшие физические эксперименты, такие как какого цвета солнечный луч, радуга. В группе мы тоже пытались с ребятами радугу сделать, и у нас это получилось. Опыт хроматография цвета, то есть раскладывали цвета, смешивали цвета различные. Для ребят это стало настоящим открытием. И пришли к такому выводу, что вот это разнообразие цветов и оттенков можно использовать в своей продуктивной деятельности, например, когда рисуем мы, да, и от этого работы становятся ярче, насыщеннее, потому что в них используется различная палитра оттенков. Дальше, когда мы с ребятами, у нас так получилось, наступило тут лето, и многообразие красок вокруг побудило нас выйти на улицу и поиграть с нашим хамелеончиком на улице. Мы точно так же исследовали цвет с ребятами в окружающем мире, в природе. Увидев на огороде нашем, как зреют ягоды, мы решили разобраться, увидели, что цвет-то в природе изменяется, что если мы смотрели, когда в детском саду исследовали, что предмет, он имеет определенный цвет, а в природе нет, что цвет изменяется. И увидев, как зреют ягоды на нашем огороде, мы решили разобраться, какую же информацию несет цвет в живой природе. На примере плодово-ягодных растений мы сформулировали проблему. Если мы будем уметь расшифровывать информацию, которую природа передает нам с помощью цвета, то это поможет сохранить наше здоровье. Таким образом, цель нашего проекта – исследование значений цвета в жизнедеятельности плодово-ягодных растений и создание 3D-моделей процесса созревания ягод. Новизна нашего проекта заключалась в использовании технологии 3D-моделирования. Практическая целесообразность состоит в возможности использования результатов проекта в своей игровой и познавательной деятельности. На первом этапе мы продумали с ребятами ход нашей исследовательской деятельности, определили вопросы, которые нас интересуют, проводили различные беседы, читали художественную литературу, смотрели различные фильмы, презентации по этой теме, о том, как же зреют ягоды, те, которых у нас нет на нашем огороде. Ребята дома с родителями тоже точно так же наблюдали за теми ягодами, которые растут у них дома на огороде. То есть у нас такой был охвачен в этом проекте, были все, и родители, и дети, и педагоги.
Во время второго практического этапа проводили целенаправленное наблюдение на территории детского сада с помощью камеры и веб-приложения «Хамелеон». Находили ягоды с разнообразной цветовой гаммой и после анализа собранной информации пришли к такому выводу, что за период созревания ягода постепенно изменяет цвет от зеленого до яркого, насыщенного красного. Хорошо, хорошо. Да. Рисовали, постоянно изменяя цвет. И мы участвовали в ходе наблюдения, участвовали в трудовой деятельности, создавали условия для роста ягод, закрепляли свои знания в дальнейших дидактических играх, в продуктивной своей деятельности. Ну и, конечно, вели дневники наблюдения. По результатам наблюдения мы составили цветовую такую ленту с ребятами, придумали и создали цветовую ленту, в которой мы как бы все цвета, которые происходят изменения, как происходит изменение цвета с тем, как созревает ягода. Дальше, чтобы рассказать о том, что мы узнали другим ребятам и с малышами, мы решили создать эти ягоды, поэтому мы их в программе смоделировали, создали, распечатали на 3D принтере, и у нас вот такие ягоды получились. Уже с этими ягодами мы потом пошли к ребятам, к малышам, рассказали им, как зреет ягода, показали, рассказали, можно ли есть ягоду, которая еще не созрела и так далее. Малыши были тоже в восторге. А еще с нашими ягодами мы с ребятами создали игру-ходилку «Ягодная лукошка». Взяли поле, и в ходе игры ребята собирают в лукошко те ягоды, которые сами создали. То есть мы, получается, узнали многое и получили продукт своей деятельности. Ребята использовали этот продукт дальше и в сюжетно-ролевых играх угощали кукол ягодами этими же, с игрой ходилкой, в игре ходилки использовали и могли показать и рассказать другим ребятам о процессе созревания. Как интересно. В ходе проекта у детей сформировались навыки исследовательской, познавательной деятельности, цифровые навыки в процессе сбора и сохранения информации и умение обобщать полученные результаты в виде практического пособия. Спасибо за внимание. Ой, спасибо за такой шикарный опыт. Вообще, на самом деле, вот эта программа, да, вот эта программная среда Лига Грейм, вот сейчас Алена Валерьевна будет выступать попозже, да, и вот мы видим вот эту экспериментальную, как проходит апробация данной программной среды. Вы видите, какие возможности, коллеги. Согласны? Да, очень большие возможности. Да, очень большие возможности. С детьми, как ягоды, цвета, да, звуки, да, вот как ягоды, вот даже моделировать, это как интересно. Свои продукты дети получают, да, изучают вместе, вот их разные опыты проводят, да, это вообще настолько очень богатая лаборатория, да, у Алены Валерьевны, вот то, что вот ее продукт. Так, сейчас мы еще с одним опытом. Вот колокольчик как раз говорили, да, коллеги из Свердловской области нашей. Пожалуйста, сейчас давайте прослушаем Унисихину Юлию Геннадьевну, педагога дополнительного образования из МОДО номер 43. Теперь мы с вами будем очень близко знакомы, уже с коллективом совсем, да, по теме колокольчики, этапы проектной деятельности детей старшего дошкольного возраста на основе моделирования 3D-моделирования Лига Гейм. Так, Гейм, пожалуйста, максимально кратко, самое основное, коллеги, пожалуйста, сокращаем, нас уже люди ждут, мы задерживаем уже наших коллег, которые зашли, да, возможно, у них всех работа. Пожалуйста, большая, огромная просьба, просим прощения, то, что немножко мы не улаживаемся, друг друга не будем задерживать. Буквально 5-7 минут, самые основные моменты. А остальные презентации, пожалуйста, огромная просьба разместить либо в Google презентацию, либо в облака и разместить в нашей таблице в общей. Все выступающие, пожалуйста. Добрый день. Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию один из примеров организации проектной деятельности на основе технологии 3D-моделирования, о которой уже говорили, в Лига Гейм, автора и разработчика Алены Молодняковой. Я в полноэкранный режим не буду переходить. Посмотрите, листается.
Да, листается. Спасибо. Поводом, как уже говорила Ирина Викторовна, послужил цикл наблюдений за звуками окружающего мира. И вот этот проект «Колокольчики» — это как бы один из подпроектов нашей большой лаборатории звука. И в объектив наших наблюдений попали звуки природы, технические, конечно же, музыкальные. В нашем детском саду есть коллекция колокольчиков из разных городов нашей России. И ребята подметили, что нашего колокольчика из города Сухой Лог в этой коллекции нет. Поэтому целью нашего проекта стала разработка модели колокольчиков с разными звуковыми эффектами на основе приемов фантазирования и игровой технологии 3D-моделирования в Ligra-Game. В итоге дошкольники могут классифицировать звуки различного происхождения, используют приемы фантазирования ТРИС для создания нового объекта с новым техническим результатом и используют навыки проектирования и реализации проекта на основе 3D-печати. Новизна проекта состоит в том, что на всех этапах реализации его используются цифровые ресурсы и алгоритм детской деятельности, как говорила Елена Владимировна передо мной, проходят 4 этапа, которые соответствуют жизненному циклу создания продукта по международным стандартам, по международным инженерным стандартам качества CDI, то есть 4 этапа: создавай, придумывай, создавай, моделируй и играй. Это на детском языке. И как говорилось уже, согласно концепции данной технологии, ребенку помогают описать предмет друзья-персонажи. За каждый признак отвечает свой персонаж. Осьминог за форму, хамелеон за цвет, слон за размер и так далее. Птичка отвечает за звук. То есть и ребенок в игровой форме знакомится с информационными признаками любого объекта, который его окружает. Погружение в тему проходило в разных видах деятельности. То есть ребята изучали характеристики и признаки предмета колокольчик, существующих колокольчиков на предмет части объекта, форма его, цвет, размер, материал и как вот эти вот характеристики влияют на его звук, как извлекается звук, как материал влияет на звук. Так как наши колокольчики, коллекция вся из разных городов, мы с ребятами решили создать карту, чтобы на карте отыскать этот город, посмотреть, как он далеко от нас находится, и отметить на карте знаком, что у нас из этого города уже есть колокольчик. Итак, первый этап по созданию колокольчика – это этап «Придумывай». На данном этапе прототипом будущего объекта стали наши колокольчики из коллекции. И ребята изучили данные прототипы и охарактеризовали его, что это музыкальный инструмент, состоит и он из каких частей он состоит, что обязательно должна быть часть язычок, за счет которой происходит извлечение звука. И после этого создали, вот здесь вот вы видите фотографию, заполнили схему, морфологическую матрицу, где друзья встретились, они опять же с друзьями лягрёнка, который отвечает за признаки, и определили признак каждой части данного колокольчика. То есть из какой формы можно сделать корпус, из какой формы можно сделать ручку, из какой формы можно сделать юбочку. И опираясь уже на данную схему, можно моделировать колокольчик. Но изобретательская часть наших детских практик проходила с использованием ТРИС-технологии. Мы конкретно вот здесь в данном проекте использовали прием замены части корпуса. То есть детям предлагалось убрать формы
которые они выбрали для моделирования колокольчика, и выбрать из кейса признаков другие формы. И попробовать представить, как будет выглядеть колокольчик уже с новыми формами. Так, простите, пожалуйста. Алена Валерьевна, вы готовы? Здравствуйте. Алена Валерьевна зашла? Здравствуйте. Да. Сейчас мы слово вам предоставим. Да, немножко, коллеги, просим прощения. Да, мы немножко как раз вот мы закончим вот этот блок. Да, вот Алена Валерьевна сейчас нам позже расскажет, чуть-чуть. Сейчас 12:50. Пожалуйста, завершайтесь, да? Юлия Геннадьевна. Да. Кратко, быстренько завершаем. И сейчас Алена Валерьевна подведет итог, и мы с вами слово предоставим. Затем, пожалуйста, подготовьтесь, Самсонова Ольга Юрьевна из просвещения, да, вот, пожалуйста, просим прощения за задержку. И Клокова Екатерина Константин, наши гости. Так, пожалуйста, вот сейчас сократитесь, пожалуйста, да, Юлия Геннадьевна. И Алена Валерьевна нам сейчас сделает как бы такое вот обобщение, да, как раз по этой теме. И далее, значит, на основе вот этой знаково-символической карты ребята переходят в моделирование, на этап моделирования. Здесь они встречаются также с друзьями Легренка. В галерее осьминога выбирают формы, которые они выбрали для моделирования в схеме, изменяют размер по 3 величинам, перемещают их относительно друг друга в пространстве, выбирают цвет для каждой части и используют приемы математического моделирования на геометрических объемных телах. Далее эти части смоделированные, они соединяют для того, чтобы получился цифровой объект, 3D-объект, колокольчик. Далее они сохраняют в формате STL для 3D-печати. И на этапе создания ребенок знакомится с современными способом производства, аддитивными технологиями, которые на сегодняшний день очень широко используются во всех областях. Далее реализованные объекты, вот сейчас на фотографии вы видите, на верхней фотографии, это колокольчики, которые сделаны, смоделированы по прототипу, и колокольчики, которые были смоделированы с использованием 3D-приемов. Также на фотографии видно игру-ходилку, которую также дети смоделировали и распечатали. Сокращаемся. Давайте, Алена Валерьевна. И используем в игровой деятельности, которая оснащена QR-кодами и цифровыми загадками. Данный проект стал победителем юбилейной региональной научно-практической конференции дошкольников. Спасибо за внимание. Шикарный проект. Очень мало, к сожалению, времени, да. Вообще, конечно, в следующий раз мы будем делить на 2 группы, давать больше времени. Просим еще раз прощения. Вообще, конечно, мы просто в восторге, восхищении. Алена Валерьевна сейчас как раз нам расскажет. Сама, вот давайте слово предоставляем Молодняковой Алене Валерьевне, доценту кафедры ППО НГСПИ, РГППУ, директору ООО Асфантера, автору-разработчику проекта Лига Гейм, ООО Асфантера. Так, пожалуйста, по теме компьютерный игровой комплекс Лига Гейм. Сейчас как раз Алена Валерьевна как раз расскажет нам о своей программной среде, вот о том, что вот ее создание. Вы сегодня с вами увидели, да, практику живую использования данного игрового комплекса в работе уже в ДОУ, да, в образовательных, дошкольных образовательных организациях. Мы с вами сегодня увидели и лаборатории цвета, и лаборатории звука, каких только нету, действительно. Неужели, Алена Валерьевна, вы все это сами придумали? Просто у нас слов нет вообще. Это вообще вы такой гениальный человек, изобретатель. Скажите нам, пожалуйста. Спасибо огромное. Приветствую всех участников конференции. Хотела поблагодарить своих коллег, партнеры. Это наши партнеры, детский сад номер 43 «Малыш» из города Сухой Лог. Дело в том, что эти проекты, это были темы, которые инициированы и разработаны самими педагогами. То есть мы дали лишь им инструмент, среду, модель обучения, а вот все содержание, которое вы видели, это как раз разработки специалистов. То есть это высокий уровень профессионализма. И этот детский сад замечателен тем, что он является дважды
победителем на получение гранта в рамках губернаторской программы «Уральская инженерная школа». То есть они вот свое направление муниципального центра по раннему инженерному образованию реализуют на 200%. То есть они проявили инициативу, когда проект еще находился в стадии тестирования, и у нас прошли все стадии, мы и тестировали, а с 2018 года мы разрабатывали, и вот совместно пришли к таким результатам. То есть их результат – это результат на уровне обучения, получения образовательных результатов, а мы совместно со специалистами вот в такой совместной методической работе спроектировали не просто продукт, а именно среду. То есть мы представляем это решение как учебные средства, и для того, чтобы 3D-моделирование внедрить на уровне дошкольного образования, для этого вот я представляла на конкурсе, федеральном конкурсе учебных средств, мы стали победителями в номинации «Интегрированные комплексные решения для ДО», и при этом мы показывали не просто продукт, а условия, то есть как зонировать эту среду, каким дидактическим наполнением, содержанием мы ее наполняем, чтобы эта технология могла быть реализована в процессе обучения. Потому что так как у нас реализуется модель 1:1, то есть один ребенок, один компьютер в дошкольном возрасте, мы не должны превращать учебную среду в класс информатики, да, где дети сидят за компьютером, потому что у нас по нормам дети могут заниматься в программе ЭВМ не более 10-15 минут, старше 5 лет. Поэтому мы должны обеспечить все виды деятельности, включая игровую, чтобы получить качественные результаты, которые экологичны возрасту. Поэтому наша среда составляет и зону лабораторной деятельности, где дети изучают свойства математических, геометрических тел, потому что они основа 3D-моделирования, проводят различные эксперименты. И я бы, вот чтобы не рассказывать, хотела вам сразу показать небольшой отрывок видео, чтобы вы увидели, как это в реальном режиме на базе кабинета 3D. Мы показывали открытый семинар, сейчас я переключу, как эта среда может быть реализована, потому что все коллеги смотрят презентации, им, конечно, это не так понятно, когда мы это можем увидеть. То есть пример, это другой детский сад «Голубок», они тоже являются муниципальным ресурсным центром по инженерному образованию, у них кабинет так и называется, 3D-кабинет. И вы видите, что здесь центры активности, у интерактивной доски у нас есть вот эта модель 1:1, компьютеры, и сейчас педагог демонстрирует, как она организует вот свободную игру, то есть дети выбирают различные центры деятельности, и тема всего занятия связана с тем, что мы проектируем мячик, то есть очень простой объект. То есть у нас все начинается с игры. И сюрпризные игры, интересные детям, где дети достают мячик и играют с признаками, отвечают на вопросы, из каких частей состоит этот мячик, а какой он формы. То есть все в занимательной, интересной для дошколят форме, включая подвижную деятельность, потому что нам важно, чтобы дошкольник двигался, чтобы у него включался эмоциональный интерес. Вы видите, что здесь примеры сенсорно-перцептивной деятельности, вот здесь пример головоломки, это эксперименты с оптическим эффектом, мы работаем с чертежом, узнаем, что у объемного тела есть проекции, и эти проекции мы как результат закрепляем в виде графических символов в чертеже. То есть это разнообразие практик, которые вот мы показывали на данном семинаре, позволяет увидеть, что входит вообще, да, вот, в технологию компьютерного 3D-моделирования. То есть это не просто работа с компьютером, а это разнообразные практики, которые детей знакомят и с понятием величины, и с понятием геометрических тел, с измерением. Но все это происходит на тех возрастных
дидактических моделях, которые доступны дошкольному возрасту. Вот, то есть это простейшие здесь были формы представлены, понятные всем педагогам, кто не знаком с технологией, потому что вы сейчас видели те проекты, которые уже реализованы на высоком уровне, то есть это заключительная часть, когда дети знают, умеют, владеют многими технологическими навыками, а чтобы к этому прийти, у нас идет богатый набор различных практик, которые позволяют детям уже осознанно использовать все инструменты, в том числе схемы и чертежи. Так, и в заключении, потому что я понимаю, у нас времени очень мало, просто пролистаю сейчас презентацию. То есть сама среда проектирования, о которой сейчас рассказывали педагоги, она включает детский интерфейс. И этот детский интерфейс связан с нашей дидактикой. То есть мы играли с хамелеоном, вот команда хамелеон. Изменяли размер, вот у нас эта команда реализована. И все эти файлы, все эти модельки мы сохраняем на 3D-печать или виртуальный проект. И само моделирование у нас предполагает, что дети знакомятся с признаками. И теперь эти признаки уже в виде команд реализованы в интерфейсе программы ЭВМ. То есть они умеют проводить исследовательскую практику, поэтому можно проводить и исследования, создание таких проектов, как лаборатория цвета или лаборатория звука. И вот на первом этапе у нас дети геометрические тела изучают вот в такой традиционной деятельности. То есть мы все геометрические тела, у нас 12 геометрических тел, распечатываем. Либо, если нет 3D-принтера, берут элементы конструктора педагоги и проводят различные практики, обследования, чтобы детки узнали свойства объемных тел. Ну вот примеры изучения команд. То есть это целая практика, как дети знакомятся с электронной средой и нарабатывают исследовательские навыки. Вот. И таким образом мы знакомимся с 3 видами 3D-технологий. Это 3D-моделирование, 3D-печать и виртуальные технологии. И сама практика, сама программа, она состоит из 3 модулей. То есть первый этап, когда дети у нас учатся играть с этими признаками, использовать схемы, изучают команды. Потом они создают простейшие проекты с каждой формой. И вот то, что вы видели, это уже реализация. Второй год обучения, когда дети могут развернутые проекты делать. Вот пример развернутой проектной деятельности по теме гусеница. То есть мы можем на основе этой технологии реализовать как проекты по естествознанию, изучать объекты живой природы, явления различные, связанные с живой природой, так и технические, потому что вот такие проекты, как лаборатория звука, это проект технический, потому что мы брали какой-то объект, его изменяли, получали новый объект с новой функцией. Ну вот различные примеры практик, потому что мы акцент делаем на математику и на вот это все проводим через различные опыты, потому что в дошкольном возрасте не определено там, да, чтобы детки изучали 12 геометрических тел и имели в своем словаре такие термины, как шестигранная призма, тор. То есть это все мы в игре, в экспериментах с детками изучаем, определяем, что объемное тело имеет проекции геометрические, проводим другие практики и получаем уже вот такие результаты, которые сейчас продемонстрировали наши специалисты из детского сада номер 43 «Малыш». У нас есть программа повышения квалификации, которая вот сейчас у нас в процессе идет. У нас на следующей неделе заканчивают первые студенты. Она так и называется «Развитие STEM-компетенций детей в условиях компьютерно-игрового комплекса». Это программа Московского городского педагогического университета. Вот для всех, кто заинтересовался, потому что я представляю продукт, этот продукт состоит из лицензии на программу ЭВМ и дидактического наполнения. И дидактическое наполнение очень разнообразное. У нас есть сертификаты из конкурсов дизайна за эксклюзивный дизайн.
включает 32 наименования, и они все обеспечивают разные формы деятельности с детьми. Вот здесь мои контакты. То есть все, кто заинтересовался, потому что у нас реализуется и форма сетевого взаимодействия, то есть мы поддерживаем своих партнеров, методически им помогаем, даем им возможность новыми разработками пользоваться для обучения. И то есть на все вопросы, то есть у нас разные есть формы взаимодействия, мы взаимодействуем с 2 университетами и с различными технологическими компаниями и нашими детскими садами, то есть можете писать, смотреть нас на сайте, мы входим в реестр лучших российских производителей средств обучения и воспитания по результатам конкурсного отбора, вот, и рады нашим новым партнерам, потому что это все работает на обеспечение высокого качества образования, российского, потому что у нас отечественный продукт, все наполнение, начиная с программного обеспечения до дидактики, это не заимствованные практики, это именно те практики, которые связаны с традицией отечественного обучения, то есть у нас есть элементы ТРИС-технологий, элементы я, наверное, думаю, что все педагоги знают метод наглядного моделирования Леонида Абрамовича Венгер, который описал его именно в контексте знаково-символического моделирования, то есть мы проводим аналогии между этим методом, то есть это продолжение нашей отечественной традиции, накопленной в области педагогики и психологии. Вот, поэтому мы предлагаем нашим учреждениям поддерживать эту традицию, поддерживать производителей российских производителей средств обучения и воспитания. Если есть вопросы, пожалуйста, пользуясь случаем, я отвечу на все вопросы. Хорошо. Так, дорогие коллеги, вот перед вами готовый продукт, да, для решения всех задач в ГОС и современного образования на очень высоком профессиональном уровне. Пожалуйста, обращайтесь к Алене Валерьевне. Можно тоже взяться за реализацию внедрения вот данной программной среды. Вы видели, насколько это действительно очень высокий уровень. Да? Алена Валерьевна, огромное вам спасибо за такую колоссальную работу, за такой огромный вклад в развитие нашего дошкольного образования в области именно информационных технологий. На самом деле это вообще то, что вы сегодня показали, продемонстрировали, да, коллеги из детского сада с города Свердловска, да, номер 43. Вообще мы вообще восхищены вашей работой. Какие вы молодцы. Поэтому я думаю, что в нашей республике найдутся желающие и присоединятся к апробации данной программной среды. Да, коллеги? Я думаю, что сегодня все увидели, услышали. Мы еще будем тоже давать рекламу, Алена Валерьевна. Огромное вам спасибо, огромное вам спасибо и глубочайший вам поклон за такую, вообще, за такую грандиозную работу. Спасибо большое. Здоровья, успехов, дальнейших творческих успехов и новых творений, интересных решений инженерных. Отлично. Ждем вас в качестве партнера. Да. Будем присоединяться, коллеги. Согласны? Напишите, пожалуйста, в чате плюсики. Пожалуйста, коллеги, напишите плюсики. Так, я думаю, что все вообще, все в восторге, да, вот от такого продукта. Отечественный продукт, который уже рекомендован. Да, замечательный продукт. Наши коллеги пишут, ставят плюсики. Так, а сейчас у нас, к сожалению, очень мало времени, да, вот. В следующий раз мы будем делить уже секцию на две секции. Я уже все сказала коллегам, все вот так, ужиматься людей, вот так зажимать тоже не будем, да? Так, а сейчас мы слово предоставляем Самсоновой, почему-то Ольге Юрьевне, да? Добрый день, уважаемые коллеги. У нас просто небольшая замена. Я тоже являюсь методистом-экспертом группы компании «Просвещение». Зовут меня Оксана Владимировна Зубаирова. Вы меня слышите хорошо? Да, слышим. Скажите, пожалуйста, видна ли моя презентация? Видна. Посмотрите, пожалуйста. Слово. Очень нужная, актуальная тема. Учителя начальных классов. Цифровые ресурсы для современной начальной школы. Из издательства «Просвещение». Так, пожалуйста, Оксана. Добрый день, уважаемые коллеги. И сегодня я слушала очень внимательно наших коллег из дошкольного образования. Я, конечно, еще раз убеждаюсь, что
в начальную школу приходят дети, которые другого поколения, дети, которые уже включены в цифровые технологии, и, конечно же, этот процесс продолжается в начальной школе. Итак, уважаемые коллеги, сегодня, говоря о ключевых приоритетных направлениях в образовании, мы можем выделить следующее. Это единый стандарт образовательного пространства, единство учебной и воспитательной деятельности. Вторая составляющая – это развитие личностных качеств для адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды и, конечно же, безопасное использование цифровых технологий. И вот именно о цифровых сервисах сегодня пойдет речь. Нормативная база, которая регламентирует использование информационно-коммуникационных технологий на слайде, и в частности, если мы заглянем с вами в обновленный стандарт 2021 года, то здесь требования к рабочей программе следующее, что рабочая программа должна включать тематическое планирование с указанием количества академических часов на тему и возможность использования по этой теме электронных цифровых образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическим материалом, соответствующими законодательству Российской Федерации. А также здесь же мы видим положение, в котором прописано, что библиотека организации должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана. И вот мы, как издатели, в общем-то, делаем все для того, чтобы для вас, уважаемые коллеги, разработать эти цифровые сервисы, которые помогут спроектировать и реализовать образовательный процесс с учетом нынешних требований. И первый ресурс, о котором мне хотелось бы сказать, это банк заданий по функциональной грамотности. Сегодня, опять же, заглянув в стандарт, мы увидим, что впервые в обновленном стандарте зафиксировано понятие функциональной грамотности младшего школьника. Это умение решать жизненные задачи на основе тех предметных и метапредметных умений, которые ребенок получает на уроках всего учебного плана. И вот банк заданий по функциональной грамотности, который вам поможет организовать как урочную, так и внеурочную деятельность. В этом банке заданий вы найдете задания, которые сконструированы в структуре модели ПИЗа. Ну, скажете, начальная школа, причем здесь ПИЗа нам еще далеко. Но, уважаемые коллеги, если мы сегодня говорим с вами о формировании функциональной грамотности именно на уровне метапредметного планируемого результата, то тогда мы должны с вами действовать именно в структуре модели ПИЗа. Как устроено задание этого банка? Если вы посмотрите, то это различные ситуации, различных видов грамотности. И в основе, конечно, лежит читательская грамотность. Задание построено таким образом, что вы можете видеть дидактическую карточку этого задания, в которой прописаны все умения, которые ребенок должен применить, решая данную жизненную ситуацию. И вот третий пункт в этой дидактической карточке как раз характеристика ситуации. Это основные блоки заданий модели ПИЗа. Компетентностная модель, что конкретно ребенок, какие компетенции здесь формируется, содержательная модель и контекстная модель. Также учитель получает в свое распоряжение в электронном виде пособие, из которого взята эта и ситуация. Ну и, наконец, сама ситуация. Итак, мы рассмотрим на примере читательской грамотности. Какие умения формируются и отслеживаются, контролируются в этом виде грамотности. Это умение извлекать информацию в явном виде, это умение делать умозаключения и выводы, собственно, на основе информации, которую ребенок прочитал, и, конечно же, решать учебно-познавательные задачи на основе той информации, которую он воспринял. Это не теоретические тексты, это тексты, связанные с ситуациями. И вот вы видите, первая ситуация, она связана с разделом биология, окружающий мир, водяной скорпион. Обратите внимание, что банк заданий построен таким образом, что вы можете использовать как электронное устройство и в цифровом варианте работать с этой ситуацией, так и можете распечатать. В правом верхнем углу есть принтер. Итак, дети знакомятся с ситуацией, а дальше первое задание, которое направлено на умение извлекать нужную информацию, соотносить ее с иллюстративной подачей и выбирать правильный ответ. Следующее задание направлено на то, как ребенок может на основе прочитанной информации делать собственные умозаключения. Он должен выбрать правильное утверждение, в котором говорится о внешнем виде водяного скорпиона. Следующее вид задания, которое также направлено на то, как ребенок умеет делать собственные выводы на основе прочитанной информации. Почему это насекомое обитает близко к поверхности водоема? Ребенок должен найти информацию, связанную с дыхательной трубкой. Оказывается, она не очень большой длины, поэтому этот водяной скорпион
обитает вблизи водоема. Коллеги, моя презентация видна, вы все видите? Листаются слайды? Напишите в чате, листаются слайды? Да, все хорошо, да? Спасибо. Что еще очень важно сказать, что в этих заданиях предлагаются такие умения, применение таких умений, как решение учебно-практических задач на основе информации. Взаимодействие с электронным устройством позволяет ребенку удержать интерес к учебной задаче. Работа с лирическими произведениями. Еще один цифровой сервис, который называется «Учим стихи». И педагоги начальной школы меня, наверное, поймут. Это действительно одно из сложных умений научить ребенка правильно воспринимать стихотворение, правильно его анализировать и заучивать. Это очень важно. Мы сколько много видели роликов в соцсетях, когда дети мучаются, да, пытаются механически запомнить, но у них ничего не получается. Ему трудно понимать стихотворение, если в нем много незнакомых слов. Ребенок механически заучит стихотворение, тратит на это много времени, и ему просто неинтересно. Так вот, мы предлагаем такой сервис, который будет полезен и педагогу. Это возможность подготовить интересный урок по поэзии, это возможность сделать тематическую подборку стихов и помочь нашим детям дома выучить правильно стихотворение. Что внутри сервиса? Это стихи по всей программе, школьной программе, более 300 стихотворений с 1 по 11 класс. Это иллюстрации каждому смысловому фрагменту. Это аудиобиблиотека профессионального прочтения, ведь очень важно слуховое восприятие. Это комментарии для пояснения трудных слов, не надо дополнительные источники справочной литературы. Это алгоритм заучивания, ориентированный на разные виды памяти. И, конечно же, методический анализ этого произведения. Вот как выглядит задание в этом цифровом сервисе. То есть вот мы, например, выбрали стихотворение в разделе «Времена года», стихотворение об осени Александра Сергеевича Пушкина. Мы видим сам текст, мы видим, что здесь можно распечатать этот текст, мы видим, что здесь сопровождается иллюстративным рядом, когда у ребенка есть возможность воспринимать этот текст и визуально. Здесь вы видите аудиосопровождение, где воспроизводится по определенным тематическим блокам и действительно профессиональное прочтение. И также возможность проводить словарную работу, кликая на непонятные слова, у вас тут же вот открывается окошко с объяснением, то есть все в одном сервисе. И следующий момент, который очень важен, это анализ произведения. Понятно, что педагог, естественно, знает методические алгоритмы работы с произведением, но когда ребенок это делает дома, заучив стихотворение, то это помощь нашим уважаемым родителям. Ну и непосредственно алгоритм заучивания. То есть это тот сервис, который поможет и педагогу, и родителю научить ребенка правильно работать с лирическим произведением. Этот сервис вы можете найти на нашем сайте группы компаний просвещения. Возможность попробовать бесплатный доступ на 5 дней, чтобы понять, нужно вам это или нет, у вас откроется, когда вы посетите раздел «Цифровые сервисы». Мы говорили о том, что сегодня нормативные документы, в частности, обновленный стандарт провозглашает единство учебной и воспитательной деятельности. И воспитательной работе сегодня уделяется огромнейшее внимание. И вот следующий сервис про воспитание, который поможет спланировать и организовать воспитательную работу на всех уровнях образования с учетом всех модулей примерной программы воспитания. Что получит классный руководитель? А начальная школа, педагог начальной школы и еще и классный руководитель. Воспользоваться готовым материалом для организации воспитательной работы в классе. Отслеживать воспитательные мероприятия в календаре школьных событий. Не нужно писать много бумаг, у вас все в электронном виде. Пройти самоанализ воспитательной работы, и этот раздел очень полезен для наших заучей, подготовиться к внеклассным занятиям с учениками и родителями. Прекраснейший раздел «Банк педагогических идей», где педагог получит актуальный сценарий по проведению воспитательных материалов. Это материалы для демонстрации, это различные 3D-изображения, это аудиофайлы, видеофайлы и возможность также добавлять свои собственные наработки. Ну вот возьмем модуль курс неурочной деятельности, мы отфильтровали по классам, и у нас здесь открываются различные виды занятий. Открываем, например, занятие «Красная площадь». Да? Здесь у вас видно раздел «Подготовка», что нужно сделать, чтобы подготовить это занятие, сам сценарий и материалы для проведения. Это презентация, это картинная галерея, это видеоматериалы, это аудиоматериалы, 3D-объекты. Классному руководителю не надо бегать по страницам сети интернет, да? У вас все находится
собирается в одном месте, у вас готовое мероприятие, которое вы можете организовать, реализуя программу воспитания. И еще один сервис, о котором хочется сказать, это сервис Начинайзер. Это сервис для наших родителей, опять же. Ведь сколько трудностей испытывает наш родитель, организуя ребенка дома при выполнении домашнего задания. Как помочь ребенку правильно объяснить пройденную тему или пропущенную тему, если ребенок болел. Как мотивировать качественно выполнять домашнее задание, а также и подготовка к ВПР, здесь тоже этот раздел заложен. Так вот, этот сервис построен на учебниках системы УМК «Школы России», потому что большая часть детей обучается именно по этим сервисам и помогают решать эти трудности, которые испытывают родители дома. Очень часто ребенок заявляет: мама, ты объясняешь неправильно, Марина Сергеевна объясняет совершенно иначе. И не авторитет для нашего ребенка родитель, который вызвался помочь ему. Да? Поэтому мы предлагаем сервис, в котором есть понятное объяснение материала, так как в школе. Пошаговый алгоритм разбора заданий. Очень часто ребенку просто неинтересно выполнять домашнее задание. То есть здесь мы предлагаем систему материалов для разбора темы. Это видеоматериал, интерактивное задание, лайфхаки. Вот посмотрите, как устроен сервис. То есть вы получаете каталог учебников, вы получаете свой раздел «Мои учебники», куда вы загружаете только те, которые вам нужны, соответственно, нужный класс. На сегодняшний день мы имеем как раз учебники для 1 класса. Как устроен? Вы видите раздел «Как учат в школе». Это более 150 видео с понятным объяснением материала. Вопросы к видео – это система вопросов, которая поможет ребенку лучше понять тему и самостоятельно выполнить задание, а не просто предложить ему готовый вариант ответов, то, что мы видим в интернете в таком сервисе, как ГДЗ. Да? Это пошаговый алгоритм разбора заданий. Это система интерактивных заданий для закрепления темы. И, конечно же, нестандартные задания, которые привлекут, опять же, интерес к выполнению домашнего задания. Ну вот первый раздел, как учат в школе. Ребенок получает видеоролик, да, вот изучая звуков С и С и знакомство с буквой С. Видеоролик, в который он должен прослушать, посмотреть и назвать слова, которые содержат данные звуки. Дальше идут вопросы к видео, то есть идет такое практическое задание, где ребенок должен выбрать как можно больше названий предметов, в которых есть такие звуки. И видите, что здесь есть задание, которое в аудио варианте, то есть если ребенок еще не умеет читать, он может прослушать это задание, может и прочитать. Дальше, овладение навыком письма, печатание букв и письменного, да, алгоритма. Здесь, а также вот этот видеоролик, который поможет ребенку правильно овладеть этим алгоритмом, то, что родители, естественно, дома не знают, как правильно научить, из-за этого получается ошибки в этом процессе. Ну и, конечно же, разбор заданий из учебника, опять сопровождающиеся видеороликами, интерактивными заданиями, звуковой анализ, который является главной учебной задачей, ребенок овладевает именно через взаимодействие с электронным устройством. Это интересно, это привычно для ребенка сегодняшнему, а значит, будет результативно. Мини-тренинг, который вы в учебнике не найдете, но который дает возможность закрепить эту тему. Опять же, в интерактивном виде ребята работают над очень интересными заданиями базового уровня сложности, а также повышенного уровня сложности. То есть есть возможность продвигаться дальше нашим детям, используя этот сервис. Ну и если в настоящий момент у нас готовится этот сервис продажи, вы можете зайти на наш сайт и отправить заявочку на то, чтобы узнать о старте продажи, познакомиться с этим сервисом на нашем сайте. Уважаемые коллеги, все ссылочки на эти сервисы, которые вы найдете в разделе поддержка просвещения, вы можете выйти, презентацию обязательно организаторам отправлю, сейчас выложу ее в чате, вы можете ее скачать, и по ссылочкам пройдя, вы найдете эти сервисы. У нас уже сейчас в продаже «Учим стихи», про воспитание, банк заданий по функциональной грамотности, цены очень приемлемые, банк заданий по функциональной грамотности на год, лицензия всего 689 рублей, «Учим стихи» всего 149 рублей на год, опять же, учитель получает такую возможность. Если будут у вас вопросы, вы можете обращаться на горячую линию вопрос@собака.проф.ру или лично мне, методисту-эксперту, отдел методической поддержки Зубаирова Оксане Владимировне. Вот мои контакты, пишите, задавайте вопросы, потому что в рамках 10 минут рассказать о потенциале и возможностях цифровых сервисов, конечно, очень сложно. Простите, если вышло из регламента. Огромное спасибо за возможность выступить. И мы очень надеемся, что эти сервисы помогут вам сделать, спроектировать и организовать
образовательный процесс для современных детей, и он будет интересным, а значит результативным. Да, Оксана Владимировна, огромное вам спасибо за очень полезные и нужные выступления. Но вы, как видите, наше издательство «Просвещение» сейчас работает, да, вот именно над созданием вот таких интерактивных, именно всех вот учебников, различных материалов, различных ресурсов, которые соответствуют требованиям всех федеральных новым требованиям. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, пожалуйста, все видели, заходим на сайт Просвещения, да, Оксана Владимировна? Да, я сейчас в чате выложу эту презентацию, вы ее можете скачать, и все ссылочки, чтобы вам не заблудиться на сайте, вы прям по ссылочкам пройдете, каждый сервис, я сопроводила ссылкой, вы пройдете по ссылочкам, и вы найдете, где находятся эти сервисы, и более подробно познакомитесь. Но если будут вопросы, пишите, пожалуйста, в презентации также есть контакты, я отвечу на любые вопросы, и собственно говоря, потенциалу сервисов и по возможности приобретения. Замечательно, хорошо, хорошо. Так, Оксана Владимировна, пожалуйста, разместите в Google таблице, сможете разместить? Не Google таблица, где мне ссылочку на эти Google таблицы? Вот в чате она есть. В чате есть, да, прекрасно. Google документ, просто туда нужно фамилию свою вписать, и все, ссылочку вот на вашу презентацию, пожалуйста. Хорошо, договорились, как я и сделаю. Хорошо, огромное спасибо. Так, вот я помню, когда я в школе еще работала, сколько лет назад, не было таких учебников, мы мечтали о таких возможностях. Сейчас все это у нас предоставляется, да, уже на федеральном уровне. Так, дорогие учителя, начальных классах, вооружаемся данными ресурсами. Так, спасибо. У нас прямо время просто, потому что у нас будет еще пленарное заседание в 10:00 по Москве. Так, сейчас мы слово предоставим нашей следующей гости из города Саранска, Республика Мордовия. Видите, у нас какая у нас широкая география. Клоковой Екатерине Константиновне, воспитателю МАДО детский сад номер 112, по теме виртуальной экскурсии в режиме ДО. Пожалуйста, Екатерина Константиновна, уже, наверное, уже задержали вас, наших дорогих гостей. Пожалуйста, кратко, емко, сжато показываем, хорошо? Практику. Демонстрация экрана, вот такие экскурсии проводим, вот такие проекты делаем. Пожалуйста, учимся максимально быть лаконичными. Уважаем коллег, потому что вы с вами не успеваем, нам надо 3 часов завершиться до пленарного заседания. Там еще у нас впереди еще много интересных выступлений. Так, здесь Екатерина Константиновна. Екатерина Константиновна не вышла, да? Тогда мы слово предоставляем. Так. Лагуновой. Так, у нас по очереди. Кто у нас? Лагунова Наталья Петровна. Тоже наши гости. Воспитатель МАДО детский сад. Комбинированного вида номер 25. АГО Россия. Так, Гидрополис. Лигрогейм. Пожалуйста, еще не успели, да? Еще, пожалуйста, еще не успели. Так, пожалуйста, покажи. Вот как раз вот использование Лигрогейм. Вот программа, еще мы давайте прослушаем Гидрополис Лигрогейм, подводный город будущего в условиях дошкольной образовательной организации. Так, пожалуйста, здесь, да? Наталья Петровна здесь? Так, хорошо. Так, тогда пропускаем. Так, все тогда. Тогда сейчас мы слово предоставляем Мункоевой Аюне Владимировне, учитель начальных классов лицея номер 27 города Улан-Удэ. По цифровизации дошкольного образования, дошкольного и начального образования, современные вызовы, тренды. Так, пожалуйста, давайте вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень интересное выступление, Оксана Владимировна. Я полностью с вами согласна, что с детского сада к нам приходят детки очень такие подготовленные в плане, они умеют уже работать и с телефоном, и с планшетом, и легко очень вписываются в образовательный процесс, и сложности у нас не возникает. Но и мы в своей работе, да, очень часто, не очень часто, постоянно используем, и это нам помогает в данный момент. Мы все знаем, что уже 2 года наша страна находится практически на дистанционном обучении, наши дети, и вот и сейчас дети города Улан-Удэ находятся в дистанционном обучении. Но то, что мы применяем ежедневно в нашей работе, помогает им без проблем, находясь одним домом, подключаться
в облачную конференцию Zoom и пользоваться всеми теми ресурсами, которые мы используем в обычной работе. Так как сказали, что мы быстро работаем, кратко, я вам покажу вот самое то интересное, на мой взгляд, что я хотела бы вам представить. Так, ну, конечно же, мы пользуемся, первое, это нашей доской интерактивной и документ-камерой. Документ-камера. Вот посмотрите, пожалуйста, уважаемые коллеги. Это вот такое устройство. Всем видно? Да, видно. Я считаю, в садах можно прекрасно использовать. Вот сегодня я работала, у нас был урок технологии. Мы выполняли объемную снежинку из бумаги. Все видно всем, да? Все этапы работы прекрасно видны. Я вместе с детьми выполняю эту работу. Вот можно порезать, да, нарисовать. То есть все это происходит в онлайн-режиме. Вот все это видно вам, да? Это документ-камера. Вот все это мы можем делать. И тут же анализировать. Дети спрашивают, задают вопросы, если это необходимо. Ну вот, это очень хорошо с первыми классами. Ну, я говорю, в дошкольных учреждениях тоже приемлемо. Так. Следующий ресурс, который мы очень часто используем, это, так, минутку, информационно-ресурсная площадка нашего лицея номер 27. Так, сейчас, минуточку. Вот я уже зашла, чтобы время не задерживать. Посмотрите, вот эту площадку разработал наш педагог Георгий Марксович Халзагаров. Он ведет у нас математику и физику. Здесь представлены все наши лицейские классы. Вот посмотрите, здесь какие материалы присутствуют. Ну, что, допустим, интересно возможно, для дошкольной академии, для дошкольных учреждений. Так, не вышло, что ли? Здесь расположены, вот посмотрите, есть для родителей. Какие-то занятия для подготовки в школе. Вот посмотрите, здесь платформа для подготовки в школе, да? Вот реши, пиши, допустим, ссылки. Это у вас в среде Moodle. Это как типа да. Для дистанционного обучения. Да. Вы собираете. Угу. И здесь же мы выкладываем свои всевозможные материалы, презентации. Вот я вам покажу свою личную страничку, допустим, 2 класс. Мункоева Аюна Владимировна. Здесь я размещаю презентации. Ну, то, что интересно, тесты по темам, допустим, вот состав слова, да. И ребенок, пройдя тест, я сразу могу посмотреть его результат. То есть я сама не обсчитываю, а получаю результат уже готовый. Вот очень хороший ресурс, который легко использовать и для детей, и для нас тоже, для учителей. Вот видите, вот это вот, допустим, ну вот тюльпан, да? Здесь открывается презентация. Так, вот видите, да? Ну и каким образом это все делать. Не будем терять время. Следующий ресурс, который мы активно используем в нашей школе, это урок цифры. Посмотрите, очень хороший сайт, где представлены разработки уроков, есть интерактивные приложения, вот игры. Вот, допустим, искусственный интеллект, тут есть и по классам, это все данные по классам, 1, 4, 5, 7, 8, 11. Всеми нами любимый Учеру и Яндекс Учебник, в котором тоже находится очень много
готовых разработок, которые мы используем в работе. Можно, есть даже учительская доска, да, можно составлять свои задания, можно использовать задания, которые присутствуют на сайте. И еще один сайт – это Яндекс Учебник. Ну, он очень похож с Учи.ру, поэтому я сейчас его показывать не буду, но вот эти вот сайты, которые активно используем в своей работе. Больше, ну, как я считаю, вернее, мы уже испробовали, использовать не стоит, потому что когда слишком много, дети теряются, начинают нервничать, поэтому мы останавливаемся на нескольких сайтах, это РП, Учи.ру и Яндекс Учебник, и этого достаточно. Ну и, конечно же, всевозможные приложения к учебникам. Так, видно? Вот на моем заднем фоне находится интерактивная доска. Здесь тренажер по русскому языку. Ну и приложение к учебникам у нас есть. По технологии, допустим, азбука Климанова и так далее. Хорошо. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Юлия Владимировна, вы показали живую практику в работе своей, да? Да, вот именно вот вам тему нужно обозвать не цифровизация, это общая тема нашей вообще конференции, да? А нужно назвать использование цифровых образовательных ресурсов в начальной школе. Да, И вот рассказать в своей статье именно об использовании данных ресурсов, каким образом вы используете, делитесь, пишите о своем, рассказывайте о своем опыте. Хорошо, Учи.ру, Яндекс учебники, они действительно на самом деле представляют нам вот эти готовые решения. Вот, пожалуйста, пользуйтесь. Это все федеральные наши ресурсы, поэтому все рекомендованные. Вот, пожалуйста, да, и 27-й лицей, вот у них свой Moodle, свое дистанционное обучение они ведут, да, на платформе Moodle. Это, конечно, большая работа, молодцы. Все, спасибо большое. Аюна Владимировна, больших дальнейших успехов. Так, сейчас мы слово предоставляем Нечаевой Людмиле Викторовне, учитель начальных классов СОШ номер 7, городу Улан-Удэ, по теме развития информационной образовательной среды начальной школы. Так, пожалуйста, начальная школа. Покажите нам, пожалуйста, свою цифровую образовательную среду. Так, здесь Людмила Викторовна. Так, а где у нас Людмила Викторовна? Так, а где Людмила Викторовна, коллеги? Так, Нечаева. Так, у нас же она не выступала же еще, да? Но как раз сейчас 20 минут остается, сейчас как раз у нас зайдут наши гости. Так, сейчас мы тогда слово предоставляем следующему. Аюна Юрьевна Чиликова готова, да? Аюна Юрьевна. Использование КТ-технологий в образовательном процессе. Так, где наши выступающие? Как интересно, куда все пропали? Все заявились? А где они? Так, Аюна Юрьевна. Так, все программы, которые внесены. Так, пожалуйста, Кускенова Ангесина Алексеевна, Шангина Татьяна Владимировна. Методист, заведующий МВДО детский сад номер 96, Калинка, город Улан-Удэ. Пожалуйста, вы готовы? Коллеги, а для чего мы тогда сокращались? Так, кто готов? Худенко Наталья Александровна, заведующий ГОУ ясли номер 32, города Гомель, Республика Белоруссия. Пожалуйста, наши гости, давайте слово дадим тогда. Наталья Александровна, вы здесь? Так, дорогие коллеги, это что у нас получается? Мы гнали, и нас нет выступающих, да? Так. Так, меня слышно или не слышно? Слышно? Слышно. Да, так, я вас слышу. А где у нас Чиликова, где у нас? Не знаю. Интересно как? Мы тогда зачем так прямо? Но у нас по времени в 14:00
Сейчас должны выйти очень-очень, вообще очень известный эксперт вообще нашего федерального уровня в образовании, по цифровизации, ведущий педагог в цифровизации в образовании Брыксина Ольга Федоровна. Давайте мы ее подождем, у нас до 2 часов еще есть время. И кто у нас еще не выступал? Так, давайте мы с вами выступим. Время еще есть 20 минут. Я-то рассчитывала сейчас, вот, что мы как раз в 14:00 успеваем, да? Они ровно должны в 14:00 выйти, Ольга Федоровна. Так. Так, пожалуйста, у нас не выступил у нас еще до конца, вот тема была с Свердловска. Свердловские коллеги наши здесь еще? Так. Вот так заявляемся, и вот там подводим нас. Почему заявляемся, почему не выходим, как несерьезно? Мы будем обращаться к руководству данных образовательных учреждений, будет дано, как сказать это, но будем сообщать об этом руководству. Вот так не бывает. В программу входим Всероссийской конференции и не выходим вовремя, не участвуем. Мы же рассчитываем, мы же тут сидим, да, торопим людей. А зачем мы так торопились бы? Это очень несерьезно, коллеги. Так, Екатерина Константиновна не вышла, да? Так, Лагунова Наталья Петровна здесь? Еще раз. Так, давайте еще слово у нас. Нечаева вышли, нет? Присоединились или нет? Коллеги. Так, Алена Валерьевна. Алена Валерьевна ушла, да? Детский сад у нас ушел, да? Вот этот как? Так. Но сейчас вот мы с вами, давайте мы с вами тогда поговорим. Сейчас у нас еще остается почти 15 минут. Давайте сделаем тогда небольшой перерыв. 14:00 без 5. Хорошо, на 10 минут. Делаем перерыв. Пожалуйста, просто отключайте камеру, звук, видео можете отключить, да? На минутку, давайте минут 10 перерыв сделаем. Без 5, 14:00 заходим на выступление Брыксиной Ольги Федоровны. Обязательно нам нужно послушать. Это мэтр вообще нашего российского образования. Мы с ней знакомились еще в Москве в 2012 году, когда в Академии Google, когда мы получали значки сертифицированных преподавателей Google. Она является ведущим экспертом по цифровизации. Она давала, я сейчас на своих лекциях, на курсах всегда показываю ее презентации, Google сервисы как инструмент реализации стандарта. Вот она показывает именно цифровые инструменты с точки зрения методически, она очень грамотно умеет объяснять, как это делает никто, как Ольга Федоровна. Она очень уважаемый эксперт. Вот, пожалуйста, огромная просьба не пропустить эту встречу. Давайте сделаем перерыв буквально на 10, так, буквально на, сколько, 45, 10 минут, без 5, чтобы все зашли. Хорошо, коллеги? Все, пожалуйста, делаем перерыв. Хорошо. Хорошо.
Здравствуйте еще раз, дорогие коллеги, дорогие наши участники нашей конференции. Так, я вижу, Ольга Федоровна уже присоединилась. Ольга Федоровна, здравствуйте. Как мы рады вас слышать, как я рада вас видеть и слышать. Добрый день, коллеги. Через минуточку выйдем на связь, Елена Николаевна. Вот я хочу немножко рассказать историю. Мы с Ольгой Федоровной познакомились в Москве в 2012 году в Академии Google, когда мы прошли вот первые 50 сертифицированных преподавателей. И Ольга Федоровна, настолько она мне, вот я не знаю, вот настолько она мне в душе моей осталась, да, это уже сколько лет прошло, почти 10 лет прошло. И вот ее выступления о сервисах Google, вот, которые я сейчас даю до сих пор на курсах, они до сих пор очень и очень актуальны. Я сейчас вам хочу продемонстрировать экран. Возможно, многие не знают, кто такая Ольга Федоровна. Вот раз мы сейчас начали заниматься цифровизацией, да, Ольга Федоровна у нас является доцент, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой ИКТ в образовании Самарского государственного социально-педагогического университета. Она руководит центром, да, курс. Это эксперт с большой буквы, педагог с величайшей буквы. Ольга Федоровна, как я давно вас не видел, не слышал, и вот очень хочется услышать вас сегодня. Чем вы сейчас занимаетесь? Те педагоги, которые были на образовательной галактике Intel, это наша галактика, это вообще огромное вообще сообщество педагогическое, где собирались самые лучшие педагоги со всей страны и делятся опытом. Вот галактика у нас сейчас перешла на новатор, вот сейчас этот сайт, да, и она также продолжает работу. Здесь собираются самые креативные педагоги нашей страны. И именно здесь нужно черпать самые передовые инновационные идеи в цифровом образовании, вообще в образовании, да. И сейчас, Ольга Федоровна, вот я и большое... не только черпать, но и публиковать. Да, и публиковаться, и делиться, да, своим опытом. Коллеги, вот вы сегодня, вот сегодня у нас, я вот недавно вернулась, ну, позапрошлом году я вернулась в образование в Улан-Удэ. Я сейчас работаю в Институте образовательной политики. Сейчас я как бы, ну, немножко занимаюсь, так сказать, начала заниматься цифровизацией дошкольного и начального образования. Ну, веду курсы на своем уровне, так сказать, да. И сейчас мы вот конференции, вот сейчас мы сегодня проводим всероссийскую конференцию с международным участием по теме актуальное развитие вообще дошкольного начального образования. И секция сейчас у нас цифровизация. И сейчас перед нами выступили коллеги с 9 утра уже, очень много было интересных выступлений. И, пожалуйста, Ольга Федоровна, расскажите, пожалуйста, о себе, чем вы сейчас занимаетесь и ваше выступление. Я могу демонстрацию экрана включить? Конечно, да? конечно. Ольга Федоровна, прекрасно вы видите. Спасибо большое. Да, мы действительно уже 10 лет знакомы. Я, Ольга, с вашими проектами всегда восхищалась. Но если сегодня речь идет о начальной школе, то эта тема для нас очень актуальна и злободневна. Огромное спасибо вашему институту и вам лично за приглашение. Мы бы могли, наверное, всей кафедре принять участие в этой конференции, поскольку тема информационных коммуникационных технологий в начальной школе для нас остается актуальной. У нас есть дополнительные совмещенные профили начальное образование информатика, начальное образование организация внеурочной деятельности. Вы уже сказали, что мы познакомились в рамках разных проектов, в том числе назвали галактику Intel. Дело в том, что наше сотрудничество с компанией Intel продолжается и сегодня. И Самарский государственный социально-педагогический университет является центром компетенций 2 новых образовательных программ, реализуемых в разных странах мира, в том числе в Российской Федерации, которые называются «Технологии искусственного интеллекта для каждого» и «Skills for Innovation» – «Навыки для инноваций». И более того, с момента основания кафедры в 2005 году наша кафедра ведет дисциплину информатика и ИКТ в начальной школе. И в 2015 году вышел учебник «Информационно-коммуникационные технологии в начальной школе», который мы подготовили вместе с известными учителями, блогерами начальной школы Марией Алексеевной Смирновой и Еленой Станиславовной Галанжной.
Но как-то так неожиданно началось, и я сразу переключилась на наше современное направление, отвечая на вопрос, да. Но все-таки хотелось поприветствовать всех участников конференции «Современное начальное и дошкольное образование. Актуальное развитие и взгляд в будущее» и участников секций, связанных с цифровизацией. Вот, понимаете, эта проблема для нас видится такой полипредметной и многоаспектной. Она касается разных вопросов. Вот смотрите, во-первых, это возрастные рамки. То есть если мы говорим про основную школу 5-9, то когда мы говорим о дошкольном и начальном образовании, то для нас важен каждый временной отрезок. 3-4 года, 4-5 лет, 5-6, 7-9 и 9-11 принципиально разными являются в этом случае технологии, формы, методы и приемы. Говоря о цифровизации дошкольного и начального образования, конечно, нужно и важно говорить о социальном партнерстве с родителями, потому что именно родители должны ввести дошкольника или младшего школьника в сеть интернет, показать ему образовательные, культурно-просветительные возможности сети, чтобы это стало средой развития, а не поглощения и уничтожения личности. Не менее важным являются здоровьесберегающие аспекты проблемы цифровизации дошкольного и начального общего образования. И мы здесь тоже находим целый спектр проблем, даже вот в рамках одной проблемы мы находим целый спектр проблем. Что по каждой из проблем вы уже можете какой-то опыт представить и обобщить. Педагогическое сообщество действительно ждет публикаций вот такого плана. Конечно, мы должны говорить о том, какой сегодня образовательный и развивающий контент присутствует в той же сети интернет, какие каналы, видеоканалы, какие сайты для дошкольников сегодня существуют, и это отдельная тема. Конечно, вызывают интерес те педагогические приемы и техники, которые можно использовать, говоря о цифровизации дошкольного и начального общего образования. На нашей кафедре при участии как раз и поддерживая инициативу компании Intel на Галактике, мы начали развивать технологию образовательных маршрутов для совместной деятельности родителей с детьми. В Самарской области это направление очень хорошую поддержку получило на уровне дошкольного образования. Сегодня, если вы попробуете сделать запрос в сети образовательные маршруты для совместной деятельности родителей с детьми в сети интернет, то вы найдете множество самарских сайтов дошкольных образовательных организаций, где под каждой, например, темы воспитатели делают образовательные маршруты. И дошкольники приходят на занятия уже подготовленные, просмотрев какие-то рекомендованные мультфильмы, опыты, научно-познавательные фильмы вместе с родителями. Это отдельная тема обсуждения. Мы готовы по этой теме с вами продолжить диалог. Ну и, конечно, одной из основных проблем является подготовка педагогов. И вот сегодня в рамках наших центров компетенций по программам из технологий искусственного интеллекта для каждого и навыки для инноваций, мы сегодня начали активно заниматься инновационным направлением, а именно использованием сервисов искусственного интеллекта и внедрением этих сервисов в дисциплину информатика и ИКТ в начальной школе. Учителя начальной школы априори, наверное, оказываются на сегодняшний момент самыми продвинутыми в плане цифровых технологий, потому что, ну, как говорится, все в одних руках. В новой образовательной программе, которая была утверждена в 2015 году и которая действует на сегодняшний день, отмечается, что в результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологическом обществе. Какие же сегодня вот
высокие технологии актуальны. Мы их называем сквозными, потому что они пронизывают все сферы деятельности человека. Мы их называем прорывными, потому что они обеспечивают прорыв в области медицины, транспорта, машиностроительной промышленности, образования. То есть сегодня нам доступны не только инструменты искусственного интеллекта и сервиса, но и дополненная виртуальная реальность, интернет вещей. У нас сегодня открыты огромные массивы данных, на которых мы можем проводить со школьниками исследования. Но если это начинать в 9 классе и даже в 7, когда вводится базовый курс информатики, то это можно сравнить только с тем, что мы начинаем в возрасте 12-16 лет учить ребенка есть ложкой. Сегодня цифровые технологии – это то, что и составляет естественную среду обитания современного ребенка. И поэтому хочется сегодня остановить внимание именно на технологиях искусственного интеллекта. Сегодня искусственный интеллект ворвался в нашу жизнь, и многие учителя занимают, занимают такую боязливую позицию, что искусственный интеллект заменит и вытеснит учителя. Нет, искусственный интеллект сегодня – это инструмент в руках творчества работающего педагога. Сегодня это и автоматический перевод, и распознавание образов, и извлечение информации, и распознавание речи, и различного рода экспертные системы, плюс анализ изображений, с которым мы сталкиваемся, когда используем Face ID. То есть сегодня школьники окружены этими технологиями. И мы будем говорить о использовании чат-бота и голосового помощника Алисы. Мы будем говорить о разных технологиях, игровых технологиях, которые используют технологии компьютерного зрения и так далее. С такими технологиями искусственного интеллекта младший школьник и дошкольник сталкивается в повседневной жизни. Какие навыки ему нужны уже сейчас? Какие профессии он выберет в будущем? Как обеспечить мотивацию? И здесь мне хочется упомянуть известные имена Иконина, Давыдова, теории поэтапного формирования Выгодского, когда мы понимаем, что мотивация в один день не формируется, и обеспечить внутреннюю мотивацию младшего школьника к изучению в будущем математики и физики должны вы, уважаемые коллеги, воспитатели дошкольных образовательных организаций и учителя начальной школы. То есть слово искусственный интеллект, словосочетание искусственный интеллект, оно должно завораживать, оно должно мотивировать к познанию возможностей человеческого разума, искусственного интеллекта. И уважаемые коллеги, конечно, хотелось бы расставить акценты, что на сегодняшний день важнее нам, технологическая подготовка или внутренняя мотивация. Но так или иначе, мы с вами все понимаем, что будущее рождается сегодня. И в ваших руках сегодня будущее российской науки, будущее не только IT-индустрии, если вы думаете, что это связано только с IT-индустрией. Сегодня технологиями искусственного интеллекта пользуются врачи, художники, музыканты. То есть в какую бы сферу деятельности ни пошел выпускник вуза, он все равно будет работать с технологиями искусственного интеллекта. Это документооборот, это какие-то компании, связанные с продажей недвижимости, это банковская сфера, это мощнейший инструмент, это разные органы государственного документооборота. Везде, уважаемые коллеги, используется искусственный интеллект. Так какие же функции воспитателя, какие функции сегодня учителя начальной школы? Во-первых, мотивацию через по изучению основ искусственного интеллекта, технологий высокого уровня мы можем обеспечить через формирование математического мышления и алгоритмической культуры. Об этом расскажет доцент нашей кафедры, кандидат педагогических наук Тараканова Елена Николаевна в следующем выступлении. Мне хотелось остановиться на следующих моментах.
Мне хотелось, чтобы мы задумали, что это не какое-то отдельное направление деятельности учителя, а профессиональная компетенция учителей на сегодняшний день требует использования различных сервисов на предметных уроках и конструирования на основе этих сервисов заданий, которые бы развивали когнитивную сферу младших школьников. У нас с вами огромный потенциал в формате внеурочной деятельности, организации внеклассных мероприятий. Сегодня мы говорим о реализации программы воспитания и модуль классное руководство. Мы говорим о возможности проведения каких-то акций, мероприятий, которые бы знакомили школьников с основами искусственного интеллекта. И вот, уважаемые коллеги, я оставлю координатора образовательных программ Марины Александровны Левинец. Если вас заинтересует участие в таких программах, как искусственный интеллект для каждого и навыки для инноваций, то вы можете подключаться к этой деятельности. В декабре подведены итоги, и Московская школа номер 2086, вы можете выйти непосредственно на контакт с директором Еленой Владиславовной Орловой, или же, опять же, через Марину Александровну Левинец. Создана школа «Амбассадор», которая пропагандирует использование технологий искусственного интеллекта. И как раз в рамках курса для учителей начальной школы мы рассмотрели несколько ключевых понятий. Это введение понятия искусственного интеллекта через игровую деятельность, использование сервисов на предметных уроках, пропедевтика основных понятий искусственного интеллекта, создание сценариев уроков, и сегодня я покажу несколько работ учителей этой школы. И, конечно, разработка образовательных маршрутов для совместной деятельности родителей с детьми. Давайте рассмотрим такой пример. У нас есть окружающий мир, у нас есть тема «Семья». И я представляю проект, который сделан в рамках обучения по программе Skills for Innovation учителями начальной школы. Проект называется «Умный дом для счастливой семьи». Какие мы задействуем сервисы? Во-первых, есть интересный канал для детей, рассказывающий о профессии, и мы рассказываем о профессии дизайнера интерьера. Как украсить дом, как создать обстановку уютную для счастливой семьи. И мы говорим, что может помочь искусственный интеллект, если вы откроете сервис Goodie Bag, советы мудрой совы, то вы можете посмотреть, как нейросеть подбирает подарки для человека по профилю в сети ВКонтакте. Мы рассказываем о возможностях искусственного интеллекта. Дальше школьники составляют виртуальный портрет этой семьи. Мама, папа, брат, сестра, бабушка. Анализируют, какие увлечения, хобби, какие профессиональные навыки у них есть, как им сделать дома комфортно обстановку. Дальше, и в этом случае мы используем инструмент карта персона, который используют совсем взрослые маркетологи для того, чтобы продвигать IT-товар на рынок. Кстати, при использовании этого сервиса используются, опять же, фотографии, которые генерирует нейросеть на сервисе This person does not exist. Эта персона не существует. И поэтому мы приучаем детей к тому, чтобы они соблюдали закон о персональных данных, что изображение является несвободно тиражируемым объектом. Дальше школьники погружаются в мир умных вещей. Умный утюг, умная кормушка для животных, умный пылесос, умный диван и так далее. Следующий этап связан с моделированием. Есть масса сервисов, которые на сегодняшний день позволяют создать модель дома, то есть план комнат, и обустроить для каждого жителя, для каждого члена семьи комфортные условия. Так вот, например, для бабушки это умные таблетницы, это умная массажная подушка,
Для брата это умная кормушка для кота Тимофея. Для мамы это умный туалет для того же кота. То есть их функционал в доме и соответствие умным вещам. То есть вот часть только идеи этого проекта, который сегодня можно наполнить новым содержанием. Мы говорим о семье, но мы говорим в традиционном формате. Мы рисуем маму, мы рисуем папу. Сегодня есть графические редакторы интеллектуальные, которые нам помогут сделать эти рисунки красивыми, или сервисы, которые позволяют эту деятельность украсить. Таким образом, у нас с вами появляется возможность развивать те самые навыки для инноваций, о которых мы говорим. Это генерация идей, это вычислительное мышление, потому что нам нужна декомпозиция задач. Это абстракция, когда мы создаем такой образ виртуальной мамы, папы, и в соответствии с этим формируем пространство для членов семьи. Это моделирование и искусственный интеллект. Вот очень простой маршрут для родителей и детей. Прошу вас обратить внимание, я еще в конце скажу, на возможности голосового помощника Алисы. Там просто кладезь идей для реализации различного рода занятий. Прошу особенно обратить воспитателей дошкольных образовательных организаций. Это и загадки, это разные игры с Алисой. Вы можете рассказывать детям о возможности искусственного интеллекта в процессе игры. Вот, например, навык Алисы «Звериная зарядка». Они одновременно узнают повадки животных и вместе с воспитателем или руководителем по физическому воспитанию или родителями выполняют те или иные задания. В то же время они могут уточнить у Алисы о специфике проживания этого животного, его размер, рост, окрас и так далее, чем питается. Вот на зарядку с искусственным интеллектом это то, что вы можете сделать сегодня. Мне очень нравится урок окружающего мира, который разработали также учителя школы 28,6. Это урок по классификации растений, деревья, кустарники, травы. Именно здесь формируется теоретика множественные представления, но в качестве эксперта здесь используется редактор графический на основе нейронных сетей Автодро. То есть из корявого, скажем так, по-простому рисунка он делает рисунок, уже предлагает заменить на рисунок качественный. И здесь используется еще один сервис Teachable Machine от Google, где дети сами заканчивают картинки деревьев, кустарников и цветов и учат нейросеть распознавать эти растения на разных картинках. Здесь мы используем еще геоинформационную систему iNaturalist. Если вы еще не установили такое мобильное приложение iNaturalist.org и не показали на школьной площадке или на участке в детском саду, как iNaturalist распознает растения, вместе с детьми не проводите наблюдения и не заносите фотографии растений с вашего участка в эту систему, вы немножко отстали, так скажем. И, соответственно, для того, чтобы провести урок по теме деревья, кустарники и травы, конечно, поможет Алиса, потому что с помощью Алисы мы можем получить информационную справку о любом растении. И это важно. Мы должны формировать у школьников мотив к получению новой информации. Вот в 2002 году я работала в Институте повышения квалификации Самарском. И тогда массово обучались учителя начальной школы. И тогда я, проводя занятия с педагогами, говорила: уважаемые коллеги, вот если мы сейчас не сформируем у детей позитивное отношение к сети интернет как к источнику знаний, то они у нас заиграются. В принципе, так и получилось. В чем задача учителя? Вы приносите детям новые знания, вы являетесь источником информации. Хорошо.
Но скажите, что вы эти знания получили из интернета. Вот эту поговорку я прочитал. Вот прогноз погоды я узнал. К сожалению, я провожу эксперимент вот много лет и спрашиваю учителей начальной школы, какие грибы вы знаете. Они мне называют подосиновик, подберезовик и так далее. Смотрите, уважаемые коллеги, как выглядит, например, гриб сетконоска, как выглядит ежевик коралловидный. То есть интернет – это среда самообразования, сначала учителя, а потом уже мотивации. Вот это та интериоризация по капельке, по капельке, по капельке, которая на выходе даст эффект. И ребенок будет понимать, что в интернете он может получить новые знания. И каждое действие он будет этим знанием, ну, как бы подтверждать, укреплять, расширять, используя гипертекстовую технологию. Смотрите, как студенты у меня, например, построили алгоритм по басням Крылова и сделали мобильное приложение, ссылочка на него есть, я презентацию перешлю. Конечно, мы с вами понимаем, что сегодня устарела фраза «ребята, к нам пришел на урок, не знает, он принес письмо». Сегодня к нам на уроке приходят голосовые помощники, чат-боты. Посмотрите, урок математики или занятия по математике в детском саду по подготовке к начальной школе. Запустите навык увлекательная математика. Если вы логопед, запустите навык легко сказать или веселый логопед. Если у вас урок окружающего мира, запустите навык зоология. Смотрите, сыграем в игру магазин, запустим игру угадай животное. Сегодня Алиса – это уникальный, я еще раз говорю, контент для того, чтобы занятие стало интересным и увлекательным. И интересные вещи можно предложить для самостоятельной работы с родителями. Это Quick Draw, это рисование с помощью по заданию нейронной сети. Это умение классифицировать объекты, выделять в них ключевую вещь. А вот посмотрите, тот редактор, автор, о котором я говорила. Вот я так рисую очки. Система мне предлагает сразу, видите, верхний ряд здесь, да, замените эти очки, и тут и на бинокль, и разного вида очки и так далее. То есть я, наверное, лимит времени перебрала. Преподавателю вуза очень трудно уложиться в 10, даже 15 минут. Но тем не менее, я вас, уважаемые коллеги, призываю к профессиональному саморазвитию, осознавая, что будущее рождается сегодня в той группе, в которой вы проводите занятия, и в том классе, в который вы приходите на урок. Здесь есть контакты мои, соответственно, значит, вы можете воспользоваться ими. И есть контакты Марины Александровны Левинец, координатора образовательных программ Intel. Спасибо огромное за внимание, за приглашение. У меня не было, что ли, экрана? Не, все, вы видели. Я испугалась. Все видели. Ольга Федоровна, большое вам спасибо. Смотрите, а вы курсы проводите по данной теме? Мы курсы проводим, но для нашего региона. У нас есть технология образовательных чеков. И Министерство образования, они приходят к нам с чеками, и вот по такой системе мы проводим. Только по такой, а вот такие вне региона, на платных условиях? Ну, у нас основная деятельность учебная со студентами. Если вас заинтересовало, вы можете выйти на Марину Александровну Левинец. Мы по начальной школе провели систему вебинаров, и вот через участие в программе Skills for Innovation вы можете выйти и на нас, поскольку мы являемся центром компетенции. Замечательно, Ольга Федоровна. Так, ну, коллеги все почувствовали немножко себя, как сказать, что мы с вами немножко отстаем, да? Что нужно присоединяться вот таким новым образовательным программам, нужно с вами развиваться, да? Однозначно. Обязательно, однозначно. Видели, да, уровень, почувствовали, да, немножко себя некомфортно, да? Вот я лично тоже очень, Нет. Подождите, да. Вот так вот не надо рассматривать. Не, я не так, но все равно... Это вот даже, прорыв. Да, надо все равно, вот галактика, вот она галактика, да, вот надо, вот те педагоги, которые на галактике, вот они как раз-таки, это самые первые инновации, вообще самые инновации в образовании именно идут с галактики, именно всех преподавателей, которые были на галактике, которые есть сейчас на галактике, поэтому вас всех призываю к
вообще профессиональному саморазвитию, быть в тренде, так сказать, да? Быть в курсе Ну, всех. мы, конечно, новейших, можем да. поучаствовать. Нам очень интересно. Вот, например, я не взяла тему образовательных маршрутов, потому что она отработана в течение 10 лет. Понимаете, да? И мы готовы и результаты показать, и все. Мне хотелось поговорить о том, что сегодня будет вот впереди, поскольку любое обучение, оно должно быть опережающим. И если вы пригласили нас, как преподавателей вузов, как в какой-то степени ученых, которые занимаются развитием этого направления, то мы готовы и как бы поучаствовать в нашем совместном профессиональном самообразовании и обмене опытом. Замечательно, замечательно, Ольга Федоровна. Я думаю, что мы с вами теперь будем очень близко общаться, тесно. Спасибо. Да, будем. Я Хорошо, передаю, спасибо. да, слово Елене Николаевне. Спасибо. Сейчас мы слово предоставляем, да. Можно я ее представлю? Можно я ее представлю? Да, хорошо. Добрый день, коллеги. Доброе Мы утро. с Еленой Николаевной в одной связке работаем уже десятки лет. Несмотря на то, что она такая молодая и красивая. На самом деле Елена Николаевна занимается как раз тем направлением, о котором я вначале сказала. Это развитие мышления, алгоритмической культуры младших школьников. Потому что сегодня, вот видите, все IT-компании выходят на то, что надо нам детей вырастить для IT-индустрии. Это отдельное направление, которое в 10 минут тоже не укладывается, и вы, конечно, можете с Еленой Николаевной тоже по этому направлению работать, уважаемые коллеги. Итак, Елена Николаевна Тараканова, доцент кафедры ИКТ в образовании нашего университета, кандидат педагогических наук. Доцент. Спасибо, Ольга Федоровна. Еще раз добрый день. Я надеюсь, что видно мой экран. Все видно. Отлично. И, как уже сказала Ольга Федоровна, не хочет запускать с первого раза, я немного расскажу о том, какие современные аспекты можно затрагивать в контексте формирования алгоритмического мышления детей дошкольного и младшего школьного возраста. Ну, во-первых, почему мы об этом говорим? На самом деле я не буду повторяться, поскольку Ольга Федоровна проговорила и про навыки будущего, и про сквозные технологии, в рамках которых мы видим множество различных навыков, связанных с цифровизацией нашего общества. Ну и поскольку образование – это передовая часть общества, то в первую очередь все нововведения должны отражаться в нашем образовании. Мы должны работать на опережение, мы должны готовить детей для жизни в неком будущем, а не учить их каким-то прошлым технологиям. Сейчас все чаще говорят о мягких навыках, о том, какие навыки должны быть сформированы у обучающихся для того, чтобы они стали современными специалистами, для того, чтобы они были востребованы в этом обществе, для того, чтобы они смогли социализироваться в этом обществе и, в общем-то, жить какую-то достойную жизнь, чувствовать себя в этом обществе на равном. И в этом контексте мы говорим и о тех навыках 21 века, которые вот определены той программой Intel, навыки для инноваций. Ольга Федоровна об этом говорила, да? Что-то не слышно? Все слышно, все слышно. Угу. И заглянув в то, о каких же навыках все-таки мы говорим, я бы выделила вот несколько из них, которые мы можем связать с развитием алгоритмического мышления. Ну и здесь нельзя забывать, что алгоритмическое и логическое мышление тесно связаны, конечно же, тесно связаны друг с другом. Ну и вот мы видим, что есть программирование и кодирование, и если раскрыть этот навык, то мы видим, что здесь и работа в команде, поскольку все современные IT-проекты, проекты в плане программирования создаются целой командой разработчиков. Это и решение каких-то проблем, когда школьники могут решать текущие насущные проблемы посредством создания каких-то алгоритмов и так далее.
Здесь мы говорим и о навыке вычислительное мышление, где одним из ключевых моментов это, конечно же, алгоритмы. То есть школьники в первую очередь должны обладать этим навыком, да, и, как уже сказала Ольга Федоровна, учить в 7, 8, 9 классе, а программирование изучать в 8-9 классе, и если алгоритмическое мышление к этому времени не развито, то, собственно говоря, мы имеем проблемы и в изучении программирования в курсе информатики, то есть начинать в этом возрасте уже поздно, если не была подготовлена база. Здесь можно же назвать и искусственный интеллект и машинное обучение. В каком контексте? Я говорю об этом в том контексте, что роботы – это механизмы, которые выполняют те действия, запрограммированные человеком. Да? То есть мы составляем программы для роботов, и там тоже есть составная часть программирования. Сказать про актуальность формирование алгоритмического мышления можно еще на примере тех проектов, которые сейчас разрабатывают, да, которые актуальны, которые в тренде, можно сказать, IT-компании. Например, почему они это делают? Поскольку современные IT-компании, они испытывают профессиональный голод, нехватку специалистов высокого уровня, нехватку программистов и целого класса, да, людей, которые обладают соответствующими навыками и могут продвигать современные технологии. И для этих целей такие крупные компании, как Microsoft, Google, Oracle, создают различные проекты. Ну, например, среды для обучения детей программированию. И здесь можно представить проект Коду компании Microsoft, проект Blockly компании Google, Alice компании Oracle. О них я проговорю чуть позже. Научно-исследовательские центры, институты тоже занимаются подобными разработками. Например, мы видим на экране, Массачусетский технологический институт разработал среду Scratch тоже для обучения программированию детей младшего школьного возраста. Наш научно-исследовательский институт Российской академии наук разработал среду Пиктомир для обучения детей дошкольного и начального школьного возраста. Ну и здесь, наверное, не стоит забывать, что когда мы говорим о программировании, об обучении программированию дошкольников и младших школьников с целью алгоритмизации мышления. Почему мы говорим о программировании? Поскольку именно программирование наимощнейший инструмент для развития алгоритмического мышления. И здесь мы в этом контексте можем говорить и об организации проектной деятельности. В рамках обучения программированию мы можем учить выполнять различные типы проектов. Это индивидуальные, коллективные проекты. От начала создания команды, распределения ролей в команде до защиты, это публичного выступления, защиты этого проекта и представления его своим одноклассникам, например. И еще раз, да, если мы говорим о программировании, то в 8-9 классе, когда начинается изучение программирования, это, конечно же, текстовое программирование. Одна из сложнейших тем школьного курса информатики, вызывающая массу проблем. Но в то же время, если мы говорим про ОГЭ, ЕГЭ по информатике, то там обязательно есть задание на программирование. Если мы говорим про олимпиады по информатике, это опять-таки программирование в основном. Как же нам подготовить к изучению этого? Ведь проблемы возникают не потому, что сложно, объективно, не потому, что не всем дано, на самом деле, программирование на том уровне, на котором изучается, на базовом уровне, изучаем в школьном уровне, дано всем, но проблемы возникают из-за того, что не сформировано алгоритмическое и логическое мышление, потому что программирование – это на 90% умение думать, и уже потом знание синтаксиса, знание каких-то команд языка и так далее.
Ну и когда мы говорим про дошкольное и начальное общеобразование, конечно же, мы говорим не про текстовое программирование, мы говорим про пропедевтику изучения программирования, и на начальное и дошкольное образование хорошо ложится такие виды программирования, как пиктограммное и блочное, то есть программирование не с помощью текстовых команд, а с помощью различных пиктограмм, то есть картинок, или каких-то готовых блоков, которые позволят легко дошкольникам и младшим школьникам, не зная команд, составить свою программу как с помощью конструктора. И мне бы хотелось показать еще те среды, которые сейчас есть, актуальны, используются, которые позволят достичь вот этой цели формирования алгоритмического мышления, по крайней мере, способствовать этому. И я в первую очередь хотела бы представить среду Пиктомир. Это среда, которая разработана по заказу Российской академии наук. Это те же разработчики, что и разработали систему Кумир, используемую в основной школе при изучении программирования иногда. Пиктомир. Почему Пиктомир? Вот слово пиктограмма, оно вот и зашифровано, так скажем, в названии. То есть мы формируем некий мир, где мы можем управлять работой этого мира с помощью каких-то пиктограмм. То есть эта среда разработана специально для детей, которые не умеют читать или читают плохо. То есть это дошкольники, первые классы. Конечно, можно использовать и там, во втором, в третьем, в четвертом, даже в пятых классах, но в этом случае мы уже изучаем эту среду в другом темпе. Вы сейчас немного о среде, да? Вы сейчас видите пример мира, одно из самых простых первых заданий. Мы видим, что у нас на поле расположен исполнитель робот-вертун. В среде есть много исполнителей, один из них вот робот-вертун. И детям рассказывается такая легенда, что у нас есть космодром, с которого стартуют корабли космические, и, естественно, часть покрытия космодрома испортилась, и его нужно ремонтировать. И мы видим такие поврежденные плитки, у нас есть робот, который должен чинить, но этим роботом нужно управлять. Справа мы видим поле для создания алгоритма, вот эти пустые ячейки, и сверху команды, которые может выполнять робот. Что он может? По пиктограммам понятно, что это за команда. То есть повернуть налево, повернуть направо, шагнуть вперед, закрасить клетку. Таким образом мы программируем робота, чтобы он чинил наш космодром. Естественно, задачи усложняются, несмотря на такую кажущуюся простоту. Это очень мощное средство. И сейчас в некоторых регионах России вводится в изучение эта среда. У нас есть регионы, где в целом регионе, во всех дошкольных учреждениях региона изучают и работают с этой средой. Несмотря на кажущуюся простоту, мы видим вот сейчас в верхней части, правой верхней части, такие как бы костяшки от домино. Да? Что это? Это возможности создавать циклические алгоритмы. То есть мы выбираем количество повторений цикла, количество повторений, то есть собираем некие команды, указываем, сколько раз повторить, а мы видим, что у нас симметричное такое поле, однозначно, что мы одни и те же действия будем повторять, ну, как минимум здесь вот 4 раза. И таким образом мы уже знакомим детей с основными алгоритмическими конструкциями, к которым относятся следование, то есть линейный алгоритм, действия выполняются одно с другим, ветвление, когда у нас есть условия проверяющиеся, и в зависимости от истинности или ложности условий мы выполняем или то, или иное, те или иные действия. Либо циклы, в данном случае вот я хотела показать, что мы можем и алгоритмические конструкции тоже реализовать. Кроме того, вы сейчас видите, вот у нас появился подпрограмма, то есть вспомогательный алгоритм, это тоже одна из таких составных частей изучения темы программирования.
То есть уже вспомогательные алгоритмы, мы можем использовать их многократно. И знакомя дошкольников, младших школьников с такими средами, мы, конечно, формируем алгоритмическое мышление, с одной стороны, которое пригодится им во всех сферах деятельности, и в учебной деятельности, в любых предметах. Я не думаю, что можно назвать предмет, в котором не нужно развитое логическое, там, алгоритмическое мышление. В математике нужно знать алгоритмы решения задачи, нужно в физике, в химии, там, даже в других предметах. Когда мы написать сочинение, например, мы должны составить некий алгоритм, по которому мы будем это делать, что начать сначала, что выполнить потом, да, в каком контексте, или провести какое-то исследование, по какому плану это сделать. В среде есть множество исполнителей, я показала лишь одного, это робот-ползун, зажигун, толкун, тягун, ну и в названии отражается то, что они могут делать. Они действуют несколько по-разному, и здесь можно познакомиться на самом сайте. Сайт NEC.ru. Хотела отметить, что можно работать онлайн, то есть не нужно устанавливать. Если есть проблемы с интернетом, можно установить на компьютере, работать офлайн. Есть также мобильная версия, которую можно установить на какие-то устройства мобильные и выполнять таким образом. Кроме того, на сайте, вот я хотела показать, есть все методические разработки, ну, например, по проведению цикла занятий алгоритмов подготовительной группы дошкольных образовательных учреждений. Или, например, по проведению цикла занятий алгоритмов для учащихся 1 класса. То есть обратите внимание, что есть разработанные методические материалы, которыми можно пользоваться. Это очень важно. Следующая среда, с которой я хотела бы вас познакомить, это среда Blockly. Вот вы сейчас видите начальную страницу, и здесь на самом деле такое многообразие, да, обо всем не расскажешь, и я коротко пробегусь, что есть, что можно делать. Во-первых, это уже не пиктограммное, а блочное программирование, когда мы можем с помощью блоков готовых составлять алгоритмы. Здесь это, конечно же, уже начальная школа, младшим школьникам можно легко обучать уже программированию блочному. Все алгоритмические конструкции присутствуют, но команды знать не нужно. Множество игр разработано на основе этой среды, то есть ребенок играет, он думает, что он играет, на самом деле он для того, чтобы выполнить задание игры, должен составить некую программу, вот, например, Банни, да, которого нужно там привезти домой, он должен в соответствии с какими-то условиями дойти до нужного его места. Причем мы составляем алгоритм, а внизу формируется автоматически текстовый код программы. Ну и здесь на разных этапах обучения, от, например, первоклассникам можно просто сказать, что это и младшим школьникам, что на самом деле, составив программу из таких блоков, мы написали вот такой текст программы. Это такая мотивация, это возможность не бояться в дальнейшем, не думать, что программирование это сложно, ведь они уже это делали. Ну и на этапе перехода от блочного к текстовому программированию мы можем уже более внимательно, детально изучать и сам текст, который получился. Еще есть отдельный ресурс Blockly игры, где есть ряд игр, ну, поскольку это игры, у них есть цель, они конечные, и здесь хорошая система подсказок, которая позволяет всплывающих даже самостоятельно изучать. То есть вы можете дать просто ссылку, пройти лабиринт, и школьникам, которые уже умеют читать, они читают задания, им всплывают подсказки, что нужно сделать, и они опять-таки составляют некий алгоритм для исполнителя, которые усложняются, например, 10 уровней сложности. Есть различные приложения Blockly, которые тоже основаны на среде Blockly. То есть чем отличается игра от приложений? В играх есть конечная цель, в приложениях мы можем эту цель формировать самостоятельно иногда. Ну и здесь показаны простые приложения тоже в виде игр.
Например, выбери, нужно соединить воедино название страны, столицу страны и, например, флаги. Или фауна. Нужно выбрать какие-то отличительные особенности животного, да, вот, например, улитка, да, что у нее есть. Выбирается из списка, из перечня, какие у нее, например, ноги, и какие-то особенности выбираются из предложенных, и прикрепляется фотография. Ну, например, блок или приложение «Самолет», где нужно заполнить самолет, уже используя какие-то математические знания. Следующий проект Коды.орг, который предлагает множество курсов для изучения основ информатики для начальных классов. Я рекомендую посмотреть на этом сайте. Сейчас подробно не буду рассказывать, но здесь есть тоже и в том числе и игры с использованием любимых игр компьютерных детей, например, Майнкрафт, да, или «Холодное сердце», то есть сюжет из мультфильма взят. Следующую среду мне бы хотелось проговорить об исполнителях системы Кумир. Есть два исполнителя, которые, на мой взгляд, хорошо бы применять, изучать в начальной школе. Например, исполнитель кузнечик. Ну и здесь я отмечу, что в принципе мы можем здесь использовать и текстовое программирование, но в начальной школе достаточно программировать с помощью такого пульта, где мы нажимаем кнопочки соответствующей команды. Что такое кузнечик? Это исполнитель, который живет на числовой прямой, он умеет прыгать вперед, прыгать назад и закрашивать клетку. Все. Но поскольку это числовая прямая, то вот эти прыжки выливаются в вычислительные действия, то есть школьник должен прогнозировать для того, чтобы попасть в клетку, например, 5, имея шаги там вперед 6, а назад 2, то ему нужно выполнить составить некий алгоритм, но при этом вычислительный алгоритм он должен складывать, вычитать для того, чтобы выполнить нужные задания. И возможности тоже достаточно широки, и здесь же можно отрабатывать и устный счет. Исполнитель Водолей тоже совершенно замечательный. Существует огромнейшее количество задач на переливание. И, собственно говоря, все их можно решать в этом исполнителе. То есть здесь можно какие-то готовые задания по умолчанию выполнять, а можно самим давать задания на переливание жидкостей. Ну и задаются сосуды, объемы сосудов и какое-то конкретное задание. Сколько мы должны отмерить, ну, например, имея сосуды 16,2 литра, отмерить, выполнить какой-то алгоритм, чтобы у нас остался в каком-то сосуде всего 1 литр. Как это осуществить? Еще одна среда компании Microsoft – это Codu Game Lab, которая, ну, начиная со 2 класса, легко можно ее внедрять, и мы видим опыт, наши студенты, наши выпускники это делают в рамках внеурочной деятельности со школьниками. Здесь достаточно простое создание программ, но интересно она тем, что это уже трехмерное программирование, и школьники могут создавать свои трехмерные игры. Не играть в них, а создавать. То есть мы выходим на следующий уровень, это мощнейшая мотивация для изучения программирования, когда мы выходим в разряд разработчиков. И есть некий виртуальный мир, в котором мы размещаем различные объекты, вы видите, самые разные, да, живые и неживые. Затем изменяем свойства объектов, но в основном цвет, размер, скажем, вот байкеры, яблоки, да, вы сейчас видите на экране. Программируем действия объектов. Ну и вот пример программы, которую можно составить в этой среде. Любая строка программы делится на 2 части. Когда и задается условие, делать и что делать. Все, никаких алгоритмических конструкций здесь нет. То есть достаточно простое программирование, но при этом можно создать многоуровневую игру с различными настройками, и здесь хорошо применять проектную деятельность, когда каждый школьник может, например, создавать какой-то уровень игры, а потом все эти уровни объединить в единую игру. Еще одна среда Scratch, которая может
используется как онлайн, так и офлайн. Это совершенно полноценная среда программирования, тоже блочное программирование, мы видим блоки, но здесь есть опять-таки все алгоритмические конструкции, множество возможностей по оформлению, по работе с персонажами, вы видите, различные вот скрипты есть, да, по событийному программированию, то есть выполнить что-то, когда произошло какое-то действие, то есть легко программировать какие-то игры или видеоанимации. Ну вот пример здесь проекта «Новый год». Да? Персонажи вы видите, действия, конечно, пока вы не видите. Отдельным пластом стоит образовательная робототехника, и вот вы видите, что одной из составных частей мы видим тоже программирование. Как это использовать в начальной школе или для дошкольников, в дошкольных учреждениях? Ну, во-первых, хочется два слова сказать о нашей российской разработке. Это компания ООО «Кибернетические технологии» Санкт-Петербургская, которая имеет множество наград, вы видите сейчас их на слайде, и которая занимается именно разработкой в области робототехники. Причем сейчас у них есть обеспеченность различных уровней образования. Например, для дошкольники, используя наборы ТРИК «Конструкторское бюро», могут конструировать настольные игры, модели, схемы которых есть комплекты, развивая мелкую моторику рук, логическое пространственное мышление, творческое видение. И вы видите, что эти наборы проходят апробацию в дошкольном учреждении замок детства поселка Совхоз имени Ленина. Для начальной школы наборы серии «Конструкторское бюро» можно использовать на уроках технологий для конструирования различных несложных механизмов, которыми встречаются школьники в повседневной жизни. Не буду говорить про другие уровни образования, но, возможно, будет интересно, когда речь зайдет о повышении квалификации педагогов, да, и подобное повышение квалификации тоже организует данная компания. Что важно? Важно, что на официальном сайте trixet.com есть методические разработки и материалы. Что касается вот нашей возрастной категории, то мы видим, например, разработанный модуль исполнителя алгоритмов в информатике, начиная со 2 класса. Причем разработки разного рода. Это рабочие программы, презентации к урокам, лабораторные практики, материалы для контроля, оценки и так далее. Проводит компания различные курсы, мастер-классы. И здесь хочется отметить, что же есть. Кроме роботокомплектов, эта компания разработала среду Trick Studio и Trick Studio Junior. Trick Studio Junior непосредственно для младших школьников. Она без роботокомплекта может использоваться, то есть там просто чисто программирование, но мы управляем исполнителем, который имитирует работу реального робота. При этом она кроссплатформенная, то есть ее можно установить на любое устройство с любой операционной системой, вы видите. Это блочное программирование, пиктограммное даже, да, когда у нас вот программа выглядит таким образом тоже. Закрасить, например, или выбрать цвет, шагнуть там вперед, налево, направо и так далее. И все поддержаны алгоритмы. То есть какие плюсы? Во-первых, это визуальное программирование, все команды перемещения, они понятны. Изучаются все основные алгоритмические конструкции, циклы, ветвления, подпрограммы, и мы можем создавать такие различные программы. При этом позволяет среда выбрать изображение исполнителя и мира, в котором он действует, и можно создавать упражнения для домашнего задания, например, с автоматической проверкой. То есть ребенок выполняет и сразу видит результат, выполнено задание или не выполнено. Вот достаточно кратко я показала обзор сред, которые позволят нам современных дошкольников, младших школьников подготовить к жизни в современном обществе и формировать у них алгоритмическое и логическое мышление.
Спасибо за внимание. Спасибо большое. Елена Елена Николаевна, мы, Николаевна, наверное, сорвали конференцию, поскольку... Ничего, ничего. У нас как раз сейчас через 5 минут пленарная, а мы вместо 20 минут... Нет, мы очень, как говорится, наоборот, рады, мы вас все внимательно выслушали. Спасибо вам за такой очень подробный обзор всех нужных программных средств. Да? Как Я я думаю, сказала, очень трудно уложиться нам в 10. Да, это нужно же отдельно. Вот, не будем задерживать. По Пиктомиру я хочу сказать, что у нас 22 уже сетевые инновационные площадки. У нас в Бурятии уже работают, внедряют уже данную программную среду. У нас Елена Юрьевна Соловей руководит. Сейчас они нам предлагают взять региональную тоже ресурсный центр открыть на базе нашего БРИОП, на базе нашей кафедры. Вот тоже, да, думаем, в общем. И вот то, что вот сегодня вы рассказали, я думаю, что для нас, для многих тоже это было новые ресурсы, новые цифровые платформы. Вы нам сегодня показали. Спасибо вам, Ольга Юрьевна. Спасибо за приглашение. Да, Ольга Федоровна, Елена Николаевна, большое вам спасибо за то, что вы всегда впереди, за то, что вы всегда несете вот это наше образование, да, вот наше в России вообще, что вы являетесь светочами в наше образование. Вот это я не побоюсь, действительно так и есть. Спасибо вам за те инновации, за ту огромную работу, которую вы ведете, да, вот в плане развития цифровых технологий в нашем российском образовании. За то, что вы нашли время. Ольга Федоровна, вы закрыли экран. Если вы Пиктомир уже используете, переходите на Трик, устанавливайте с ними контакты. Киселев Михаил, он очень активно идет на сотрудничество, вам тоже можно сделать такой региональный проект. Да, замечательно. Еще сегодня у нас еще выступила Елена Валерьевна по Лига Грейм. Ой, как называется? Да, тоже очень шикарные возможности вообще дошкольного образования. Вот сегодня показывали свердловчане нам замечательный опыт реализации данного проекта, данной программной среды. Тоже, вообще там тоже очень много возможностей. Поэтому, дорогие коллеги, как вы видите, все развивается, все идет вперед, идет бурное развитие технологий, поэтому нужно на этих волнах быть всегда впереди, быть в тренде, развиваться, быстро схватывать новые, да, идти вперед и никогда не останавливаться. И сейчас у нас будет пленарное заседание. Так, я сейчас ссылку на YouTube отправила. У вас есть ссылка на Zoom. Все туда переходим сейчас плавно. И огромное всем спасибо. Я думаю, что наша конференция прошла сегодня очень, вообще на таком очень полезном, шикарном уровне. Так, коллеги, пожалуйста, несколько отзывов от вас. До свидания, уважаемые коллеги, до свидания. Спасибо. Как вам сегодня наша конференция? Пожалуйста, несколько слов, отзывов, пожалуйста, дайте обратную связь, коллеги. Коллеги. Очень интересно, очень много информации, очень много полезной, и мы надеемся, что мы постараемся, воспользовавшись опытом коллег, преломить это к себе. Попробуем обязательно. Да, огромное спасибо. Да, пожалуйста, еще кто желает высказаться? Пожалуйста, давайте поактивней, не стесняемся. Так, учителя начальных классов. Так, пожалуйста. Дошкольное образование, наши молодцы, наши воспитатели, наши педагоги до очень активного участия вы всегда принимаете. Молодцы. И учителя начальных классов сейчас у нас подтянулись, да? Так, пожалуйста, кто желает еще высказаться? Нечего сказать, да? Так, пожалуйста. Так, все очень понравилось, пишут коллеги. Вот, сегодня мы увидели очень много ресурсов, очень много цифровых платформ. Мы сегодня услышали наших коллег с Запада, передовых педагогов нашей страны. Я думаю, что вы очень много для себя взяли, да? И теперь я хочу к вам еще раз обратиться. Готовим статьи для сборника. Сборник будет верстаться где-то в январе. Пожалуйста, без этого в интернете то есть статьи ваши, да, постараться статьи, чтобы были ваши уникальными, хорошо? 100% уникальность. Желаю вам всем, дорогие коллеги, больших успехов, самое главное здоровья, творческих успехов. Пусть всегда ваши творческие крылья всегда будут на высоте. Пусть всегда к вам приходит много-много интересных идей. Пусть всегда у вас горит
вот эта любовь к детям, любовь к своей профессии, к своему делу, которое вы ведете. А цифры, согласитесь, цифровыми технологиями, работать в школе вообще в детском, да, саду, да, стало работать намного интереснее. Согласны? Согласна. Точно. Согласны. Все, коллеги, внедряемся, идем на прямой эфир. Всем спасибо за участие, всем докладчикам. Все, жду статьи. Спасибо. Всё, до свидания, до следующей встречи. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.